Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Республика Коми. Мы очень рады, что сегодня, 27 октября 2022 года, мы вместе с вами принимаем участие уже в третьем международном методическом семинаре, который посвящен вопросам развития родных языков и межкультурной коммуникации. Данный семинар на протяжении 3 последних лет инициирован Комреспубликанским институтом развития образования благодаря грантовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Сегодня мы осознаем, что культура, языки, литература – это действительно уникальное хранилище не только знаний, но и того бесценного культурного опыта, который сегодня всем нам необходим для формирования гражданского самосознания. Благодаря именно пониманию картины мира, языковой культуры, мы сегодня говорим о значимости данных процессов, конечно, и для системы образования. На уровне Российской Федерации высоко ценится многообразие языков и культур. И мы сегодня понимаем, что культурное наследие, которое воспринимается всеми нами как важный ресурс, очень важно демонстрировать именно с точки зрения просвещения и наших международных партнеров. Именно сегодня русский язык, русская культура, русская литература имеют неоценимое значение для формирования именно и нашей геополитической ситуации. Уважаемые коллеги, мы все осознаем, что толерантность, а именно братство и дружба народов сегодня формируют наш единый культурный фундамент. И мы объединяемся, конечно, благодаря и высокому нравственному императиву, который включен во все наши процессы сохранения и развития родных языков. Уважаемые коллеги, мы говорим сегодня о едином пространстве, едином образовательном пространстве, едином методическом пространстве. И благодаря участию каждого из вас, уважаемые наши спикеры, уважаемые наши слушатели, мы все вместе с вами вносим вклад в сохранение именно позиции единства родных языков в образовательном пространстве. Наш семинар – это только один из форматов, который позволяет еще раз определить, что нам необходимо встречаться и онлайн, и очно, создавать единое коммуникативное пространство. Наш семинар – это пространство и для обсуждения, именно обсуждения очень важных общественно-профессиональных вопросов. Мы сегодня будем поднимать темы, которые касаются и кадрового обеспечения системы образования, и механизмов взаимодействия между странами. Нам очень важно, что начиная с 2020 года принимают участие в наших семинарах наши уникальные партнеры. Мы благодарим представителей Республики Беларусь, Туркменистана, Армении, Узбекистана и, конечно, наших коллег из других субъектов. Да, сегодня семинар нас объединяет. Он объединяет интересы научной общественности, методического сообщества. Поэтому очень рада, что вместе с нами сегодня в онлайн-семинаре принимают участие и ученые, и методисты, и педагоги. Именно профессиональное общение позволяет нам знакомиться и с российским опытом, и с международным опытом, на основе которого мы в дальнейшем будем определять и, может быть, и новые технологии в рамках межкультурной коммуникации. Итак, 3 направления, которые мы в рамках семинара рассматриваем. Это многоязычие и развитие родных языков в условиях глобализации. Это родной язык и родная литература в образовании. И это родной язык и родная литература в киберпространстве. Уважаемые коллеги,
Наш семинар будет не только в онлайн-пространстве, но я знаю, что у нас есть подключение через нашу российскую систему Рутуб, и он будет еще находиться и в записи. Поэтому, конечно, самое важное – это площадка для диалога. У нас сегодня изумительно уникальные участники, и мне хочется пожелать вам плодотворной работы и, конечно, активного обсуждения. Итак, уважаемые коллеги, и для открытия семинара, и для первого выступления мы приглашаем Ларису Ивановну Маршеву. Лариса Ивановна, доктор филологических наук, профессор, директор Федерального государственного бюджетного учреждения, Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации. Лариса Ивановна, вас приветствует Республика Коми. Вы для нас действительно профессиональный идеолог. И именно ваше выступление сегодня, оно определит, наверное, основные задачи и перспективы развития родных языков в образовательном пространстве. Лариса Ивановна, вам слово. Спасибо большое. Спасибо большое, Галина Владимировна, за такую высокую оценку деятельности нашего института. Я приветствую вас, приветствую Светлану Семеновну Мусанову и приветствую всех участников нашего замечательного международного методического семинара, который каждый год, каждый раз проходит чрезвычайно успешно, интересно, безусловно, из года в год. Это правильно и нормально. Мы обсуждаем в обновленном формате какие-то одинаковые проблемы и вопросы, но каждый год возникают новые темы. И это, конечно, свидетельствует о том, что все мы вместе с вами идем вперед и довольно успешно развиваем наше великое, широкое поприще родных языков и родных литератур. Ну, очевидно, что для каждого человека нормально и правильно беречь и любить родной язык, родную культуру, родную литературу и передавать это любовное, трепетное отношение своим детям. Для педагогов нет и не может быть чужих и своих детей. Он является проводником в мир культуры, обучения, воспитания и развития для всех, кто приходит к нему за новыми знаниями, умениями и навыками. Родные языки народов Российской Федерации – это бесспорное богатство нашей страны. Это наша величайшая гордость. И, конечно же, сохранение, развитие родных языков – это не только задача специальных институций, но и задача каждого носителя того или иного языка. Чрезвычайно важно, и об этом говорила Галина Владимировна в своем приветственном слове, что преподавание родных языков и родной литературы способствует гражданскому и патриотическому воспитанию современных детей, современной молодежи, и это особенно актуально в настоящее время. Но мы должны признать, что в настоящее время с развитием современных технологий традиционные формы преподавания должны быть модернизированы. Они, безусловно, должны остаться, должны развиваться, но они должны быть изменены. Мир науки, техники, технологии позволяет использовать самые различные способы и инструменты представления информации, как урочно, аудиторно, так и дома. И, конечно, все более и более актуальным становится интерактивные занятия. Именно они дают эффект максимального погружения в изучаемый материал, позволяют детям стать полноценными, активными участниками образовательного процесса и даже в некоторой степени руководить им. Так как в отличие от пассивного обучения, вы знаете, что этот термин не оценочный, а такой вот констатирующий, где главенствующую роль занимает педагог-лектор, и активного обучения, где наблюдается взаимодействие конкретного ученика и педагога, интерактив дает обучающимся больше возможностей для групповой работы. А групповая работа помогает
реализации системно-деятельностного подхода. А он, как вы знаете, является основным методологическим камнем, который лежит в основании обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, которые есть у нас уже для начального и общего образования. В самое ближайшее время появятся и для среднего образования. В системно-деятельностном подходе, как известно, большое сосредоточенное внимание уделяется парной, групповой, коллективной работе, разным формам взаимодействия детей между собой, а также важнейшему навыку самостоятельной работы, навыку, который сам по себе чрезвычайно важен, но он важен еще и в меняющихся условиях современного педагогического и геополитического мира. Именно реализация такого подхода может подготовить обучающихся к получению среднего профессионального, высшего образования и успешной командной работе в будущем. И вообще активному, вдумчивому, толерантному сосуществованию друг с другом. Интерактивные занятия – это взаимодействие посредством диалога или полилога. Интерактивы применяются не только в учебной деятельности на уроке, но и во время презентаций, лекций. Отличительной чертой таких мероприятий является активное участие слушателей и зрителей, которые могут повлиять на процесс. Именно в таком виде сотрудничества можно качественно воплотить творческий подход к той или иной проблеме. И это очень насущно сейчас при работе с детьми. Особенно успешным этот вид работы может стать, если предложить обучающимся, независимо от их возраста и уровня образования, использовать информационные технологии мультимедиа. Благодаря взаимодействию визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и технологических средств, обучение может стать увлекательным, полезным и информативным. В настоящее время дети разных возрастов привыкли к использованию компьютерных технологий в своих семьях, в обычной жизни. Конечно, это можно оценивать, это оценивается по-разному, но это объективная реальность. И для педагогов важно показать детям, как можно использовать технологии полезно для самообразования, для развития и для того, чтобы получить действительно, я еще раз повторю, максимальную пользу. Очевидно, что грамотное использование средств современных информационных технологий, инструментов, контента способствует активизации познавательной деятельности, повышению успеваемости школьников, достижению целей обучения с помощью современных электронных учебников, пособий, образовательных платформ, развитию навыков самообразования и самоконтроля, повышению уровня комфортности обучения, что тоже сейчас чрезвычайно важно, повышение активности, инициативности обучающихся на уроках и вне уроков, формированию информационно-коммуникационной компетенции, которая, опять-таки, важна сейчас не только и не столько как обучающий навык, как образовательный шире навык, но как личностный, межличностный навык, а точнее комплекс навыков. В качестве приемов и методов интерактивного обучения можно назвать следующее. Использование интерактивной доски для наглядности, особенно при объяснении нового материала, применение анимации в слайдах и презентациях, игровые занимательные задания, ребусы, кроссворды и так далее, обучающие тренажеры по работе с текстом, интерактивные задания с автоматической или полуавтоматической проверкой, интерактивные схемы, различные виды разборов, игры со словами, разнообразные виды тестов и многое-многое другое. Помимо использования интерактивных ресурсов на уроках по родному языку и родной литературе, следует особенно активно применять
все это во внеурочной деятельности. Именно она поможет педагогу экспериментировать в самом хорошем смысле с различными формами обучения, выбирая те, которые покажутся и станут наиболее эффективными для детей. Тем более, что изучению родного языка и родной литературы уделяется время не только в рамках конкретных языковых занятий, но и в контексте таких предметов, как литературное краеведение, лингвистическое краеведение, история родного края. И здесь нужно сказать, что в Республике Коми этим вопросам, этим учебным дисциплинам уделяется очень большое внимание, и это абсолютно правильно. В качестве интерактива для дополнительных занятий можно предложить использование компьютерных технологий. Может быть, можно обойтись и без них, если подготовить презентацию или отчет в виде короткого видеоролика, поначалу, да. Речь идет о том, что с помощью использования или с частичным использованием информационных компьютерных технологий, конечно, можно составить литературную и языковую летопись края, можно собрать местный фольклор, можно провести литературный и литературно-краеведческий вечер, можно провести встречу с писателями и поэтами родного края, концерты, викторины, конкурсы, виртуальные путешествия, выставки демонстрации творческих работ земляков или обучающихся, игры путешествия с путеводителем по родному городу, историко-литературные экспедиции, конечно же, открытые уроки и мастер-классы, совместные просмотры тематических фильмов о родном крае и их обсуждения, интервью старшего поколения для составления словаря региональной лексики, создание и обработка загадок и других форм, малых форм фольклора с использованием местной лексики и подготовка на их основе анимации, составление текста с опорой на фольклорные и топонимические традиции края, составление разнообразных словарей, разработка компьютерных игр, разработка сайтов, разработка страниц на интернет-порталах и так далее, и так далее. Очевидно, что все перечисленные формы работы активизируют коллективную деятельность, помогают детям развивать такие полезнейшие навыки, как гибкость, умение договариваться, обсуждать проблему, искать творческие подходы к ее реализации, к ее решению. Разнообразные формы взаимодействия улучшают мотивацию. И это для родных языков и родных литератур. Мы об этом говорим постоянно, но это чрезвычайно важно. С помощью мотивирующих инструментов можно сделать образовательный процесс увлекательным, познавательным и запоминающимся. Кроме того, речь идет о реализации метапредметных результатов обучения, которые, как известно, предписывает нам федеральный государственный стандарт и которые имеют неприходящее значение для всей жизни человека, а не только школьной. Положительное влияние интерактивных способов обучения бесспорно сказывается в легкой доступности материалов, возможности обучающихся использовать те или иные сайты, платформы для самостоятельного развития. Но здесь я, конечно, должна сказать о том, что весь этот контент интерактивный, он, конечно, должен быть проверен, подвергнут самой пристальной, самой объективной экспертизе, чтобы он не нанес вред психическому и физическому здоровью ребенка. Далее. Для более успешного, самостоятельного, интерактивного обучения родным языкам, родной литературе, освоению культуры родного края необходимо, конечно же, привлекать родителей. Это очень важный момент.
активное, ответственное родительство, необходимое для сохранения и изучения родных языков. Взрослые и только взрослые в состоянии помочь детям решить эту задачу. Совместная учебная деятельность способствует сплоченности внутри семьи, наглядно показывает преемственность родной культуры, родного языка, родной литературы. И, конечно же, именно старшее поколение помогает младшему продуктивно, проникновенно освоить необходимые понятия, связанные с духовно-нравственными основами того или иного народа и нашей большой российской нации. Ну, очень хорошо, что в настоящее время интерактивные ресурсы можно найти по различным родным языкам народов Российской Федерации. Есть сайты с материалами, играми по татарскому языку, башкирскому языку, украинскому. И, конечно же, здесь особое внимание и особая похвала языкам из финно-угорской группы, таким языкам, как коми-пермяцкий, коми-язык, удмуртский язык и марийский. Интерактивных материалов представлено очень много на любой возраст, на любой вкус. Показательно и примечательно, что многие материалы имеют параллельную презентацию, то есть это текст на родном языке или какой-то там другой материал на родном языке с титрами, переводом на русский язык. Ну, помимо специальных сайтов по изучению финно-угорских языков, конечно же, есть частные разработки педагогов, личные страницы, каналы блогеров. И опять-таки это все представлено для самых разных родных языков народов Российской Федерации, в том числе для коми-языка. Очень, конечно, хочется надеяться, что совместная деятельность педагогов родных языков, родных литератур, школьников, их родителей будет и дальше сохранять родную культуру. Сделает процесс обучения и изучения родных языков и родных литератур познавательным, легким, увлекательным, благодаря развивающемуся многообразию интерактивных инструментов. И все это действительно будет вдыхать все новые и новые силы, с одной стороны, в наших учителей, с другой стороны, в методистов, ученых, тех, кто занимается контролем, управлением этнокультурным образованием. Ну и, конечно же, мы должны всегда помнить о наших детях. Детях, которые являются нашим будущим, нашей гордостью, и они должны знать свое родное слово, любить его и беречь. Спасибо вам большое за внимание. Я еще раз благодарю за приглашение, за честь, оказанную лично мне, и за всегдашнюю поддержку нашего Федерального института родных языков народов Российской Федерации, которую мы постоянно ощущаем со стороны вашего института. Галина Владимировна, спасибо. Спасибо, Лариса Ивановна. Очень важно, что вы в своем выступлении говорили о единстве всех субъектов образовательных отношений, детей, родителей, педагогов. Мы сегодня понимаем, что действительно формирование духовно-нравственного, гражданского общества, оно неизменно связано с теми позициями, которые
объединяют именно нас, россиян. А это позиции, которые прежде всего и определяются через то, о чем вы говорили, любовь к языку, культуре, литературе. Мы понимаем, что, конечно, ведущую роль играют родители. И семейное образование, семейное воспитание сегодня – это очень значимое для нас пространство для обсуждения. Мы сегодня должны говорить именно о том, а каким же образом это единство создать. И вы очень правильно говорили и об интерактивных ресурсах, и о том, что сегодня большую роль играет именно влияние на педагогическое сообщество и методистов, и ученых. И, конечно, во главе вот этой нашей системы, конечно, институт, Федеральный институт родных языков. Поэтому благодарим вас за очень важные для нас профессиональные установки, за взаимодействие. Мы понимаем, что именно благодаря вашему выступлению мы в дальнейшем будем каскадно рассматривать именно те вопросы, которые вы обозначили в своем выступлении. Спасибо вам большое, благодарим вас. Республика Коми и от лица министра я хочу поблагодарить именно вас за сопровождение системы образования именно с точки зрения преподавания родных языков во всей Российской Федерации. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо, Рислан. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашего семинара, и с нами на связи Елена Робертовна Ядровская. Елена Робертовна, вас приветствует Республика Коми. Мы очень рады, что вы нашли возможность и принимаете участие в работе международного методического семинара. Елена Робертовна является профессором кафедры образовательных технологий, филологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, а также является и директором автономного некоммерческого объединения «Альфа-диалог». Елена Робертовна очень известный ученый, методист, доктор филологических наук. Елена Робертовна, мы очень рады, что вы вместе с нами. У вас сегодня очень важная тема выступления. Я передаю вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я благодарю за оказанную мне честь, за оказанное доверие представлять Петербург, Герценский университет и наш центр «Альфа-диалог» на таком значимом международном событии. И прежде всего мне бы хотелось выразить радость. Посмотрев на программу, да, послушав уже первые выступления, я думала о том, что вот сейчас как раз уже наступил этап, когда у нас складывается система работы. Помните, как долго мы к этому шли? В начале 2000-х образовался, в конце 90-х образовался некий провал в системе этой работы. Распались взаимосвязи, в чем-то и человеческие, в чем-то и профессиональные. Стала западать методическая составляющая. При этом в предыдущем периоде она была достаточно сильна, и этим укреплялось государство, страна. И понимание значимости, важности языковой политики, межкультурной коммуникации, межкультурного диалога, как условие межнационального согласия, это то, к чему мы сейчас приходим не в плане общих слов, не в плане какой-то далекой от нас, может быть, мысли, а очень естественной потребности сегодня. И то общение и с вами, и со многими другими коллегами, которое состоялось благодаря такой большой проделанной работе и Института родных языков, и Министерства просвещения, образования нашего, большого события, которое состоялось в сентябре. Это первый всероссийский конкурс учителей родной литературы, родных языков. Оно, конечно, еще больше укрепило наши взаимосвязи. Оно обогатило нас. И сейчас мне хотелось бы поделиться опытом работы Центра «Альфа-диалог», некоммерческой организации в Петербурге, именно в этом направлении. И я очень надеюсь, что это будет полезно, поскольку это не только прошлое и настоящее, но это и будущее, над чем работает сейчас наш центр. И так много говорят уже и достаточно давно о проектно-исследовательской деятельности. И, конечно же, ключевыми моментами ее организации является мотивация.
Мотивация не только к проекту, к исследованию, мотивация к чтению, изучению своей родной литературы и к созданию условий для того, чтобы эта литература интересовала еще и другого ребенка, представителя другой национальности, другого народа. И вот на протяжении многих лет мы накопили такой опыт, которым сейчас очень кратко хотела бы поделиться. Прежде всего, когда мы говорим о межкультурном диалоге, о проблеме межнационального согласия, мы должны очень четко понять, что здесь главными участниками, да, как раз, как вот Галина Владимировна говорила, являются все участники образовательного процесса. И дети, и родители, и педагоги, да, и органы управления образования, абсолютно все. И вот не призыв сегодня к познанию, к доброму отношению, к уважению друг друга поможет, а именно создание такой потребности, когда другой человек тебе становится интересен, потому что у него другой язык, у него другая внешность, у него другая культура, другие обычаи. И тебе, может быть, больше нравится своя или какая-то другая, но ты интересуешься другой искренне, она тебе интересна, потому что эта мысль и Бахтина, и других русских ученых о том, что только в другом ты познаешь себя, она действительно проверена уже не одним десятилетием. На протяжении многих лет наш центр работает и работал с регионами Российской Федерации. За это время здесь, в Петербурге и на других площадках наших образовательных проектов побывали представители более чем из 75 субъектов Российской Федерации. И вот это общение детей из разных регионов, и вот это проживание в результате какого-то проекта, этой совместной жизни, 5, 6, 7 дней, иногда это были выездные проекты, 2 недели, еще до того, как, знаете, в школах был введен вот этот предмет, родная литература, родной язык, оно дало нам почву для размышлений. Приезжают ребята из разных регионов, носители разной культуры, это и север, и восток, и запад, и я наблюдала, и мои коллеги, над тем, как ребята по-разному воспринимают друг друга. Иногда эта коммуникация складывается очень быстро, легко. Иногда они сложно притираются друг к другу, и у них есть некий такой иногда снобизм по отношению, да, у столичных к нестоличным. Или вот ты чувствуешь, как ребенок не может скрыть своего какого-то такого, знаете, первого восприятия другого человека, другой культуры. Или ему кажется странным, а почему это ребята, приехавшие из Якутии, говорят на якутском языке у нас в Петербурге. И вот получить эти ответы на вопросы, да, понять, почему ребенок хочет и может и должен говорить на своем родном языке, как раз и помогла нам та система, которую мы стали выстраивать. Вот от такого большого многолетнего опыта этих межнациональных проектов мы пришли к серьезным образовательным и культурно-познавательным всероссийским социально значимым проектам. И, конечно же, инструментом для выстраивания этого диалога, материалом стало искусство. Конечно, искусство не может быть средством, оно всегда цель. Но именно этот материал, природа самого искусства, литературы, языка, если с ним работать, да, как вот с таким, как с явлением культуры, она является универсальным, уникальным инструментом для межнационального диалога. И те традиции, которые были заложены еще в советской школе, всегда в учебниках была так или иначе представлена литература, да, народов Советского Союза, и практически многие из нас, как говорят дети из того века, из 20-го, мы с вами коллеги, то именно очень многих известных поэтов, писателей, они, конечно же, были нам знакомы. И ту огромную работу, которую проделывала Меджи Валентиновна Черкесова, я не могу не вспомнить сегодня имя этого уникального ученого, замечательного человека, которая была глубоко убеждена в том, что родная литература может и должна познаваться в диалоге с русской культурой, с русской литературой. И всю свою жизнь Меджи Валентиновна посвятила как раз разработке учебников для национальных школ, как тогда они назывались, для выстраивания системы этого диалога. И вот еще в преддверии введения предметов в школу при поддержке тогда фонда президентских грантов нами был организован проект «Школа диалога народов России, литературы и жизни». И цель наша была развить потребность в чтении произведений
литературы народов России. В результате проекта, да, были актуализированы, да, и прецедентные тексты национальной литературы. И когда я поняла вдруг, что даже на филфаке, на котором я работаю, мои студенты-филфаковцы умные, талантливые, хорошие студенты, но практически никто не знает эти имена, представленные здесь, и многие другие, я поняла, что пора бить в колокола, да, что есть серьезная проблема. И вот этот проект, да, как раз и был направлен на расширение этого диалога. И книгу, которую вы видите здесь, а все вот, тексты, да, книги, которые я буду показывать, все есть в свободном доступе на сайте нашего центра, ее написали дети. Это более 100 работ победителей и лауреатов конкурса, в которых и переводы литературы национальной на русский язык, и сопоставительные анализы текстов, и проблемы добра, природы, любви, дружбы, родины в русской и национальной литературе, а также сценарные заявки на фильм. Принимали участие в этом проекте, да, огромное количество, да, более там 60 регионов России приняли участие в этом проекте. Победители собрались в Петербурге, в Герценовском университете на презентации этой книги. Им вручались дипломы, ребята читали стихи на родном языке, потом с переводом, дети подходили, интересовывались, у каждого была красивая тетрадь. И вот это событие, оно стало таким очень знаковым, очень ярким. И ребята не у лектора, да, уже черпали новые знания, а друг у друга. Вот это, наверное, самое ценное, когда ребенок подходит к ребенку, задает вопрос, а где прочитать, а вот как это слово переводится. И таким кульминационным моментом этого проекта была встреча в Каменноостровском дворце у наших коллег в Академии талантов. Мы очень благодарны им за поддержку всех наших социально значимых проектов, когда ребята и из Петербурга, и из разных регионов нашей страны представляли свои проекты и рассказывали о своей малой родине. Лучшие работы были опубликованы в журнале «Дружба народов». То есть вот такая потрясающий такой стимул был для ребят, и мы благодарны, да, нашим коллегам, редакции. И, конечно же, огромный опыт и социально значимой деятельности, и проектной, и исследовательской получили и мы, и педагоги, и дети в ходе реализации этого проекта. Мы продолжили эту идею для того, чтобы не распалась связь времен, о которой писали дети. И вот за неимением времени я просто листаю страницы их работ. Вот обратите внимание, да, как кто-то узнавал, да, из старенького журнала, от мамы из «Дружбы народов», которая работала в библиотеке, и где-то, да, уже эти журналы мало кто читал, но вот ребенка очень заинтересовал там рассказ Мустая Карима или еще что-то. Вот такие замечательные истории. И эта идея была продолжена и в проекте, и здесь одним из партнеров этого проекта выступил как раз Федеральный институт развития родных языков, за что огромное спасибо, коллеги. Вот с момента своего существования вы стали активно поддерживать ту работу, которую мы ведем, и мы это очень ощущаем, потому что наши усилия дают больший результат. И при поддержке фонда президентских грантов был реализован проект, направленный на разработку дайджеста литературы народов России. И уже система проектной деятельности, да, вот могу предложить такую идею, да, она выстраивается следующим образом. В каждом социальном значимом проекте есть цикл просветительских мероприятий для того, чтобы расширять культурное поле учителя, простите, родителя, ребенка. И поэтому вот эта тема по страницам литературы народов России, благодаря нашим высокопрофессиональным коллегам, она была ярко, просто и доступна, а адресатом прежде всего являются дети. То есть это не лекция для литературоведа, это событие для ребенка. То есть цикл просветительских занятий, затем обязательно учебные занятия, направленные на участие ребят в конкурсе, как создать ангрид, как взять интервью, как сделать дайджест и так далее. И вот значимым событием сегодня как раз говорили, вот Лариса Ивановна говорила о том, как в ряде регионов особенно, да, серьезно ведется работа по сохранению языков. И здесь я тоже хочу отметить как раз Республику Коми. Посмотрите вот на этом слайде. Именно они тогда являлись инициаторами вот этого цикла проектов по обмену опытом по сохранению и развитию языков и литературы народов России. И здесь выступали и библиотеки, и
учреждения развития образования, да, то есть разные абсолютно организации, которые представляли свой опыт как раз вот и по цифровизации накопленного опыта, и по цифровизации языков. И меня тогда очень вот потрясла та технология, да, и тот уровень высокий, да, и таких и технический, и смысловой, вот именно в Республике Коми. Просто молодцы. А дети подготовили дайджест литературы народов России, с ним, который представляли на фестивале в Петербурге. Это стало уже традицией. Культурная столица России принимает ребят из разных регионов. И здесь вы видите, как разные делегации представляют свои проекты. В составе делегации были как носители родного языка, так и те, кто, вот, например, на этом слайде вы видите девочку Арину, она выучила бурятский язык. И, то есть вот такие интересные истории, потому что она была заинтересована, и она живет в Бурятии, и для нее это очень важно знать тот язык, на земле которой ты живешь и работаешь. И много делегаций собралось, 15 делегаций, представляющих разные литературы народов России. И продукт, который, да, вот был представлен, он потом закреплен у нас на сайте, есть дайджест литературы народов России. Вот сейчас я листаю эти кадры выступлений. Это было очень интересно. Особенно радостно было видеть старшеклассников, мальчишек, которые с таким интересом рассказывали там об венкийской литературе. Вот, например, делегация, это Красноярский край, ребята сами не представляют этой национальности. Говорят, ну мы живем рядом с нами и венки. И мы подумали, а что мы о них знаем? А какие тексты мы читали, чем интересна их культура. И они сделали дайджест именно об венкийской литературе. И это было здорово. Вот здесь опять-таки Академия талантов распахнула, да, двери своего прекрасного Каменноостровского дворца и принимала наших участников. И вот такой ресурс, он создан на платформе и как раз размещен на сайте. У нас теперь уже все материалы аккумулированы на одном сайте, я в конце его покажу. И продолжается наша тема в этом году, опять-таки проектом, поддержанным фондом президентских грантов. И этот проект уже посвящен литературе, поэзии народов России. Ведь именно через поэтическое слово мы вдохновляем друг друга на чтение стихов, вот, на эмоциональную волну, на восприятие друг друга, потому что в стихах звучит и музыка языка, и душа народа, вот именно в стихах. Сейчас идет активно флешмоб. Мы привлекаем тексты не только классической, но и современной поэзии. Вот здесь такая замечательная антология есть. Опять-таки идет сейчас цикл вебинаров о поэтов народов России. Коллеги, не могу не анонсировать. Через там несколько минут начнется вебинар по Есенину. Музей Есенина будет представлять, да, в чем русскость, да, Сергея Есенина, национального поэта. До этого мы путешествовали и в Республику Дагестан, и в Татарстан, и в Коми, и в Якутию, то есть и в Северную Осетию. Очень много, огромный ресурс, все есть в записи, все можно посмотреть. Мы получаем замечательные отзывы от людей, которые смотрят этот контент и считают, что это здорово. Несколько слов про флешмоб. Коллеги, слежу за регламентом, у меня вот 2 минуты еще есть. И пролистаю его, да, но потом, я думаю, презентация может быть вам доступна, и здесь есть прямо записи того, как ребята принимают участие во флешмобе. Вот, например, на этом слайде здесь семья из города Астрахани читает стихотворение Сейфуллиной. Девочка читает, потом мама, да, потом брат девочки, да, ее сын. А вот далее идет вообще уникальная история. Вот на этом слайде вы видите мальчик, обычный мальчик из города Новороссийска, русский мальчик, по национальности русский. Для него родная литература и родная поэзия русская. Но принимая участие в конкурсе, он заинтересовался осетинской поэзией. И вот вся семья совершила летом путешествие в Северную Осетию. И они решили не просто, да, вот познакомиться со стихами знаменитого осетинского поэта Кастахи Тагурова, но и на фоне осетинского пейзажа записать стихи. Матвей читает стихотворение Кастахи Тагурова на осетинском языке. У вас потом будет возможность, да, здесь приложен звуковой файл, можно будет как раз прослушать. Вот такая удивительная вещь происходит в ходе проекта. И сейчас ребята делают подкасты. Благодарим опять-таки наших партнеров, коллег, которые вот помогают нам, да, привлечь новых участников конкурса, и призываю всех принять участие в конкурсе подкастов. Коллеги, есть шанс рассказать о любимых стихах, а потом приехать
зимний декабрьский Петербург, на фестиваль, большой всероссийский фестиваль, где увидеть много разных интересных людей и погрузиться в этот уникальный петербургский текст культуры. И, конечно же, прошли учебные занятия. Обращаю внимание, да, вот говорю о проекте, посмотрите внимательно. Ведь это не только в рамках этого проекта можно использовать этот учебный контент, но и в рамках других. Как читать стихи, как создать команду, как радиопередачу подготовить. И здесь выступали и профессиональные ведущие подкастов, и специалисты в области выразительного чтения, и многие другие. И сейчас буквально недавно стартовал, и здесь коллеги тоже нас приветствовали, это уже при поддержке фонда культурных инициатив, президентский фонд оказал нам такую честь и доверие. Стартовал проект по фольклору народов России. Ведь детство каждого из нас начинается со сказки. И представление о добре, о зле, о природе, о совести, о долге, о родине, о подвиге, о чести и бесчестии, оно складывается как раз у человека в детстве. И именно с тех текстов, которые ты слушал, с колыбельной, с пословиц и поговорок, с любимых сказок, начинается наше вхождение во взрослую жизнь. Какие сказки мы читали? Какие пословицы нам помогали принять правильные решения? Какие загадки мы загадывали и отгадывали? И вот узнать, что общего в фольклоре, в этом тексте устного народного творчества у представителей разных национальностей нашей страны, и создать такую большую видеокнигу «Фольклор народов России». Вот цель нашего проекта – эту книгу напишут дети. В ней будут и прецедентные фольклорные тексты, и сказывания сказки, да, то есть сказительство. Мы хотим актуализировать тему сказительства, не просто выразительного чтения, а вот именно сказывания сказки. Вот то, что сейчас, к сожалению, утрачивается, но есть люди, которые этим профессионально занимаются, и даже и в частности у нас в Петербурге, и это здорово. Поэтому приглашаем вас, вот скоро будет объявлен конкурс как раз, и вот завершая свое выступление, обращаю ваше внимание на этот слайд. Это слайд, скриншот сайта, на котором представлена вся информация о наших проектах в этом направлении. Вот все то, о чем я говорила. Здесь и книги, и дайджесты, и записи всех вебинаров, и книги. Все, и учебные занятия просветительские, все в свободном доступе, благодаря государственной поддержке и поддержке наших партнеров. Этот сайт развивается, продолжает жить, и мы добро пожаловать в школу диалога народов России, где именно язык родной и литература являются ключевыми механизмами, стимулами развития мотивации к родной культуре, родному языку и межкультурному диалогу. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за внимание. Спасибо. Спасибо, Елена Робертовна. Я очень рада нашему личному знакомству. И, конечно, мы сегодня понимаем, что все наши профессиональные траектории, они должны быть объединены именно ради того, чтобы мы работали, как вы и сказали, именно в системе, и эта система должна выстраиваться на основе единого ценностного ряда и для педагогов, и для методистов, и для ученых. И мы сегодня понимаем, что проекты социально значимые, которые вы представляли, они важны для каждого из нас, потому что это проект, но это проект, который всегда имеет продолжение. Ваши проекты, они не завершаются календарными годами, и мы очень надеемся, что наши педагоги и наши преподаватели системы среднего профессионального образования будут включаться в те значимые события, инициаторами которых вы являетесь. Я вам очень благодарна, потому что когда мы вместе с вами общались, я понимаю, что действительно сегодня вы сохраняете традиции литературного образования нашей великой России. И благодаря именно вам лично и вашей команде система литературного образования, методики преподавания литературы, родной литературы, она сегодня будет осмыслена, и, может быть, новый виток методических поисков, он сегодня станет основанием и для совместных встреч, для круглых столов,
и, наверное, возможно, и для обновления концепции преподавания литературы. Благодарим вас, мы надеемся, что вы найдете возможность, и, может быть, мы встретимся очно уже с нашими педагогами, преподавателями СПО, методистами уже на нашей родной Коми-земле. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за оказанную честь. Спасибо. До новых встреч, уважаемые коллеги. Мы продолжаем, и мы очень рады, что вместе с нами сегодня Светлана Михайловна Колесникова. Светлана Михайловна, мы уже на протяжении последних 2, даже 3 лет тесно сотрудничаем. Мы рады, что вы всегда находите возможность принимать участие в методическом семинаре. Ваше выступление всегда ожидаемо. И сегодня очень актуальная тема – русский язык и языки народов России, процессы взаимодействия и сферы влияния. Светлана Михайловна является заведующей кафедрой русского языка Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор филологических наук. Светлана Михайловна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Галина Владимировна. Вы, как хозяйка сегодняшнего мероприятия, всегда, в общем-то, с добрым словом приветствуете своих гостей. И мы понимаем, как сейчас важно развивать, поддерживать именно те инициативы, которые идут со стороны всех основных организаций, ведущих работу по подготовке высококвалифицированных кадров, направленных на воспитание нового поколения. Мы также осознаем, что эти кадры работают в нашем российском пространстве, которое отличается своим такой поликультурностью, полилингвальностью. И совершенно очевидно, что те мероприятия, которые поддерживаются непосредственно, те проекты, которые поддерживаются Министерством просвещения Российской Федерации, всегда значимы, важны и, как мы говорим, дают возможность прорасти уже в дальнейшем в нашу основную образовательную платформу или пространство. Мой доклад сегодня связан, наверное, также продолжая те доклады, которые мы сейчас с вами прослушали, уважаемых Ларисы Ивановны, Елены Робертовны. Это естественное отражение тех процессов, которые происходят в науке, потому что я являюсь тоже председателем диссертационного совета, сейчас меняется и сменился паспорт специальности, и наш диссертационный совет поддержан по новому паспорту специальности 595 «Русский язык, языки народов России». И совершенно очевидно, что сейчас мы как никогда ощущаем необходимость поддержания этих основных направлений. В условиях многоязычия российского пространства русский язык у нас является государственным языком и языком межнационального общения народов России. Скажите мне, пожалуйста, Галина Владимировна, я листаю сама или кто-то помогает мне листать презентацию? Да, вы можете листать либо сами внизу стрелочками, либо я могу, если вы скажете следующий слайд. Как вам удобно? Да, ну я тогда буду проговаривать, что следующий слайд можно, да? Угу. Стрелочки, почему-то я просто их не вижу здесь. Да, спасибо. Вот перед нами карта, предложенная Корюковым. Мы видим, что языки России, народов России – это языки, которые распространенные на территории России. Они относятся вот к 14 основным языковым семьям. И вот большая часть населения России говорит на языках 4 языковых семей. Это индоевропейской почти 90%, алтайской 7%, кавказской по 2% и уральской. Да? То есть вот это основные наши ориентиры, из чего мы с вами сейчас можем исходить для того, чтобы продолжать как-то определять сферы влияния и описывать те языковые факты и явления, которые происходят в языковой системе.
Следующий слайд. Вот с годами меняется характер и форма проявления контактов с другими национальными языками народов России. И российская история претерпевает самые разные события, которые сразу же отражаются в русской языковой системе. Ну, например, мы видим, что дагестанские языки, северокавказская надсемья языков, сразу передается такой целый ряд языковых единиц в чеченском языке, дореволюционные изменения, такие слова, как, например, прокурор превратилась в пуркрор, судья в судхо, и можно перейти на следующий сайт. Современные заимствования, это прежде всего касается названия предметов быта, одежды, пищи, но эти слова всем известны, они являются универсальными, такие как артист, поэт, такси, вокзал. Основными тематическими группами заимствований из русского языка и через русский язык являются названия именно предметов быта, названия одежды, пищи, профессий, научная и техническая, общественно-политическая, военная, спортивная и другая терминология. Тесные политические, экономические и культурные связи с Россией обусловили огромный пласт русской лексики, русских заимствований, которые, например, до Октябрьской революции проникали через устную речь и претерпевали значительные фонетические изменения. И такие слова, как, например, стол, шляпа, бревно. Можно перейти на следующий слайд. Так, дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Мы отмечаем, что после Октябрьской революции заимствования стали проникать, например, если мы к тюркской семье обратимся, в татарский язык, через письменный язык, который пишутся и произносятся как в русском языке, например, армия, завод, кинотеатр, авторучка, вагон. Говоря о языковой ситуации страны Советов, Виктор Владимирович Виноградов, наш известнейший ученый, академик, который несколько лет руководил и нашей кафедрой, он отмечал, что сходство и соответствие в языках страны Советов, обусловленные взаимодействием русского языка, проявляются прежде всего в расширении сферы влияния русских, особенно новых выражений и их калькировании, в стремительном распространении, например, советизмов, в их движении из одного языка в другой, в освоении основного фонда интернациональной лексики через посредство русского языка, в усилившемся тенденции к языковой интернационализации, а в особенности к советской языковой интернационализации. Об этом писал Виктор Владимирович Виноградов еще в 1945 году в статье «Великий русский язык». Но мы видим, что данные процессы, они с течением времени приводят к формированию единого лексико-фразеологического фонда, и этот лексико-фразеологический фонд языков народов России представляет собой изменения в семантике, словообразовании, морфологии и даже фонетике языков народов России. Пожалуйста, следующий слайд. Изменения общественно-политической жизни страны. Дальше. Общественно-политической жизни страны, они несут изменения в общественно-политической лексике русского языка, а также в языке художественной литературы, что в свою очередь влияет и на языки народов России. Ну, например, вот на слайде мы видим, что основу татарской лексики, тюркской лексики составляют слова общетюркского происхождения, общие с лексикой башкирского, казахского, кумыкского, узбекского, азербайджанского, туркменского, тувинского, якутского, чувашского и других языков. Это слова, которые обозначают части тела человека, родственные отношения, религиозные термины, образование науки. Это явление природы, животных, растительный мир, имена числительные, местоимения.
И русский язык, тесно контактируя с татарским языком в течение многих веков, он позаимствовал сотни слов из татарского и других тюркских и восточных языков. Ну, например, я перечисляю целый ряд слов, которые нам всем известны. Казна, алтын, айран, аул, изюм, ишак, кирпич, парча, хамут, аркан, табун и так далее. Учитывая современные условия поликультурной образовательной среды, русский язык, являясь основным средством межнационального общения и межкультурной коммуникации, не только влияет на другие языки народов России, но и испытывает на себе подобное влияние со стороны других национальных языков. Можно следующий слайд. Вот эти факты влияния русского языка на национальные языки и обратно важны по целому ряду причин. И тем самым мы видим, что открываются широкие перспективы научных исследований. Это и в плане лингвистического описания. Второе, это с точки зрения межязыковой интерференции, которая проявляется в условиях многоязычия, национально-русского двуязычия. Это изучение синхронии, диахронии национально-русских языковых контактов. Это и расширение научной парадигмы и лингвистической теории. Ну, например, выявление взаимоотношения языка и общества. Это и описание таких специфических соотношений, как язык и мышление, язык и культура, язык и искусство слова. Далее мы ставим перед собой конкретную такую прикладную задачу решения дидактических проблем, содержания и методов обучения русскому языку. Это и характеристика русского языка как средство межнационального общения народов России в социолингвистическом и лингвокультурологическом аспектах. Очевидно, что влияние русского языка на национальные языки народов России и обратно позволяет точно и правильно характеризовать русский язык комплексно, исследовать возникшие проблемы воздействия на русский язык того или иного национального языка. Особенно, подчеркиваю, в области лексики, фразеологии и межкультурной интерференции. Так как именно лексика и фразеология, следующий слайд, пожалуйста, это наиболее проницаемые, открытые уровни языка для вхождения в эту систему, проникновения в них иноязычных элементов и отражения происходящих в жизни общества изменений. Ну, например, у нас есть некоторые результаты исследований. Я представлю, что, например, общедагестанские языки, это группа горских языков, около 11% всей лексики каждого из дагестанских языков составляют заимствования из русского языка. Или же с его помощью, например, появляются новые книжные слова, в том числе и термины заимствованы. Особенно таков процесс был активен в 20-х годах. Мы понимаем, что были определенные события 20-го столетия. И такие слова, которые уже сейчас мы с вами воспринимаем как привычные. Мы свободно их употребляем в разных ситуациях. Это и биология, вакцина, лексика, меридиан, реакция, реклама, сводка, социология, тезис, управление, федерация, философия, цензура, чемпион, широта и так далее. Определены способы передачи русских фразеологизмов, например, в татарском языке. К самым основным способам причисляется прежде всего дословный способ передачи фразеологизмов. Ну, например, ломать голову и на татарском башвату, с легким паром женел пар бален и так далее. Этот способ, дающий нам возможность, собственно, соотнести
как может быть дословно переведена та или иная языковая единица. Ну, например, акыл сату дословно переводится как продавать ум, торговать умом. На русском языке эта фраза обозначает читать мораль или же умничать. Возможность такого дословного перевода фразеологизмов с русского, например, на татарский язык и наоборот, обусловлена наличием общих черт в представлениях и принципах отображения действительности. Следующий способ – это поликалькирование. Да, совершенно верно, следующий слайд. Но вот все примеры здесь представлены, я в целях экономии времени, наверное, вот могу их уже не зачитывать, они здесь отображены. Третий способ – это способ адекватной замены фразеологических оборотов и с тем переводом, который заложен непосредственно в единице того или иного языка. Или же, например, отдельная группа заимствованных слов прочно вошла в дагестанские языки и составляет общеупотребительную лексику, которая понятна всем языкам Дагестана. Ну, например, такие слова: адрес, аптека, библиотека, бригадир, художник, цирк, чебан, шарф и так далее. В качестве дополнительной информации или сравнения нашей вот языковой картины мы можем, значит, следующий слайд, пожалуйста, представим финно-угорские заимствования в русском языке. Целый ряд слов со значениями и возможными соотношением происхождения. Это слова тундра, морж, пурга. Мы видим, что интересно, вот здесь есть слово пельмень, которое известные наши ученые, этимологи, как Аршанский, Успенский, Крылов, они отмечают, что название именно этого блюда было заимствовано из финских языков, из удмуртского, но есть предположение, что из языка коми. В русском названии этого сибирско-уральского блюда происходит переход «н» в «м», очень редкий переход, что дословно представляет, например, «пель, нянь, хлебное ухо», «пель, ухо, нянь» – это хлеб. Ну и сравним тюркизмы в русском. Пожалуйста, следующий слайд. Тоже целый ряд слов мы представляем, они нам все понятны, и рядом дается дефиниция, значение, которое мы с вами уже сразу принимаем, и возможность определения происхождения этого слова. Мы понимаем, что новые заимствования, они происходят в языке после каких-то событий. Большой такой поток слов в язык происходил после, например, монголо-татарского нашествия, и ведущие причины именно это владение было для тюркских слов, и множество заимствований такого большого периода, как с 16 по 19 веков, имеет культурно-бытовое происхождение. Такие как ханжа, у нас все это было, наверное, если нет в примерах, но могу отдельные слова перечислить: ханжа, балбес, чердак. Мы видим, что именно лексика и фразеология – это важнейшая область для описания и исследования процессов взаимодействия русского языка с языками народов России. Возникает целый круг новых проблем, которые дают нам возможность расширить научную парадигму, выделение в русском языке пластов слов и фразеологизмов, заимствованных из национальных языков, изучение истории формирования данных пластов, описание тематических, лексико-семантических групп, полей, концептов заимствованных единиц, определение сферы их функционирования. Это и описание степени процессов фонетической, морфологической адаптации данных слов, описание национального пласта слов, то есть представление лексического национального пласта в современных русских толковых словарях и иных словарях. То есть здесь необходимо провести или соотнести словарные дефиниции, определить точность толкования значений, целесообразность включения их в те или иные словари. Ну, например, можно следующий слайд.
В татарском языке функционируют средства из русского языка. Например, к татарским словам могут присоединяться и русские уменьшительно-ласкательные суффиксы. Даже вот в разговорной речи мы видим бабай дедушка, бабай уменьшительно-ласкательный суффикс. Ибай бабушка, ибаечка. К русским словам в бытовой татарской речи прибавляются татарские аффиксы, ну, например, морфемы, имеющие значение множественного числа. Например, слово вилка, вилкалар, вилки. А рассматривая морфологическую структуру слова в русском языке, это уже область морфемики, уместно сопоставление с агглютинативным татарским языком, таким тюркскими языками. Именно в этом сопоставлении становится очевидным различие аффиксов в русском, многозначность, прикрепленность к разным лексико-грамматическим разрядам слов, и в татарском однозначность, относительная универсальность. Если в русском будет фузия, то здесь, наоборот, отсутствие фузии. Заметно влияние на уровне сочетаемости слов. Например, глаголов в сочетании «включить телевизор» в татарском имеет семантику «открыть», поэтому употребляют выражение как «открыть» или «закрыть телевизор». Для лингвистического анализа важными являются и лексические заимствования из конкретного национального языка в русский на фоне родственных и одноструктурных слов. Вот, конечно же, мы в этом случае говорим об учете особенностей словообразовательных гнезд, деривационных элементов. Фонетические изменения и словообразовательные процессы традиционно рассматривались в лексической плоскости, но с характеризацией лексических заимствований из национальных языков в русский язык и их влияние на его фонетическую систему. Очевидно, что проникновение звуков одной языковой системы в другую проходит не непосредственно, а опосредованно в результате заимствования лексем с данным звуковым комплексом. Перспективное исследование подобным контактам на фонетическом уровне. Так, например, сопоставительная фонетика и грамматика русского и татарского языков, имеющие довольно богатую историю, развивающуюся в современных условиях взаимодействия двух культур и двух наук, позволяет выделить в обучении общие и специфические закономерности фонологических, лексических и грамматических структурах этих языков. Так, в татарском языке становится ударение на последний слог слова. Татарская речь, она благозвучна, интонационно богата, ритмична, мелодична, чуть в ускоренном темпе, с обилием эмоциональных частиц и междометий, со множеством речевых формул и клишированных выражений. И все это выражается одним таким непереводным на другие языки татарским словом «мон» – мелодия, напев, который вот этот звук произносится как французское «бьен». Результатом взаимодействия языков выступают и суперсегментные единицы явления в устных формах. Это специфическая интонация, характер и форма проявления акцента и паралингвистические явления. Возникает необходимость анализа процесса взаимодействия русского языка с языками народов России в области грамматики. Этот процесс менее всего проявляется на данном уровне языка, но, собственно, и объясняется такой наименьшей проницаемостью морфологической системы языка по сравнению с другими уровнями. Что касается, например, имен существительных женского, мужского родов с безударным окончанием «а» и «я», то они, попадая в татарский народный язык, в большинстве случаев теряют свое окончание. И мы сразу это с вами фиксируем или определяем, когда беседуем с человеком, являющимся носителем татарского языка. Например, солома – салам, корзина – корзин, минута – минут. Следующий слайд, пожалуйста. На уровне синтаксиса актуально описание синтаксического калькирования различных моделей словосочетания и предложений.
способов выражения предикативности, предикативных значений, а также других категориальных смыслов, порядка слов, способов адресации. В области синтаксиса, например, мы отмечаем некоторые особенности татарского предложения. И можно отметить, что в простом повествовательном предложении основным законом является постановка сказуемого на самый конец предложения. Своеобразием татарского синтаксиса является то, что новое в повествовательном предложении обычно стоит перед сказуемым, принимая на себя логическое ударение. Здесь примеры присутствуют, и мы сразу делаем такое обобщение, вывод, что проявление разных синтаксических инноваций обусловливается языковым взаимодействием и является необходимым условием для реального функционирования синтаксической системы русского языка как средство межнационального общения в поликультурном пространстве России и за рубежом. Вот в этой связи требует описания изменения в составе и функциях союзов или использования фразеологизированных синтаксических конструкций в русской речи нерусских. Важное место в сфере взаимодействия русского языка и других национальных языков занимает стилистика, что, собственно, объясняется рядом причин. Во-первых, обогащением других языков стилистическими ресурсами русского языка. Это во-первых. Во-вторых, сама система русского языка, особенно в устной разговорной речи и в языке художественной литературы, вбирает в себя ряд стилистических особенностей других языков. Соответственно, выходит на поверхность такая проблема, лингвистическая проблема интерференции, так как взаимодействие языков в полилингвальном и поликультурном пространстве России на начальном этапе воспринимается, следующий, пожалуйста, слайд, как результат интерферирующего влияния одного языка на другой, одной системы на другую, одной модели на другую модель. Вот контакт двух языковых систем, ну, например, здесь вот у нас мы показали, прежде всего, тюркских на примере татарского языка и русской, вызывает отклонение от нормы, интерференцию, сущность которой состоит в том, что в сознании говорящего образуется некоторая такая третья система, в которой смешиваются дифференциальные признаки русского и родного языков, то есть учащиеся устанавливают ложные соответствия между единицами родного и изучаемого языков. Вот такое глубокое погружение в область лингвистического описания явления интерференции и функционирования конкретных форм, как семиотической системы, позволит нам очередной раз представить языковые факты закрепления за русским языком права быть средством межнационального общения в России и за рубежом. Мы отличаем лингвистическую интерференцию от методической, потому что методисты рассматривают, естественно, интерференцию как отрицательное влияние родного языка в ходе изучения русского как иностранного. Но и совершенно очевидно, что встает проблема языковой политики. Языковая политика Российской Федерации основана на признании равноправия народов Российской Федерации, на сохранении родных языков, создании условий для их изучения и развития. И государство реализует языковую политику в виде языкового планирования. Ну, это часть более такого широкого понятия языковая политика, и среди важнейших задач языковой политики выделяет поддержание языкового разнообразия, поддержание баланса языковых идентичностей.
В настоящее время реализуется многокомпонентная модель языковой политики, и она дополняется языками государственных этнических республик и напрямую связана с гармонизацией и укреплением межэтнических отношений. Естественно, что есть нормативно-правовые акты в основе языковой политики, создан совет по русскому языку при президенте Российской Федерации, и наш университет, Московский педагогический государственный университет, имеющий такую большую историю, который сохраняет традиции, верен традициям и открыт инновациями, и в эти дни отмечает свое 150-летие, является организатором и участником мероприятий, тоже направленных на сохранение многоязычия и развитие родных языков в условиях глобализации языковой политики в России. Таким образом, взаимодействие русского языка с языками народов России определяет целый круг лингвистических проблем и проблем другого характера. Это общетеоретические вопросы языковых контактов, это вопросы системного характера влияния русского языка на другие языки народов России и обратно, и вопросы языковой политики. Уважаемые коллеги, на этом я думаю, что мой доклад может быть закончен. И благодарю вас всех за внимание. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Московский педагогический государственный университет, корпоративная почта, sm.kolesnikova@mpgu.su. Светлана Михайловна, конечно, примите наши поздравления. Спасибо. Действительно, Московский педагогический университет – это оплот сегодня кадров всей Российской Федерации. Потому что мы сегодня понимаем, что именно ваш университет – это центр влияния на развитие педагогического образования. Поэтому, конечно, слова поздравления. У нас много очень докторов наук, которые защищались в Московском педагогическом университете. Поэтому мы понимаем, что система педагогического научного сообщества, она сегодня, конечно, формировалась и формируется благодаря университету. Ну а ваше выступление, конечно, важно для нас, для ученых, для методистов, для педагогов, преподавателей системы среднего профессионального образования. Вы действительно погрузили нас и в проблематику лингвистических исследований, и показали, как сегодня необходимо встраивать результаты исследований в нашу образовательную деятельность. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо за взаимодействие и сотрудничество. Спасибо, всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Туяна Циревна Дугарова. Туяна Циревна, мы рады вас приветствовать. Помним нашу очную встречу. Да, уже прошло почти 3 года, когда вы были в Республике Коми, участвовали очно в международном семинаре, а сегодня ваше онлайн-подключение очень действительно значимо для нашей республики и для наших коллег из других субъектов. Внимание обращаю, что к нам сегодня подключилась и Якутия, Забайкальский край, и коллеги из других субъектов. Поэтому понимаю, что интерес к семинару он действительно сегодня возрастает, и с каждым подключением мы видим его значимость. Уважаемые коллеги, образовательные стратегии формирования национальной идентичности. Тема выступления Туяны Циревны. Сегодня мы говорим о национальной безопасности. И, конечно, сегодня с точки зрения стратегии национальной безопасности именно наша гражданская идентичность одна из важнейших форм сохранения гражданского российского общества. Туяна Циревна, вам слово. Уважаемая Галина Владимировна, вы меня слышите, да? Да, очень хорошо. Уважаемая Галина Владимировна, Светлана Семеновна, я хочу вас поблагодарить. Я очень рада, что у нас сложилось такое сообщество, что у нас такая традиция уже, и я вижу, и я наблюдаю, что у нас, анализируя, наша работа идет в таком углубленном варианте. То есть, если это были разовые встречи, теперь у нас уже традиционные, и уровень наших встреч уже вышел на методологический уровень. И тема, конечно, актуальная, тема формирования национальной идентичности, и, пользуясь возможностью выхода на большую
на большую такую аудиторию, хочу пригласить вас на международную летнюю школу, которая организовывается, летняя школа молодых исследователей по этнопсихологии, по этнопедагогике. Данная школа организовывается на уровне взаимодействия двух вузов: Московского педагогического государственного университета и Бурятского государственного университета. Будет проходить в августе месяце 2023 года. Я разошлю письма, и я буду очень рада видеть представителей Коми республики, именно вашего института. Спасибо вам. Итак, разрешите приступить к моему докладу. Образовательные стратегии формирования национальной идентичности. В условиях стремительно меняющегося мирового образовательного пространства современное российское образование претерпевает трансформационные процессы во всей своей системе, включая дошкольное, школьное, вузовское, послевузовское уровни. Содержательное направление обновления образовательной политики пронизывают каждый уровень образования. Речь идет об утверждении конституционных ценностей, включении личности в общегражданский российский дискурс, направленность на развитие воспитания личности. И они имеют особую значимость в формировании консолидирующего национального мировоззрения. Ключевой задачей образовательной политики становится формирование национальной идентичности, развитие гражданских смысловых структур у обучающихся, осознание и принятие знаний о гражданственности, коллективных ценностей, символов, установок, мотивов. Говоря об актуальности политики идентичности и особой значимости роли национальной идентичности, Чижков писал, что она не менее, а даже более важна для государства, чем охраняемые границы, конституции, армии и другие институты. В нашем исследовании мы обратились именно к последним исследованиям, последним диссертационным исследованиям. И хочу сказать, многие исследователи отмечают кризис в изучении национальной идентичности под влиянием глобализации, мультикультурализма, цифровой эпохи. Также выделены трудности методологического характера в изучении национальной идентичности из-за междисциплинарной востребованности данной проблемы, отмечает терминологическую неопределенность. Из работ многих исследователей следует необходимость обновления государственной доктрины формирования национальной идентичности, реализации эффективных образовательных стратегий, что отражено в стратегических государственных документах последних лет. Как вы знаете, методологическая основа природы идентичности заложена в классических трудах Брамлея, Эриксона, Хобсбаума. Основополагающие труды Осмолова, Марцинковской, Мухиной определяют понимание сущности и структуры национальной идентичности. В научной литературе существует тенденция широкого употребления и бесконечного многообразия понятия национальной идентичности, сопряженного социокультурными и политическими практиками его функционирования. Обратите внимание, мы определяем национальную идентичность как комплексную систему взаимовлияния различных аспектов этнической и государственной гражданской идентичности. В настоящем исследовании мы рассматриваем национальную идентичность в одном семантическом поле с гражданской идентичностью. Национальная идентичность – это готовность личности соотнести себя с социальной надэтнической общностью, нацией, государством и обществом. Традиционный структурный подход к национальной идентичности раскрывает когнитивные, ценностные, мотивационные, поведенческие компоненты, где рассматривают патриотизм как национальную идею и выделяют в ядре национальной идентичности. В академическом дискурсе раскрытие функций национальной идентичности зачастую используют взаимозаменяемые словосочетания: социализация, интеграция, укрепление гражданственности, воздействие на идентификационные процессы, формирование национальной идентичности. Отмечая избыточность исследований по тематике, отмечаем их узконаправленность и концентрированность на отдельных аспектах, отсутствие системных исследований по национальной идентичности, необходимость, как отмечают исследователи, необходимость перекрестного опыления данной проблемы социологами, лингвистами, историками, культурологами. Исследователи выделяют сущность и роли национальной идентичности, теоретические подходы и факторы ее развития, различные аспекты формирования национальной идентичности, необходимость управляемости педагогами
процессам формирования идентичности детей и молодежи, усиление компонентов национально-регионального содержания в программе отдельных предметов, в данном случае родной язык, родная литература, история, развитие поликультурных компетенций на основе принципа уникальности всех культур. Анализ диссертационных исследований за последние 10 лет по обсуждаемой тематике подтверждает актуальность и востребованность проблемы при множественности подходов и стратегий, определяет потенциал образовательной среды для формирования национальной идентичности в контексте развития родных языков. Одним из стратегических направлений образовательной политики в российской политике и Российской Федерации является развитие и сохранение родных языков, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. Успешность межличностного и социального взаимодействия личности обеспечивается за счет родного языка, то есть и за счет родного языка, который не только является средством общения, но и оказывает психологическое влияние на формирование самосознания личности, на мировоззрение человека. Родной язык играет важную роль в сохранении культурных традиций и истории народа. Исследователи рассматривают разные факторы, разные формы создания педагогических условий для развития и сохранения родных языков. В частности, Махинин рассматривает внеучебную деятельность. Имеет в виду он создание образовательного пространства, субъектов внеучебной деятельности, наличие моделей значимых других, патриотизма для ощущения осознания и принятия. В основе стратегии формирования российской гражданской идентичности во внеучебной деятельности образовательной организации рассматривают системно-деятельностный и личностно-деятельностный средовые онтогенетические методологические принципы. При создании образовательного пространства большое внимание уделяет научно-методическому обеспечению процесса формирования идентичности обучающихся. Речь идет об учебно-методических комплексах, методических рекомендациях, об обновлении содержания курсов, разработка инструментарий диагностики. В частности, исследователь Ахметшина считает, что региональный аспект недостаточен для формирования целостного образа многонациональной Родины. Как, кстати, отмечали докладчики, предыдущие докладчики. Да? Также выдвигают исследователь инновационную стратегию формирования национальной идентичности, направленную на духовный и культурный подъем учащейся молодежи. Проведен сравнительный контент-анализ понятия патриотизм, патриотическое воспитание, что позволило сформулировать авторам свои определения, разработаны требования к результатам воспитания гражданской идентичности. Выделены нормативно-правовые, теоретико-методологические принципы разработки научно-методического обеспечения. Далее, несомненную теоретическую ценность при развитии и обучении родным языкам имеет обоснование музейно-педагогической деятельности как системного взаимодействия между субъектами музейно-образовательной среды. В частности, для формирования ценностного отношения к родному селу, к сельским ценностям, таким понятиям, как малая родина, земля, труд, семья, культура. В диссертации Каратаевой выделена ценностно-ориентационная ценность как способ включения школьников в мир гражданских ценностей, осознания и погружения в общественно полезную деятельность посредством создания специальных педагогических условий. Это, обратите внимание, сегодня это очень актуально, помимо интерактивных, обращаем внимание на организацию дискуссий, дебатов, организацию социальных акций, организацию гражданских квестов, патриотических агитбригад с целью интериоризации ценностных установок, формирование субъектных позиций школьников через создание гражданско-партиципативных ситуаций, эмоциональное закрепление через участие в театральных ролевых постановках. В частности, гражданско-партиципативные ситуации содержат задачи на сравнение, оценку, осмысление и прогнозирование ситуации. Например, оцените задание, ситуацию по шкале определенной, сравните типы личности, прогнозируйте поведенческие стратегии в ситуации неопределенности, определите иерархию ценностей героя. Далее
особое внимание исследователь уделяет решению и обсуждению гражданско-партиципативных ситуаций, которые активизируют рефлексию, мышление обучающихся, умение анализировать и критически относиться к ситуациям. Далее я бы хотела обратить ваше внимание, коллеги, на исследование Тазиддиновой, направленное на формирование гражданской идентичности обучающей в системе обучения именно на основе привлечения школьников или организации профориентационной и волонтерской деятельности. Далее обращаем внимание на диссертацию Кажанова, которая посвящена исследованию гражданской идентичности личности в процессе этнокультурной социализации в системе непрерывного образования. Гражданская идентичность рассмотрена в трех составляющих: этнической, общегражданской и общечеловеческой. Вы знаете, уважаемые коллеги, образовательная стратегия формирования гражданской идентичности ориентирована в трех направлениях. Да? Это и формирование личности как представителя этноса, как гражданина страны и как представителя мирового сообщества при создании определенных педагогических условий. Это создание среды этнокультурной социализации, организация социального партнерства всех субъектов образовательного пространства и активизацию этнокультурных технологий. Далее еще одно исследование, которое имеет безусловную ценность, это исследование Пастуховой о социально-проектной деятельности как пространстве развития гражданской идентичности молодежи. Образовательная стратегия развития социальной активности и гражданских качеств молодежи построена на методологии моделирования воспитательного социализирующего механизма социально-проектной деятельности. Социальные практики, участие проектной деятельности являются ситуационно-событийным механизмом постепенного становления конструкта гражданственности. В целом работы исследования показывают, что национальная идентичность, она возможна, и она должна быть разработана, сформирована на основе системного подхода. Вот Максимова, исследователь, подчеркивает, что должен быть системный подход к формированию гражданской идентичности с учетом принципов, новых принципов, как она считает. Это принцип прогностического мониторинга, то есть профилактического, принцип культурно обогащенной цифровой среды к организации, содержанию, методики исследуемого процесса. Итак, в нашем исследовании мы рассматриваем национальную идентичность как именно с позиции психологического такого подхода. Это есть готовность личности соотнести себя социальной над этнической общностью, нацией, государством и обществом. На наш взгляд, проведенное исследование показало актуальность интеграции гражданского воспитания в предметное содержание учебного процесса, повышение научно-методического уровня педагогов, необходимость введения цифровых образовательных ресурсов в образовательно-воспитательном пространстве с целью развития гражданских качеств обучающихся. Анализ исследований определяет потенциал образовательной среды для формирования национальной идентичности, подтверждает актуальность и востребованность проблемы при множественности подходов и стратегий. Итак, проведенное исследование позволило выделить следующие образовательные стратегии. Это методологические стратегии, речь идет об институциональном обеспечении, определение нормативно-правовых, теоретико-методологических основ. Второй уровень – это организационно-методические. Речь идет о разработке научно-методического обеспечения, интеграции гражданского воспитания, предметное содержание учебного процесса, повышение научно-методического уровня педагогов и цифровизация образования. И технологический уровень – это мониторинг, это интерактивные технологии, цифровые технологии, это технологии развития критического мышления, дискуссии, анализ медиатекстов. Итак, формирование национальной идентичности, в завершение хочу сказать, это выступает не только ключевым фактором патриотического воспитания современной российской молодежи, и предполагает рефлексию действующих сегодня принципов политики национальной идентичности, которые недостаточно выполняют свои функции гражданской интеграции. И новая политика в сфере воспитания национальной идентичности должна быть направлена на объединение лучших достижений культуры, гармонизирующей индивиды и общество, свободу и справедливость, традиции и инновации.
И в каком направлении она будет дальше развиваться, зависит в первую очередь от эффективности конкретных стратегий, от эффективности управления формированием национальной идентичности. В современных условиях мы осознаем необходимость определенной реорганизации самой системы воспитания национальной идентичности в соответствии с реальными процессами, существующими на местах, возможностями, ресурсами и теми новыми задачами, которые стоят перед страной как в ближайшей, так и отдаленной стратегической перспективе. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо. Татьяна Церина, очень важное научное выступление. Вы знаете, мы вот сидели с коллегами, обсуждали, как сегодня значимо нам действительно погружаться именно в ту проблематику, которую наши ученые рассматривают именно для формирования методологической базы для преподавания родных языков, родной литературы. И, конечно, в центре внимания национальная идентичность. И то, что вы определили, что есть различные образовательные стратегии, да, и методологическая, и организационно-методическая, это важно сегодня как раз для построения системы работы на уровне и Российской Федерации, и каждого субъекта. Благодарю вас. Нам действительно... Спасибо вам, Галина Владимировна, за приглашение. Выступление, и вы знаете, есть над чем задуматься. Да, это очень важно, потому что ведь, когда мы говорим о национальной идентичности, это ведь должна быть принципиальная позиция авторов учебников, тех, кто составляет сегодня методические рекомендации, поэтому это очень важно. Такая хорошая научная база должна быть у всех нас. Спасибо вам. Идеология, да. Спасибо вам, Галина Владимировна. Я благодарю вас за приглашение. И я уверена, что мы летом встретимся на Международной Байкальской школе молодых исследователей. Спасибо вам. Будем надеяться, ждем встречи. Спасибо большое. Спасибо. Да. Уважаемые коллеги, я приглашаю к онлайн-выступлению Татьяну Тихоновну Черкашину. Татьяна Тихоновна не первый уже год принимает участие в наших онлайн-семинарах. Татьяна Тихоновна практикующий преподаватель, и мы понимаем, что уже скоро ждут студенты, поэтому, Татьяна Тихоновна, я понимаю, что именно сейчас вы готовы подключиться. Вы являетесь заведующей кафедрой русского языка Российского государственного университета имени Косыгина, доктор педагогических наук, профессор. И мы предлагаем сейчас вам подключиться, чтобы вы успели, конечно, на встречу со студентами. Татьяна Тихоновна, очень важная тема. Аксиологическая трансформация в лексической системе современного русского языка. Так. Мы видим вашу презентацию. Так, меня слышно? Очень хорошо слышно, да. Вот я не знаю, может быть, мне свое включить, или тут кто-то, или я могу здесь ее листать сама. Вы можете как вам удобно? Вы видео не будете показывать, да? Вы видео не станете себя подключать, мы вас не видим. Хорошо слышим. Нет, я не знаю. А как мне подключиться? Я просто не знаю пока, как мне подключиться. Давайте, у нас там есть значок видео, вот такой зелененький перед микрофончиком. Если сможете нажать на данный знак. Если нет, если вы будете не против, тогда мы вас будем слышать, и мы видим презентацию, Татьяна Тихоновна. Еще раз подключите. Я в своей камере вижу. Хорошо. Давайте мы тогда начнем. Татьяна Тихоновна. Сейчас меня видно? Нет, пока нет. Еще, и сейчас не видно? И сейчас не видно. Правильно. Ну, очень хорошо слышно. Так, ну ладно. Давайте начнем. Начнем. Да. Как будет листаться моя презентация? Вы можете просто вправо кнопочку на клавиатуре нажимать, и ваша презентация перелистнется. Справа кнопочку на клавиатуре, да. Она будет, вправо. да, она будет перелистываться. Попробуйте, да? Да, сейчас я попробую, можно? Да, конечно. Я нажимаю. Нажмите, на вашу презентацию нажмите и на клавиатуре вправо. Так, вот я нажала на презентацию, на клавиатуре справа.
Она не перелистывается. Давайте мы можем... Говорит, на следующем слайде я полистаю. Да, мы можем сами вам помочь. Тогда я буду говорить следующий слайд, да? Да. Хорошо, хорошо. Но, уважаемые коллеги, разрешите все-таки в первую очередь мне выразить огромнейшую благодарность организаторам конференции за приглашение. Действительно, я уже не впервые принимаю участие, вот, поэтому я считаю, что московская профессура с удовольствием приветствует поднятые темы на этой конференции. Я посмотрела проблематику, она весьма актуальна и востребована в наше непростое сейчас и тревожное время. То есть нам, правда, нужно... Есть вообще звук? Меня слышно? Слышно, да. Хорошо, ладно, тогда я не буду беспокоиться. Так, коллеги, можно следующий слайд? Я хотела бы начать свое выступление с цитаты Киплинга. «Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». Мне кажется, что каждый из нас с этим высказыванием согласится. Действительно, образование – важнейшее из земных благ, но только если оно наивысшего качества. Следующий слайд. Следующий слайд можно? Так, и я предлагаю рассмотреть вот такую проблему язык и время. С правой стороны у нас небольшая диаграмма. Мысль, слово, жизнь. И для того, чтобы вот говорить об аксиологических трансформациях в лексической системе русского языка, современного русского языка, я предлагаю обратиться к некоторым авторитетным ученым. Жизнь происходит от слова. Так назвал свою книгу известный ученый петербургский Владимир Колесов. В слове действительно заложена огромная потенция смыслов, ценностей любой национальной культуры. Пришвину принадлежит утверждение: жизнь происходит от слова, жизнь направлена словом. Ну, вспомните, в Библии в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Афоризмы великих зачастую выражают суть проблемы полнее, ярче, чем десяток диссертаций. Начиная с XV века понятия идея и вещь в русском языковом сознании равноценны. И это сказалось на развитии духовности русской культуры в целом. Действительно, вот зарождается мысль, эта мысль оформляется в слове, и это слово есть жизнь. То, что мы знаем, то, что мы можем назвать, это и есть нашей жизнью. Какая это жизнь, зависит от слова. Так, следующий слайд. Рассмотрим синтагматическую и парадигматическую оси языка. Размышляя о причинах и следствиях активных когнитивных трансформаций в современном русском языке, будем все же исходить из постулата о том, что лексические замены верифицируются как слова, семантически связанные на парадигмальной оси языка. Между тем, как слова амебы, по справедливому замечанию Елены Станиславовны Карамурзы, профессора МГУ, слова пустышки и прочее претендуют на связь в пространстве синтагматической оси языка. Общеизвестно, что язык существует в поле двух организационных осей – синтагматической и парадигматической. Синтагматическая ось определяется как ось комбинации, позиционирования, в то время как парадигматическая ось определяется как ось выбора, замены. Следующий слайд. И теперь о природе двойных стандартов. Неограниченные возможности парадигмальных отношений все чаще приводят к двойным стандартам при выборе лексической единицы для обозначения того или иного субъекта, объекта или события. Так, политические эвфемизмы чаще всего выступают маскирующим фоном при семантизации явлений реального мира. Осгуд, американский психолог, психолингвист, разработчик методики семантического дифференциала, считал, что одни и те же партизаны могут называться борцами за свободу, мятежниками или даже террористами.
Это связано с тем, что каждый человек, выделяя какой-либо объект из окружающего реального мира и определяя свое отношение к нему, пользуется системой биполярных знаков. Следующий слайд. Язык функционирует в пределах возможностей комбинаций и выбора, доступных в поле альтернатив. И нам это все хорошо известно. Лексический параметр, как некое абстрактное, типовое значение языковой единицы, подобно грамматическому значению слова, проявляется при достаточно большом числе слов. Можно сказать, что понятие лексического параметра развивает идею о лексически обусловленных вариантах выражения одного и того же значения в зависимости от контекста речи и речевой ситуации, что, безусловно, расширяет традиционное представление о лексических синонимах. Ну, в принципе, это то, о чем сейчас только что говорил предыдущий оратор, о ситуационно-программных элементах обучения. Оказывается, что лексическими синонимами в широком смысле могут быть слова, имеющие в точности совпадающее или близкое значение, но никогда не встречающиеся в одном и том же окружении и поэтому совершенно не способные к взаимозамещению в одном и том же контексте. Я на примерах потом это все покажу и расскажу. Следующий, пожалуйста, слайд. Рассмотрим парадигмальную лакунарность. Напомню, что лакунарность – это провал в культуре. Это он может быть разный и на лексическом, и на грамматическом уровне, и на социокультурном в том числе. Объемы парадигматического значения, как известно, существенно отличаются в разных языках и культурах. К примеру, француз проснется в 3 часа утра, а русский в 3 часа ночи. Между тем, время суток одно и то же. Носители русского языка различают глаголы «идти» и «ехать». Между тем, мы исходим из того, что язык как фундаментальная ценность народа, как базовая составляющая национальной языковой картины мира и культуры в целом, не может оцениваться в качестве случайной номенклатуры слов и множества грамматических правил. Ну, тут пример о том, значит, вот, как может русский и француз выразить понятие «меня все достало», как они на невербальном уровне это покажут. Следующий, пожалуйста, слайд. Язык и слово больше, чем грамматика. Так, в английском языке существует только одна грамматическая модель признания любви – I love you. В русском языке изменение местоположения субъекта, предиката и объекта, а также интонационное выделение слов в предложениях «я тебя люблю», «тебя я люблю», «люблю я тебя» меняет смысл высказывания. И знаменитая пушкинская «я вас любил», «любовь моя, быть может», «в душе моей угасла не совсем» приобретет совсем иное коннотивное значение при изменении порядка слов. Я обычно предлагаю студентам попробовать переставить вот эту замечательную фразу Пушкина, и тут они сразу понимают, насколько меняется коннотация. Известно, что в европейских языках последовательность расположения субъекта и предиката выдерживается жестко, и инверсия допускается крайне редко. Смысл сказанного диаметрально меняется и в следующих выражениях. Ну да, положительная коннотация. И да ну, коннотация удивления или несогласия. Вот наша грамматика и ее богатство и загадки для иностранных учащихся. Дальше листаем слайд следующий. Рассмотрим ментальные репрезентации классов. Каждая национальная культура обладает отличной от других душой, которая раскрывается посредством важных для нее концептов, базисных символов. Любая информация фиксируется человеком в виде вербализованных символов и знаков. Не отрицая некой общности категоризации явлений реального мира для носителей определенной культуры, не будем путать понятие категоризация с понятием систематизации.
На это различие указывают философы, которые под категоризацией понимают совокупность когнитивных процессов, обеспечивающих распознавание и выявление у объектов, событий и прочее прототипных примеров, понятий, категорий, где наши понятия – суть ментальной репрезентации классов, которые, собственно, и обеспечивают процесс укладывания поступающей информации в смысловые рамки индивидуального сознания. То есть мы сейчас говорим вот о тех репрезентативных классах, которые мы, в общем-то, должны каким-то образом корректировать в сознании молодежи. Следующий слайд. Налицо в реальном медиапространстве, вообще в реальном пространстве интернета подмена понятий. Нам представляется, что случайная, в кавычках, в период так называемой активной вербальной свободы 90-х годов замена исконно русского слова «народ». Так, все пропало. А вот опять появилось. Слово «народ» на нейтральное обезличенное массы и электорат. Ну, старшее поколение помнит, как у нас вместо «народ» говорили во время выборов об электорате, о массе. Не столь безобидно, как кажется на первый взгляд, поскольку даже приблизительная этимологическая экспертиза слова-символа «род» выявляет его достоверную принадлежность к основам национальной культуры. Главные гнезда этимологической семьи род таковы: родство, кровное родство, родство по духу, духовное родство. При слабой формализуемости остается мощным метрологическим критерием особого типа подобия. Следующий, пожалуйста, слайд. И теперь о языковой систематизации. Вот поэтому в период ментальных трансформаций глобального свойства язык подвергается нападкам, его коверкают, искажают и отменяют. Наверняка коллеги слышали о прекрасной монографии Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва» и о книге Виталия Владимировича Костомарова «Языковой вкус эпохи». Замечательное научное исследование, которое как раз вот об этом и говорят. Вместе с тем, категоризация относится больше к индивидуальному процессу познания и осознания реального мира, в отличие от систематизации, выступающей коллективной интеллектуальной деятельности социума. Считаем важным заметить, что систематизация может быть объективно верной, ошибочной и ложной. Бесспорно, язык тесно связан с мышлением, но язык и мышление не составляют тождества. Наблюдая в последнее время агрессивно-революционные информационные вбросы в сознание народа идеи нормальности однополых браков и переименования в связи с этим значимых для человека таких лексем, как «мама» и «папа», и легкая, в кавычках, замена их на слова «родитель номер один» и «родитель номер два», задаешься вопросом, а зачем обращать внимание на подобные лингвистические игрища? Это всего лишь синонимические лексические подмены. Но задумаемся, коллеги, это простая лексическая замена вот этих вот концептов «мама» и «папа», что стоит за ними? И просто обезличенная родитель номер один и родитель номер два. Почему я об этом говорю? Да потому что на одном из семинаров со студентами своего университета, умными, хорошими детьми, услышала следующее, когда стала говорить о том, что язык не просто отражает реальный мир на современном этапе его развития, но и переконструирует его. И вот эти лексические трансформации – это есть конструкты нового мира уклада, нового миропорядка, который нам навязывается. Так, следующий слайд. Мне безумно нравится цитата и высказывание фон Гумбольдта. Это не мы думаем, это в нас думает наш язык. Как думает современная молодежь, погруженная в неконтролируемое информационное пространство? К нашему удивлению, нашлись студенты, которые не постеснялись при сокурсниках сказать, вот когда я обсуждала родитель номер один и родитель номер два с ними, что они спокойно относятся к ЛГБТ,
Да, они другие, но ведь главное – любовь. Безусловно, такое заявление вызвало бурю протеста, развернулась дискуссия. Любовь – это еще одна лексическая подмена коренных архетипичных черт русской ментальности, в которых отражены особенности национального самосознания, ориентированного на эмоциональную открытость, истинность и содержательную значимость. И тут я вспомнила сразу же, значит, и привела им в качестве аргумента описание концепта любви известного русского философа Розанова. Мы рождаемся для любви. И насколько мы не исполнили любви, мы томимся на свете. И насколько мы не исполнили любви, мы будем наказаны на том свете. Любить значит не могу без тебя быть. Мне тяжело без тебя. Везде скучно, где не ты. Это внешнее описание, но самое точное. Любовь вовсе не огонь, часто определяется. Любовь – воздух. Без нее нет дыхания, а при ней дышится легко. Вот и все, как объясняет это Розанов. И вот после этого мы начали говорить, значит, дальше по этой проблеме обсуждать. Рассмотрим лексическую систему русского языка, которая имеет свою специфику, раскрывает интересную многоликую картину слов. Слова в языке не существуют сами по себе, а объединяются в различные группы по лексико-семантическим и грамматическим признакам. Но каждый язык по-своему членит действительность, по-своему классифицирует поток впечатлений, которые мы получаем из окружающего мира. Наиболее четкое расхождение в следующем. В одном языке какой-то фрагмент действительности соотносится с одним словом, а в другом может быть два и более. Например, глагол движения, о которых я уже говорила. Объяснение связано с национальными, лингвокультурологическими особенностями сознания. Поэтому на наличие аналогии при изучении языка полагаться особенно не следует. Например, глагол «любить» и «хотеть» – серьезная проблема для перевода. Могут не совпадать глаголы и фиксированных сочетаниях с существительными. Так, по-русски вопрос задают, а по-английски спрашивают. По-русски решение принимают, по-английски решение делают. Вот на это тоже обращаю внимание студентов, особенно когда, значит, объясняю тавтологию. Можно спросить вопрос. Я говорю, нельзя. Почему? Потому что спросить содержит корень прос, и вопрос тоже, там есть корень прос. Следующее, пожалуйста, слайд. Поговорим об эвфемизмах. Можно ли считать подмену одной лексической единицы на другую стремлением завуалировать смыслы происходящих событий, свойственных эвфемизмам? Как известно, эвфемизация уводит от истины. И эта уловка понятна носителю языка, грамотному носителю языка, начитанному, эрудированному, подчеркну. Он не воспринимает использование эвфемизмов как посягательство на мировоззренческую подмену. Следующий слайд. Так что это эвфемизмы? Языковая игра или корректность? Воздержание от неподобающих слов, смягчение высказывания. Звезд неба не хватает, мы говорим, вместо посредственность. Места не столь отдаленное, вместо тюрьма. Она в интересном положении, вместо беременна. Альтернативно одаренная личность или лицо, преодолевающее трудности из-за своего ментального состояния, вместо идиот, по Достоевскому и тому подобное. Вполне оправданно и чаще всего свидетельствует, на мой взгляд, о корректности речи или языковой игре. Следующий слайд. Но вот система двоименности. Как можно подменить вообще смысл того, что было заложено в идее тургеневскому уму? Не будем отрицать, что эвфемизмы и соответствующие им прямые, точные наименования предметов, фактов, событий создают систему двуименности. Но это ведь так?
Вместе с тем, семантическая двусмысленность, ведущая к лексическим подменам на синтагматическое и парадигмальное языка, прямой путь к мировоззренческим, аксиологическим трансформациям. Так, в Санкт-Петербурге в 2004 году отмечался День памяти произведений Тургенева «Муму», как напоминание о жестокости и крепостничества и бесправии человека. Но об этом повесть Тургенева, он на эту тему писал. Однако питерские СМИ заявили, что этот праздник станет ежегодным и будет позиционироваться как день покаяния перед братьями нашими меньшими, что, безусловно, не имеет, на наш взгляд, ничего общего с идеей произведения великого писателя. Следующий слайд. Весьма страшной подменой, на наш взгляд, понятия является активная пропаганда безопасного секса как средство профилактики против СПИДа, которое подается сегодня в СМИ как якобы забота о сохранении физического здоровья молодежи. В программу заботы включена максимально полная информированность о сексе. Предупрежден, значит вооружен, заявляют рекламисты. Однако реальная опасность данной информационной установки налицо. Под видом профилактики СПИДа молодежи прививается половая распущенность и вседозволенность, ранее половые связи. Молодой человек с его неокрепшей психикой воспринимает безопасный секс в качестве рекламы, которая вызывает естественный интерес к нему из-за возрастных особенностей молодого человека. Следствием подобных лексических подмен становится, во-первых, отказ от семейных обязанностей, от верности любимому человеку, во-вторых, изменяет восприятие семейных ценностей и детей как наивысшей ценности в жизни. Имплицитно пропагандируется субкультура и идеология child-free, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей, а вместо этого внедряется мысль о том, что дети – это обуза, главное в жизни – сексуальное наслаждение. И это не просто такие вот мои предположения, опять же, практика. Вот совершенно недавно на эту тему разговаривала со студентами, причем вот у нас студенты мехатроники в основном все бюджетные. То есть дети, которые набрали хорошие баллы, ну и их много очень иногородних студентов. Вот девочка из Мариэл, я потом спросила, откуда она. Она говорит, нет, зачем же заводить детей? Надо сначала карьеру сделать, квартиру купить, на ноги встать, ну и так далее. И мои заявления о том, что Бог дает детей, Бог даст на детей, мне кажется, ее не убедили. Так вот, это вот та вот ложь, которая заложена в предыдущей рекламе, она имеет корни в древности. Искусство лжи не ново. Язык – это способ переформатирования восприятия мира, который был описан еще в сказке «Радаре» Джельсамина в «Стране лжецов». Главарь пиратской шайки, захвативший целую страну, приказал своим министрам, тоже бывшим пиратам, составить новый словарь. Нужно поменять местами все слова, пояснил он. Например, слово «пират» будет означать «честный человек». Если кто-нибудь назовет меня пиратом, он попросту скажет на новом языке, что я честный малый. Измените название всех предметов, имена людей и животных. Для начала пусть люди вместо доброго утра желают друг другу спокойной ночи. Таким образом, мои верные подданные будут каждый свой день начинать со лжи, отпечатали новый словарь и обнародовали закон об обязательной лжи. Что сейчас происходит в Западной Европе, мы с вами видим. Какой языковой вкус мы должны прививать своим ученикам? Все сказанное, безусловно, требует детального изучения и наблюдения ученых. Но главная задача лингвистов и педагогов-практиков сегодня, на наш взгляд, управлять языковым вкусом учащихся и направлять их в русло ментальных установок русской языковой картины. Мне кажется, что мы должны их убедить, что заявление хартии английских врачей, которое было недавно опубликовано, о запрете использовать слово, только вдумайтесь, коллеги, беременная женщина, потому что это оскорбляет, оказывается,
чувства меньшинств, так называемых, теперь они вынуждены писать не беременная женщина, а беременный человек. Вот до чего доходит уже, до абсурда доходит вот это вот, эти вот лексические трансформации. Следующий, пожалуйста, слайд. На основании всего сказанного согласимся с Петренко. Предметный мир, окружающая действительность обычно понимается не как кантовская вещь в себе. Я с этого начинала. Мысль, вещь, слово, да? В которой законсервированы существующие безотносительно к общественной человеческой практике признаки и качества, а как очеловеченный мир, как культурно-историческое бытие человека. Осознание человека мира оказывается таким образом детерминированным культурно-историческим бытием человека. И в этой связи я не могу не вспомнить, не привести еще одно высказывание Светланы Григорьевны Терминасовой, профессора МГУ, которая сказала следующее. Мы все являемся заложниками родного языка. Мы не выбираем ни место, ни время рождения. Мы входим в этот мир, и язык начинает делать из нас человека. Обобщим. Ценностные трансформации. Как они выражаются? В чем они проявляются? Когнитивное искажение, когнация, понимание, да, встречаются в процессе принятия решений, в том числе в процессе умозаключения, в процессе вынесения суждения. Следующий слайд. И вместо заключения. Значение в своем содержательном, семантическом наполнении может быть далеко не идеальным инобытием объекта, а трансформированной формой социокультурного опыта человека, познающего и преобразующего мир. От того, какие традиции национальной культуры будут превалирующими в языковой картине мира молодежи, будет зависеть вектор когнитивных перемен, поскольку мировоззренческая деятельность не может не быть связанной и обусловленной рефлексией и, как следствие, выделением ценностных ориентиров человеческого бытия. А значение, как превращенная форма деятельности, несут в своих семантических компонентах связи и отношения, существующие и раскрываемые в этих формах деятельности. Коллеги, спасибо за внимание. Татьяна Тихоновна, спасибо, что смогли уделить нам свое профессиональное внимание. Да, тема очень интересная, и действительно она важна сегодня для нашего профессионального сообщества. Мы говорим о трансформации ценностей и понимаем, что, осознавая не только проблематику, но и каким образом сегодня проблема станет для нас именно профессиональной задачей, как мы сможем сегодня действительно, благодаря именно изучению языка, влиять на сознание нашего молодого поколения, это очень важно. Спасибо, что предложили нам свое видение, и мы надеемся, что в дальнейшем эта тема будет для нас очень актуальной. Мы вас видим, мы вас видим. Вот сейчас, наконец-то, я включилась. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Это очень... Вы знаете, я думаю, что эта тема, она будет иметь продолжение. Есть над чем задуматься, и действительно спасибо за такой глубокий анализ. Спасибо большое. Вам спасибо, да, всего доброго. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы приветствуем Республику Удмуртия, Надежда Ивановна Уразская. Надежда Ивановна, мы приветствуем ваше уникальное научное учреждение. Надежда Ивановна возглавляет научно-исследовательский институт национального образования. Мы очень хорошо знаем опыт Удмуртской республики, у нас тесные связи, и наша делегация была не так давно, а именно в летний период, на очень важном профессиональном событии, которое было организовано с участием вашего института. И мы, конечно, благодарны вам, что вы сегодня вместе с нами.
Нам важен опыт Удмуртской республики, вашего института. У вас сформирована система постоянного кадрового обновления, выстроена действительно методическая система поддержки педагогов. Вы воспитываете юных, вы воспитываете тех, кто сегодня придет, ну, можно говорить, уже нами на смену. У вас очень хороший, молодой состав кадров. И, конечно, благодаря вам, я понимаю, что вы наставник всех тех, кто сегодня включен в нашу интересную профессиональную деятельность. Мы с вами изучаем, рассматриваем, преподаем родные языки, поэтому я очень надеюсь, что ваше выступление, оно действительно сегодня очень ожидаемо. Вам слово, Надежда Ивановна. Добрый день, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Бурлун дона йортяс, дежь буреш гажанешьёс. Конечно, позвольте выразить благодарность за предоставленную возможность участвовать в работе методического семинара и выступить с докладом. Огромное спасибо за теплые слова и за высокую оценку, Галина Владимировна. Мы очень признательны тесному сотрудничеству с научным и педагогическим сообществом Республики Коми. И сегодня я долго думала, с каким же выступлением я бы выступила перед своими коллегами, друзьями, перед участниками семинара. И, конечно же, сегодня мое выступление будет посвящено информационно-образовательному порталу «Удмурт-Колдуне. Мир удмуртского языка» как ресурсу современного обучения удмуртскому языку и литературе. Итак, информатизация современного образования является приоритетным направлением модернизации российского образования. В настоящее время в России создается реестр цифрового образовательного контента и образовательных сервисов, допущенных или рекомендованных для применения в образовательном процессе. Основным требованием государственной аккредитации цифровых образовательных ресурсов является соответствие их содержания требованиям в ГОС. Учитывая требования современного образования, научно-исследовательским институтом национального образования ведется информационно-образовательный портал по обучению удмуртскому языку и литературе «Удмурт-Колдуне. Мир удмуртского языка». Основная цель нашего портала – информационно-образовательное и методическое обеспечение этнокультурного образования Удмуртской республики. Ресурс является... Дорогие друзья, научно-исследовательский институт национального образования приглашает обучающихся, родителей, воспитателей, педагогов, руководителей детских садов и школ, специалистов органов управления и всех желающих в удивительный мир удмуртского языка и литературы. Ресурс является комплексным, открытым инструментом интеграции образовательных интернет-ресурсов в виде первичного и вторичного контента. Благодаря порталу пользователи имеют доступ к многочисленным источникам информации, представленным в различных форматах, включая файлы документов, веб-страницы, электронные книги и целые курсы. Портал предназначен для русскоязычных и удмуртоязычных пользователей. Материалы распределены по категориям пользователей: дошкольникам, школьникам, педагогам, родителям, студентам, самостоятельное изучение. Поскольку начальные основы качественного образования закладываются в семье, для детей и их родителей, а также для детских садов, портал предлагает мультимедийные ресурсы по обучению удмуртскому языку: Зарни-Бугор, Золотой клубок, и Чингыли, Колокольчик, детскую программу Шудон-Курка, Игрушечный домик, включенные в пособие аудио-видеоматериалы по
побуждают детей к подражательной речевой деятельности, способствуют расширению объема понимания речи и словарного запаса. Это достигается путем совместного просмотра и прослушивания материала, проговаривания вместе с родителями или педагогом потешек, читалок, стихотворений. Для проведения комплексных занятий по познавательному развитию детей на удмуртском языке рекомендуется использовать видеоматериалы детских конкурсов Покчитодосчи, маленький исследователь, Покчитодосчиос Нерчиос, маленькие исследователи профессий. Шум платочка телели, но собор, вино, еще весело, гуртым пуком. На основе примера, увиденного от своего ровесника, у ребенка появляется мотивация к познавательной исследовательской деятельности на родном языке. Развитию воображения, образного мышления детей способствуют мультфильмы. К примеру, при знакомстве с цветами можно организовать просмотр мультфильма «Буйол-Йос. Цвета». Для ознакомления с удмуртскими народными сказками организовать просмотр мультфильмов «Кечпино Кион», «Козленок и волк», «Ширно Джольгури», «Мышонок и воробей» и другие. Буйол-Йос. Буя-я. Дядя Буреш, то наш мест однацкому партен буял ясын. Учтелай, курек мыкanya курек пуспузам. Вань курек пуздес мы тади буяло. Интегрированные занятия с использованием блока материалов с аудиосказками помогут детям овладеть умением сравнивать, сопоставлять, анализировать и обобщать. Предлагается несколько видов работ с детьми: прослушивание аудиосказки, ознакомление по ее мотивам иллюстрацией, знакомство с близкой по теме песней, исполнение песни под фонограмму и вопросы по тексту. Данный материал эффективно может использоваться родителями. Можно всей семьей послушать сказки, поговорить с ребенком по картинке, вместе разучивать песенки, а потом вместе со всей семьей под фонограмму их исполнять. Алексей Ельцов. Кыжи чушьяльёс венёлу изы. Вашкаладырья ашменюлес ёсын лыдьяны сужонтем. Чушьяле дошпи атис, кэтурдесе нюлыштис сое ошпи. Данный ресурс поможет увлекательно, позитивно, современно разнообразить семейный досуг и привить ребенку любовь к родному языку. В помощь родителям и воспитателям рекомендуются игровые приложения «Чибори», раскраска на удмуртском языке, «Шутком», удмурт выпусьёс, играем, цифры на удмуртском, «Шутком», удмурт алфавит, играем, удмуртский алфавит. Эти приложения могут использоваться родителями при ознакомлении детей с названиями цветов, цифр, при изучении букв и при осуществлении других образовательных задач. Для начальных классов, а также всех желающих самостоятельно изучать удмуртский язык, портал предлагает изучение удмуртского языка с помощью интерактивных уроков. Интерактивный курс «Удмуртский язык для младшего школьного возраста» – это уникальный комплекс взаимосвязанных 20 интерактивных уроков, 5 микротем, каждая из которых содержит 4 урока. Результативность обучения обеспечивается структурированностью и системностью распределения материала.
Каждый урок включает в себя обучение аудированию, говорению, чтению, письму, знакомство с правилами удмуртского языка, работу со словарем и контроль освоения темы. Эффективности усвоения интерактивного курса способствует богатый иллюстративный и дидактический материал. Теоретический материал дополнен аудио, видеоматериалами и визуальными образами, иллюстрациями, презентациями, схемами, таблицами. Тем самым восприятие нового материала становится более интересным и понятным, облегчает запоминание правил и понятий. В удмуртском языке, как и в русском, выделяется большая группа слов для обозначения цвета. Твоя задача — выучить основные слова, Послушай и повтори. Постарайся запомнить, какими словами обозначаются цвета. Прочитай слоги и слова. Чу. Чуж. Те. Дядь Бурайно. Здесь Бурмишутка. Учат нас познавать наш мир. А ты хочешь научиться рисовать? Хочу. Тогда я тебя научу. Но сначала нам нужно выучить цвета на удмуртском языке. Ты готов? Готов. Я буду называть цвета. Большие возможности использования ресурсов портала Удмурт-Колдунье открываются для учителей удмуртского языка и литературы. С целью интенсификации обучения удмуртскому языку и литературе, повышения мотивированности учащихся на изучение данных предметов, в разделе «Учебно-методические комплексы» размещены все электронные формы учебников по удмуртскому языку и литературе. Эффективную реализацию требований в ГОС обеспечат учебно-методические материалы портала, диктанты, комплексные работы, контрольно-измерительные материалы, конспекты к отдельным урокам, технологические карты, методические разработки и сценарий к внеклассным мероприятиям. Для удобства пользователей портал предоставляет возможность поиска материалов по рубрикатору. Материал распределен по уровням общего образования, типам, учебно-методическим комплексам, по классам и авторам. Например, на странице представлено большое количество текстов для диктантов с грамматическими заданиями, с нормами оценивания. Тексты можно использовать и в качестве тренировочных диктантов, и в качестве обучающих. Они помогут подготовить учащихся к написанию проверочных экзаменационных работ. Если ребенок увлечен родным удмуртским языком и удмуртской литературой и знает о нем больше, чем рассказывают в школе, то олимпиадные задания созданы для них. Олимпиадные материалы образовательного контента – это интеллектуальный вызов для творчески смелых и разносторонних учеников. Портал предоставляет доступ к лексическим фондам множества словарей. Навыки работы со словарями пригодятся ученикам на всех школьных предметах в любой сфере жизни, поэтому работа со словарями не должна ограничиваться уроком. Такие навыки должны развиваться во всех видах и формах учебной деятельности, в том числе и при выполнении домашнего задания, при реализации проектной и исследовательской деятельности. Раздел «Литературно-биографические экскурсии» будут полезны для уроков литературы. Виртуальные литературные экскурсии раскрывают жизнь и творческую деятельность писателей.
Чтение, анализ, интерпретация художественного произведения оказываются более эффективными, если у учащихся есть возможность заглянуть в творческую лабораторию писателя, посетить виртуальные выставки книг, увидеть галерею картин, видеоматериалы и другие интересные ресурсы. Атмосферу жизни писателей учащиеся могут прочувствовать через их фотографии, архивные документы, воспоминания их современников, через голоса авторов и так далее. Среда, мультфильмы, песни, спектакли обладают значительным обучающим и воспитательным ресурсом, поэтому могут быть включены в образовательный процесс на разных его этапах, в разные формы его реализации, уроки, классные часы, общешкольные мероприятия и другие. Тылтеча тачырты кордгорын, Чир шапык пащин вулкать вия. Арган гуркын землянка пушкын, Альпот ищин ёстен ожидания, Том щары шибыр. Сегодня, когда в систему образования вводится театральная педагогика, особо актуальным становится такой мультимедийный ресурс портала, как спектакли, отрывки из спектаклей Государственного национального театра Удмуртской республики по программным произведениям. Использование такого материала позволяет учащимся анализировать художественные произведения, сопоставлять и сравнивать тексты и театральные постановки, делать обобщения. Например, просмотрев отрывки из спектаклей «Старый Мултан» по роману Петрова, учащиеся могут сравнить образ Короленко в романе и в постановке. Или учитель может предложить учащимся найти в романе и в пьесе и сравнить художественные детали, отражающие историческое время. После просмотра отрывка из спектакля учитель может провести на уроке сценические упражнения импровизационного характера, например, этюд на эмоциональные воспоминания. Насчет удмуртской школы. Ну и как? Христианским ребятам старшина говорит все равно. На повышение мотивации к изучению родного удмуртского языка, удмуртской культуры направлен и другой медиаресурс портала – архив подкастов и радиопередач на удмуртском языке. Он знакомит пользователей с интересными людьми нашего края. Такой материал будет полезен и в профориентационной работе с учащимися. Истории известных людей, возможно, во многом помогут детям в выборе профессий, помогут понять, как важно найти свое призвание в жизни. Весь представленный арсенал может быть использован в урочной и в неурочной деятельности, а также в работе с родителями. Зарни шикыс. Мой библиотека мывал, он еще чеветличковал. И мой сын самодеятельность сывал, он чеветличковал. Другой интересный ресурс портала – видеолекции об удмуртском языке и удмуртской культуре. Проект Тубат «Лестница». Материалы данных лекций применимы и на уроках русского языка и литературы, удмуртского языка и литературы, краеведения, истории. Они будут способствовать повышению интереса учащихся к изучаемой дисциплине и достижению большей глубины понимания учебного материала. Mi вот герд валсо, одига зажветлиш, кжет ярюсы, куке, подтизы
Нормативная правовая информация, размещенная в разделе «Законодательство», обеспечит многоуровневую систему правового регулирования отношений в системе этнокультурного образования. Руководители управления образованием, образовательных организаций, педагоги, родители смогут найти интересующие их документы Российской Федерации и Удмуртской Республики. Таким образом, информационно-образовательный портал «Удмурт-Колдунье. Мир удмуртского языка» представляет собой многофункциональную информационную, образовательную, методическую платформу, содержащую учебные, информационно-методические, нормативно-правовые материалы для участников образовательного процесса. Функционирование портала предполагает постоянное обновление и дополнение контента. В перспективе контент будет пополняться новыми интерактивными образовательными модулями, обучающими мультипликационными фильмами, материалами для уровня среднего, профессионального и высшего образования. Спасибо за внимание. Надежда Ивановна, огромное спасибо. Действительно, мы понимаем, что выстроена системная методическая поддержка и педагогов, и родителей. А самое главное, что это портал и для нашего юного поколения великолепно. Огромное спасибо, потому что мы знали о ваших разработках, но то, что вы сегодня продемонстрировали как уже готовый системный продукт, это, конечно, уникально. Я очень надеюсь, что коллеги, которые видят и слышат вас сегодня, заинтересовались, и мы понимаем, что это работа команды. Сколько у вас было разработчиков этого портала? У нас институт совсем небольшой, нас 9 человек, поэтому мы все 9 человек работаем над этим проектом. Как долго вы его разрабатывали? Мы разработали в течение года. Очень, очень достойно, коллеги. Спасибо, Галина Владимировна, спасибо огромное. Спасибо. Мы приглашаем вас к нам в гости, к нам в институт, и очень надеемся, что в Коми Республики тоже появится такой же портал. Если что, мы обязательно коллегам поможем. Будут, если вопросы какие-нибудь, только рады будем помочь. Да, Надежда Ивановна, у нас есть порталы, но мы почему-то их разделили по уровню образования. Вы знаете, я теперь понимаю, что надо все объединять. И вот то, о чем мы говорили, что именно в единстве наша сила, потому что здесь представлена работа, начиная с уровня дошкольного возраста. Я в своем выступлении как раз буду говорить о том, что действительно у нас очень много электронных сегодня ресурсов для дошкольников в Республике Коми, но то, что мы видим, что это именно система работы, начиная с дошкольников, и, как вы и говорили, с включением уже дали и студентов системы высшего образования, что это действительно очень планомерная еще профориентация. Здесь, конечно, мы понимаем, что именно к этому надо стремиться. Спасибо и за идею, и уже за воплощение данной идеи в нашу практику. Спасибо огромное. Спасибо за поддержку, Галина Владимировна. Спасибо огромное. Да, надеемся на очные встречи, и вы знаете, что мы рады сотрудничеству, мы надеемся, что мы будем друг друга поддерживать. У нас на этой неделе завершилась неделя финно-угорских народов. Мы благодарим вашего педагога, которая принимала участие в первом федеральном конкурсе из Удмуртской республики, конкурсе учителей родного языка и литературы. Она у нас выступала с мастер-классами. Мы надеемся, что именно детские фестивали, которые проводятся в небольших сельских территориях вашей республики, тоже всех нас заинтересует, потому что очень много достойных практик, о которых должны знать все. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем говорить о системе преподавания, о системе, которая связана прежде всего с методическим обоснованием построения данной системы.
И мы очень рады, что именно в Республике Коми сопровождение преподавания родных языков в системе образования – это государственная задача. Уважаемые коллеги, мы сегодня все понимаем, что система у нас преподавания языков, она, конечно, определяется национальной целью. Еще несколько лет назад наш президент Владимир Владимирович Путин обозначил, что нам действительно сегодня важно не только обозначить задачу перед всеми педагогами, но самое важное, надо объединить и родителей, и педагогов, и общественность для того, чтобы воспитать гармонично развитую, социально ответственную личность. И прежде всего в основе воспитания сегодня, конечно, ценности народов Российской Федерации. Именно осознание исторических, национально-культурных традиций в основе идеологии системы образования. 2022 год стал действительно для нас переломным, потому что именно обновленные федеральные и государственные образовательные стандарты начального общего образования, среднего общего образования обозначили, что сегодня система воспитания находится в центре внимания каждой образовательной организации. Уважаемые коллеги, мы все понимаем, что язык – это творец человека, это хранитель национального самосознания. И с точки зрения ведения федеральных государственных образовательных стандартов мы сегодня обращаем внимание не только на предметные результаты, а прежде всего на личностные и метапредметные результаты. А значит, в центре нашего внимания сознание, самосознание и мировоззрение. Мы осознаем, что сегодня в Республике Коми, многонациональной республике, выстроена в каждом муниципальном образовании система методической поддержки. Я хочу вам напомнить, что мы об этом уже говорим на каждом нашем семинаре, что на уровне нашей республики в 2019 году была принята региональная программа сохранения и развития государственных языков Республики Коми. Да, уважаемые коллеги, мы республика двуязычная, мы этим гордимся, и сегодня мы понимаем, что именно постановление Республики Коми, постановление правительства нашей республики определило, что сегодня все органы исполнительной власти Республики Коми включены в систему и сохранения, и развития государственных языков. Когда мы говорим о системе, мы понимаем, что в эту систему включаются не только традиционные сферы культуры, образования, но и сферы, которые связаны с экономическим развитием, сферы, которые связаны сегодня с инновационным прорывом нашей республики. Потому что именно благодаря развитию нашей территории, городских и сельских территорий, районов нашей республики, сегодня развиваются и конструкты наших семей, развивается система образования. Поэтому мы сегодня хотим еще раз ваше внимание обратить, что не должно быть у нас равнодушных с точки зрения вовлечения органов исполнительной власти. И действительно в этом постановлении у каждого есть своя миссия. В нашей республике есть Министерство национальной политики. Именно они сегодня формируют ту национальную повестку, которая важна для поддержки и целостной системы и изучения государственных языков, и для их развития. В этой связи мы хотим внимание обратить, что ресурсы, которые мы рассматриваем с точки зрения продвижения всех вопросов и сохранения развития родных языков, они очень для нас важны и они действительно разнообразны. Да, сегодня в Институте развития образования мы являемся подведомственным учреждением нашего Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Действуют две лаборатории. Лаборатория национальных проблем дошкольного образования и лаборатория этнокультурного образования.
Но на протяжении последних 3 лет мы выявили необходимость совместной работы и совместных действий с межрегиональным общественным движением Коми-Вотер. Сегодня мы понимаем, что все государственные задачи должны решаться именно с национальными автономиями. И наиболее сильное у нас, конечно, общественное движение – это движение Коми-Вотер. Мы сегодня понимаем, что на уровне нашей республики сформированный республиканский научно-методический экспертный совет, который состоит из ученых Коми-научного центра, из ученых Республиканской академии государственной службы, из ученых нашего опорного вуза, Свердловского государственного университета и нашего института, они сегодня определяют глубину подхода именно к преподаванию родных языков и родной литературы. Но когда мы говорим о научно-организационной платформе, мы осознаем, что без педагогов, без руководителей образовательных организаций, которые являются точками влияния на все наши семьи, мы не сможем сегодня решить самую важную задачу – содействие проведению государственной политики, которая направлена именно на достойное развитие коми и русского народа в нашей республике и, конечно, других народов. Поэтому уже на протяжении 3 лет у нас активно работает республиканское методическое объединение учителей родных языков, а также педагогов системы дошкольного образования. Сегодня они получают не только важную методическую информацию, они сегодня являются и разработчиками, и создателями новых интерактивных контентов. С точки зрения реализуемого комплекса мер, действительно, это то, о чем сегодня говорили наши коллеги. Повышение кадрового потенциала учителей, преподавателей системы СПО, оно должно быть планомерно и системно с точки зрения внутреннего содержания данных процессов. Мы сегодня должны понимать, что обновление системы повышения квалификации, обновление системы авторских семинаров, они у нас проводятся ежемесячно с участием ведущих ученых нашей республики. Это то, что лежит в основе действительно погружения нашего педагогического сообщества в новый знаниевый контент. Но работа именно уже практиков и именно выявление лучших практик работы уже с нашими детьми, в том числе с использованием ресурса и родительского сообщества, это действительно позволяет сегодня говорить нам о том, что мы работаем с точки зрения комплекса мер в единстве. В единстве системы образования, в единстве родительское сообщество и все органы исполнительной власти. Сегодня в нашей республике проводится государственная итоговая аттестация по родным языкам. И мы сегодня понимаем, что те изменения, которые произошли в рамках федерального закона, они ставят перед нами еще одну очень важную задачу. Сегодня программа воспитания определяет, что каждая образовательная организация подчеркивает роль гражданского, патриотического воспитания именно через все вариативные модули, которые сегодня утверждены Министерством просвещения Российской Федерации. Сегодня воспитание гражданина, оно в обязательном порядке связано с формированием именно гражданской идентичности, национальной идентичности, с осознанием, что каждый из нас гражданин своей родной республики, который является частью великой нашей России. В этой связи, уважаемые коллеги, мы особое внимание уделяем и коми-языку, и русскому языку, и создание именно этого единства, изучения родных языков позволяет нам сегодня формировать и несколько другие подходы именно к единому образовательному пространству. В чем заключаются именно эти подходы?
Да, у нас есть предметная область, родной язык и литературное чтение на родном языке, родной язык и родная литература, которая обязательна для изучения. Действительно, это сегодня обязательный и вариативный элемент. Но мы сегодня понимаем, что без изучения истории нашей республики, без изучения литературы Республики Коми, то есть литературы на русском языке, и мы, когда говорим о литературе Республики Коми, туда включены тексты и писатели, которые писали на коми-языке, и должны быть известны нашим гражданам уже и в переводе. Это мы понимаем, в данном случае, как важная наша миссия. Мы сегодня говорим о том, что край, в котором я живу, это действительно тот учебный предмет, который вводится уже в вариативной части, и все это определяет, что сегодня изучение предметной области, родной язык и родная литература, они должны подпитываться через вариативную часть предметами, которые я обозначила. И у нас разработаны, уважаемые коллеги, учебно-методические комплексы этнокультурной направленности, которые сегодня введены в образовательный процесс каждой образовательной организации. Край, в котором я живу, на уровне начального общего образования, это государственный коми-язык, на уровне начального общего и основного общего образования, это история Республики Коми и это литература Республики Коми. То есть вот именно это единство мы определяем обязательным изучением родного языка, родной литературы и других предметов, которые должны именно быть взаимосвязаны с родным языком и родной литературой. Теперь мы, конечно, говорим о нашей системе. Мы начинаем с системы дошкольного образования. Да, лаборатории национальных проблем дошкольного образования уже исполнилось 25 лет. Это был непростой путь. Но сегодня мы понимаем, что методическая система «Дзёлик-малышок», она выстроена, и сегодня она уже имеет следующий этап. Этап трансляции этой методической системы на уровень других субъектов. Учебно-методические пособия, сегодня включенный в федеральный перечень, в обязательном порядке имеют электронную форму не только учебников, но и методического сопровождения. Сегодня мы понимаем, что мы поставили перед собой задачу включить в федеральный перечень и все учебники, которые вошли у нас в вариативную часть. Это и история Республики Коми, литература Республики Коми и край, в котором я живу. Вот нам предстоит такая работа, но для нас она очень важна с точки зрения именно единства пространства. Здесь вы видите QR-код, вы можете на него навести, и вот это то, о чем я говорила. Сегодня электронная форма учебников – это форма, которая позволяет сопроводить процесс преподавания родных языков, родной литературы посредством именно и методического сопровождения от авторского коллектива учебника. Да, сегодня мы понимаем, что электронные формы включают в себя и интерактивные занятия, и возможность тестирования. И мы через нашу интерактивную систему, это действительно платформа, но платформа именно для учебников и методических пособий, сегодня работаем именно в единстве. Потому что эта система важна и для педагога, и для ребенка, и для родителей. Но мы сегодня понимаем, что когда мы говорим о школьных предметах, мы осознаем, что действительно через каждый предмет мы должны говорить именно об общероссийской гражданской идентичности. Мы очень рады, что сегодня, когда мы говорим уже о федеральном перечне учебников, очень важный критерий включения учебников в федеральный реестр – это именно позиции, каким образом в учебниках по родным языкам, либо в учебниках, которые имеют этнокультурную составляющую, демонстрируется именно позиция общероссийской национальной идентичности. Сегодня мы осознаем, что уважение к самобытности традиций народов, которые населяют Российскую Федерацию, это важная задача.
И мы сегодня понимаем, и я услышала в выступлениях очень многих коллег, что нам необходимо, уважаемые коллеги, особенно из нашей территории, из республик, знакомить с нашими текстами писателей республик, национальными текстами и другие субъекты Российской Федерации. Мы очень надеемся, что, возможно, появится учебник, либо учебное пособие, например, по литературе народов Российской Федерации. Сегодня об этом уже говорили наши коллеги, и мы хотим присоединиться и, может, пригласить, а может быть, даже вместе создадим именно такую научно-методическую группу по созданию вот такого уникального учебника либо учебного пособия. То же самое ведь касается языков. Ведь мы популяризируем языки, разные языки, и зачастую мы говорим о языках международного значения. Но очень хороший пример сегодня был, когда говорили о том, что изучают бурятский язык. Такие же у нас тоже есть примеры, когда представители, например, нашей столицы и Москвы изучают коми-язык. Но это все именно какие-то крупицы вот этой системы возможностей изучения языков. А вот если бы был какой-то учебник, учебное пособие, где были бы представлены вот именно наши уникальные языковые коды, мне кажется, было бы тоже интересно и для нашей великой России. Поэтому сегодня, конечно, бы хотелось уйти именно от решения каких-то локальных проблем, а выйти на более глобальные предложения именно по методическому сопровождению изучения, преподавания, обучения родным языкам. В этой связи действительно мы сегодня понимаем, что когда мы начинаем или уже создаем информационно-образовательную среду, основной принцип – это полилингвальный принцип. И в то же время мы выходим, конечно же, на те ресурсы, которые сегодня уже знакомы нашим педагогам. Полилингвальность. Да, сегодня коллеги во многих докладах говорили о полилингвальности, но с точки зрения решения нашей локальной задачи нам очень важно сегодня обеспечить оперативный доступ к различным источникам информации всех наших педагогов, всех преподавателей системы СПО. А значит, для нас очень важен вот тот портал, о котором я говорила, он давно уже существует, но мы понимаем, что мы сейчас будем проводить его ребрендинг. Это портал «Открытое образование Республики Коми», где у нас сформирована действительно система информационно-методической поддержки каждого педагога. И система дошкольного образования, система общего образования. И мы понимаем, что мы должны уже перейти вот именно от элементов информационно-методической поддержки вот в рамках нашей республики именно к созданию этого единого информационного пространства. На наш взгляд, очень интересная работа проходит у нас на уровне республиканских инновационных площадок. Инновационные площадки, а их у нас в республике 5, это те образовательные организации, которые действительно сегодня готовы не только использовать новые технологии преподавания и изучения родных языков, а сегодня готовы быть и разработчиками, а это очень сложно, разработчиками новых технологий, выходить на уровень именно инновационного пространства. В этой связи, уважаемые коллеги, когда мы говорим о региональной модели, важно все. Важна и программа повышения квалификации. Важны формы и авторских семинаров и вебинаров. Важны, конечно же, и просветительские проекты, о которых мы сегодня еще будем говорить в одном из наших выступлений. И вот это разнообразие, оно должно быть, конечно, объединено именно с точки зрения нашей цели. Цель именно это формирование у каждого из нас именно гражданской идентичности. И включение наших детей, нашего настоящего, нашего будущего в наши проекты – это особая миссия. Сегодня на уровне Республики Коми действительно конкурсное движение поддерживается.
Мы очень благодарны всем, кто принимает участие в ежегодных республиканских конкурсах поддержки дошкольных образовательных организаций, которые активно внедряют в дошкольную среду национальные культурные традиции. Тех, кто принимает участие в конкурсе творческих работ в области этнокультурного образования. В нашем уникальном, мы считаем, конкурсе, ежегодном Коми Велодич, в котором принимают участие, уважаемые коллеги, наши педагоги коми языка, коми литературы и представляют именно себя как уже публичных представителей нашего профессионального пространства. Ну а наши дети с большим вниманием относятся к республиканскому конкурсу чтецов, который посвящен юбилейным датам коми-писателей и поэтов. Ежегодно в нем участвуют более 150 наших детей со всех муниципальных образований нашей республики. Ну и, конечно, для наших детей очень важен и интересен интернет-конкурс по государственному коми-языку КЭРПи, в котором принимают участие действительно постоянно от 500 до 600 человек, наших детей разного возраста. Особое внимание, конечно, нам хочется уделить республиканской олимпиаде по коми-языку. Вот мы обозначаем, что вот уже 3-й год, как она входит у нас в федеральный перечень олимпиад, и действительно это важно для тех детей, которые планируют и свою профессиональную в дальнейшем карьеру, они ее связывают именно с вопросами изучения родных языков, культуры, литературы. Это республиканская олимпиада по коми-языку, по коми-литературе, коми-фольклору, литературе республики Коми и историческому краеведению. Да, мы сегодня очень благодарны нашему Сыктывкарскому государственному университету, который определил в своих правилах приема, что победители данной олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении. Это важный факт, и мы сегодня понимаем, что формирование учебных групп из именно тех, кто стал победителем, призером олимпиады, это очень важный фактор, и вот мы ее проводим уже 3-й год. Уважаемые коллеги, про авторские семинары. Действительно, авторские семинары наших коллег, докторов наук, сегодня очень востребованы. Авторские семинары, они разнообразные. Мы сегодня понимаем, что ежемесячные встречи нам очень важны с точки зрения именно погружения. Погружение в какие-то профессиональные вопросы или рассмотрение тем, которые нужны для формирования именно предметной компетенции наших педагогов. Мы представили примеры, чтобы вы понимали, какие они разнообразны. У нас есть единая система, он называется на профессиональный видеозал, где все наши методические семинары, они сохраняются, их могут смотреть наши коллеги-педагоги, обсуждать, каким образом сегодня данный материал в дальнейшем может использоваться в практической деятельности. Поэтому, конечно, уважаемые коллеги, сегодня мы понимаем, что на уровне нашей республики и на уровне Российской Федерации выстроена система и научно-методической поддержки, и методической, и кадровой поддержки обучения русскому языку, языкам народов Российской Федерации. У нас было несколько проектов, в том числе проект по формированию именно кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков народов Российской Федерации. Проекту уже исполнилось 3 года, и сегодня мы понимаем, что вот этот портал, который у нас действовал и еще действует, он позволяет нам именно в одном месте, в одном именно интерактивном пространстве предлагать нашим педагогам, но эта система была основа общего, среднего, общего образования, именно все материалы, с которыми необходимо работать педагогу. Это материалы в том числе и по курсам повышения квалификации. Вот, уважаемые коллеги, сейчас быстро их представлю. Это, уважаемые коллеги, мы считаем очень интересный ресурс, мы его назвали вот так: электронная библиотека методических ресурсов. Мы провели очень сложную работу, но у нас получилось. Мы представили все наши учебники,
Мы представили монографии за последние 10 лет, и работа продолжается. У нас здесь есть ссылка на нашу периодику на родном коми-языке для детей и для педагогов. И также здесь у нас есть галерея лучших практик. Да, портал живет, развивается, и сегодня благодаря опыту Удмуртской республики мы надеемся, Надежда Ивановна нас поддержит. Я думаю, что мы будем подключать и ресурсы по дошкольному образованию. Мне кажется, это очень важно. Я только демонстрирую, как они у нас располагают, то есть можно интерактивно зайти, и далее мы уже увидим учебник, который можно использовать с точки зрения именно работы в дальнейшем уже в образовательных организациях. Поэтому, конечно, выявление лучших практик – это задача, которая стоит перед нами постоянно. У нас есть галерея лучших практик, это и видеоматериалы, и представленные в печатном виде разработки. Мы сегодня понимаем, что именно благодаря вот именно сетевому сообществу, благодаря именно взаимосвязи, внутренней коммуникации внутри муниципалитета, внутри нашей республики, мы сегодня все-таки, наверное, можем говорить именно о нашем единстве. Поэтому, уважаемые коллеги, самое главное для нас – это сегодня продемонстрировать ресурсы, которые есть для профессионального взаимодействия. И наш международный семинар, он еще один из фактов, которые подтверждают. Общение, профессиональное взаимодействие сегодня – это наша очень важная задача. Задача для всех субъектов Российской Федерации. И мы очень рады, что к нам присоединяются наши коллеги из других стран. И вот в продолжении уже моего выступления с точки зрения именно формирования и обновления условий для развития педагогов, я буду предоставлять слово нашим коллегам из Дружественной Республики Узбекистан. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что мы постоянно находимся в процессе развития. И сегодня мы понимаем, что именно в Андижане создан, восстановлен педагогический институт, да, где сегодня все кадры сплотились с точки зрения именно единства. Я предполагаю, что это так, уважаемые коллеги, вы с нами на связи. Да, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые коллеги, уважаемая Республика Узбекистан, вместе с нами сегодня представители Андижанского государственного педагогического института. Уважаемые коллеги, я передаю вам слово. Пожалуйста, представьтесь, мы вас очень рады видеть. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы преподаватели Андижанского государственного института иностранных языков. Рады приветствовать всех участников международного методического семинара. Рады передать вам горячий привет из солнечного Узбекистана. И рады сотрудничеству со всеми преподавателями, со всеми методистами, теми людьми, кто горит желанием помочь в распространении языка. И сегодня мы хотели бы поделиться информацией, над которой мы работаем. Это, во-первых, мое выступление. Меня зовут Ураимова Мавджуда Махмудовна. Я преподаватель кафедры теории русского языка и переводоведения факультета романо-германских и славянских языков Андижанского государственного института иностранных языков. Сегодня я бы хотела немного подчеркнуть и сказать о становлении и развитии профессионального мастерства учителей в системе непрерывного педагогического, потому что именно от учителя зависит, как вырастет наше поколение, как это все будет строиться, потому что именно от учителя зависит будущее страны. Ни для кого не секрет, что сегодня
Сегодняшняя общеобразовательная школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая обеспечивала бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям. Система образования считает приоритетной задачу воспитания гармонично развитой молодежи, и не случайно возрастает роль коммуникативной направленности процесса обучения языку в средней общеобразовательной школе, формирования и развития практических навыков общения учащихся, которые позволили бы им в среде носителей языка. Для этого необходимо развить знания, умения и навыки самих учителей. Непосредственно мы ведем русский язык, и мы могли бы сказать даже о русском языке как родном. Современная система образования требует творческого подхода и самоотдачи от каждого учителя как субъекта образования. Важным моментом в переосмыслении целей, задач, стоящих перед сегодняшним учителем, является осознание сопричастности к происходящим переменам, адекватная оценка своих возможностей и обязательно пересмотр отношения к работе, отказ от стереотипов и работа над собой. Ведь сегодняшний день перед нами ставит огромную задачу огромной важности, конкурентоспособного специалиста, умеющего применить полученный багаж, то есть обращение к компетентностному обучению, формирование и развитие определенных компетенций у учащихся. Ну, в теории и практике преподавания неоднократно предпринимались попытки моделирования личности учителя-профессионала. Мы знаем, что к этой теме обращались в своих трудах Выгодинский, Шацкий, Макаренко и другие. Но множество было научных трудов, методических разработок по этой проблеме, издано до сегодняшнего дня, но в них много разных точек зрения по данной проблеме. Назрела необходимость проведения целенаправленного и комплексного изучения особенностей формирования профессионального мастерства учителей, преподающих в системе народного образования. Именно почему народное? Потому что мы считаем, что народное образование – это все-таки основа основ, потому что именно в школе формируется будущий гражданин. Говоря о проблемах повышения мастерства учителя, необходимо отметить само понятие профессиональная компетентность. Методист Адольф рассматривал это понятие и предлагал следующее определение. Профессиональная компетентность – это сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-воспитательного процесса. В нашей стране системе образования уделяется очень большое внимание, в частности, на основании постановления президента нашей страны Шавкята Миромоновича Мирзиёева за номером 4963, кстати, это постановление от 25 января 2021 года о мерах по поддержке научно-исследовательской деятельности и внедрению системы непрерывного профессионального образования в сфере народного образования, профессионального развития в сфере народного образования в целях совершенствования системы переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере народного образования, то есть это работники народного образования, созданы научные основы общего среднего образования, а также обеспечение исполнения указа президента Республики Узбекистан о мерах по развитию сфер образования и воспитания, науки в новый период развития Узбекистана, изучены потребности работников народного образования, то есть всех учителей в повышении квалификации, и непосредственно была создана специальная электронная платформа «Непрерывное профессиональное образование», составлены траектории их индивидуального профессионального развития, сформированы электронные портфолио каждого учителя, каждого работника народного образования с внесением в них сведений об индивидуальных траекториях, результатах профессионального развития и учебных программах, освоенных этими работниками.
Кроме этого, Министерством народного образования и Министерством высшего и среднего образования, высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан налаживается практика обучения работников народного образования по дифференцированным программам повышения квалификации, соответствующим их уровню квалификации, знаниям, научно-педагогическому потенциалу, опыты работы, психологической подготовки и траекториям индивидуального профессионального развития. Наряду с традиционным повышением квалификации внедряется гармонизированный, проводимый одновременно с рабочим процессом, дистанционный и иные виды профессионального обучения. Аттестация педагогических кадров дошкольных, общих, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных учреждений по присвоению и сохранению квалификационной категории педагогическим кадрам проводится на протяжении всего года. Педагогические кадры, не прошедшие аттестацию по уважительным причинам, но это может быть нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком и другие, привлекаются через год после возвращения к трудовой деятельности. И в течение указанного периода их квалификационная категория сохраняется, за исключением педагогических кадров, изъявивших желание пройти аттестацию по своей инициативе. В соответствии с указом президента нашей страны от 6 ноября 2020 года о мерах по развитию сфер образования и воспитания, работники народного образования по своему усмотрению подготавливающих педагогические кадры и негосударственных образовательных организациях, средства, необходимые для финансирования расходов, связанных с повышением квалификации работников народного образования в Национальном исследовательском институте профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени Абдуллы Авлуани, национальных центрах по обучению педагогов новым методикам Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, то есть региональным центрам, высших образовательных учреждениях, подготавливающих педагогические кадры и негосударственных образовательных организациях выделяются Министерству народного образования из республиканского бюджета как распорядителю бюджетные средства. Определено, что на учебу в высшее образовательное учреждение, подготавливающие педагогические кадры, институт и региональные центры по внедряемым в них модулям педагогической подготовки принимаются студенты, обучающиеся на последних 2 курсах бакалавриата. Обучение студентов по модулям проводится в свободное от учебы в высших образовательных учреждениях время на основе гранта Министерства народного образования и платного контракта. При этом грант Министерства народного образования выделяется на востребованные педагогические специальности за счет бюджетных и внебюджетных средств министерства. Студенты, освоившие модули на основе гранта Министерства народного образования после окончания высшего образовательного учреждения, распределяются министерством в государственные общеобразовательные учреждения. Лицам, имеющим сертификат об освоении модулей после окончания учебы в высшем образовательном учреждении, предоставляется право на занятие педагогической деятельностью по предметам своей специальности в учреждениях общего, среднего и профессионального образования без прохождения курсов переподготовки. Узбекистан смело входит в мировое пространство образования, оно уже вошло в наше государство, и уже мы не один год участвуем в международных образовательных программах. В частности, мы уже участвовали в тестировании PISA, в тестировании PIRLS. Это формат, который нов для нас, но мы готовы войти в колею, мы готовы учиться, мы готовы искать новые подходы в организации обучения языкам и в налаживании межкультурной коммуникации между странами, между коллегами из других государств, из других образовательных учреждений. Ну, это все, что я хотела бы сказать. И
В заключение я хотела бы вспомнить слова немецкого педагога и политика Адольфа Дестервега, который сказал: без стремления к научной работе учитель попадает во власть 3 демонов – механичности, рутинности и банальности. Он деревенеет, каменеет и опускается. Я молю Всевышнего, чтобы мы жили долго, дышали в наше сейчас такое очень время, видели друг друга, общались и не деревенели, не каменели, а наоборот работали на позитивной ноте. Спасибо за приглашение участвовать в этом семинаре. Было очень приятно слушать прекрасные лекции, прекрасные выступления. Ждем наших коллег в Узбекистане, в Андижан. Приезжайте к нам, коллеги. Мы будем рады видеть вас. Будем рады сотрудничеству. Очень вам благодарны. Спасибо Институту иностранных языков. Спасибо. Мы с ним понимаем, что действительно нам необходимо прежде всего вселять веру и любовь каждого нашего педагога. Вот эта хорошая профессиональная харизма, она сегодня действительно очень ценится. И только, мне кажется, наше методическое сообщество может вот эту веру вселять в наших интересных, харизматичных педагогов, потому что именно благодаря им мы сегодня видим счастливые глаза наших детей. Спасибо вам за наше такое совместное понимание нашей миссии. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжаем. Пожалуйста, да, подключайтесь к нам. Мы говорим сейчас о трансформации родного языка в условиях глобализации. Пожалуйста. Здравствуйте, я Игамова Нилюфар Тусунбаевна. Да, мы вас. Африканского государственного института. Трансформация родного языка в условиях глобализации. Сегодня, когда мир стремительно меняется, когда глобализация охватывает все сферы политической, экономической и культурной жизни, не оставляя в стороне и языковую сферу, является актуальным сохранение родного языка, языковых ценностей, культуры народов. Именно язык является средством сохранения материальной и духовной культуры народа. Во многих странах родной язык становится жертвой глобализации. По подсчетам ЮНЕСКО, в 21 веке 7 тысяч существующих языков могут исчезнуть для своих носителей. По некоторым прогнозам, 95 существующих в мире языков превратятся в мертвые языки. Существуют неутешительные сведения о том, что в мире каждый месяц умирает 2 языка. Родной язык подвергается трансформации в условиях интернетизации общества. Если, с одной стороны, интернетизация общества служит своеобразным мостом для межязыковых связей, что является положительной стороной, то, с другой стороны, нельзя не заметить отрицательного влияния иностранных языков на родной язык, которое прослеживается излишеством иноязычной лексики в родном языке и уменьшением сферы употребления родного языка. Особенно это в значительной мере прослеживается в условиях соцсетей и мессенджеров. У нас в Узбекистане наряду с соцсетями Facebook, Instagram широко пользуются мессенджером Telegram как более приемлемым средством связи. Надо заметить, что чувство нормированности языка исчезает в таком общении. Это проявляется в употреблении диалектных слов, нарушении стилизации речи, необщепринятых сокращений слов, присутствие различных иконических знаков, смайликов. Такое общение, конечно, экономит время и в какой-то мере повышает выразительность речи, но появляется пренебрежительное отношение к языку, к его нормам. Трансформация родного языка чаще прослеживается в речи городской молодежи. Сельская молодежь так или иначе сохраняет этнические особенности речи, пусть даже сосуществует с диалектами. Немаловажную роль в трансформации также играет неграмотная составленная уличная реклама, вывески. К сожалению, даже в книжных магазинах встречаются красочно оформленные, но с грубыми стилистическими и лексическими ошибками тексты в форме коротких рассказов, сказок, выпускаемые с чисто коммерческой целью. Особенно при переводе с других языков на родной язык можно проследить
употребление анахронизмов, также неумелое воспроизведение этнической особенности языка переведенного текста. Для сохранения нормированного языка становится требованием времени подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, что входит в программу развития Узбекистана, подготовку опытных переводчиков, совершенствование владеющих как родным, так и языком переводимого текста. Процесс глобализации и вообще интерес к изучению иностранных языков, особенно английского, в нашей стране стал предпосылкой для переводческой деятельности. А русский язык, который сегодня считается иностранным, долгое время не имел определенного статуса. Скорее, он воспринимался как второй родной язык для многих граждан не только нашей республики, но и во всем Центральноазиатском регионе. Немаловажное значение имеет то, что в отечественных магазинах появляется все больше книг с переводом на узбекский язык. Лучшие произведения мировой и русской классики становятся востребованными для узбекских читателей. У меня все. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, уважаемая Нилуфар Турсунбоевна, огромное вам спасибо, что вы нашли возможность сегодня выступить на нашем значимом мероприятии. Для нас на самом деле очень приятно и очень важно, что вы смогли включиться в работу нашего международного семинара. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области образовательных проектов. Обязательно опубликуем ваши работы в нашем сборнике в журнале «Образование Республики Коми». Огромное спасибо и привет коллегам из Узбекистана. Действительно, нам очень приятно всегда с вами работать и сотрудничать. Огромное спасибо. Спасибо вам тоже. Коллеги, мы продолжаем работу на... Наверное, надо отключить видео. Касать отключаете, вы модератор. Отключите видео. Коллеги, мы продолжаем работу нашего семинара. Мы с большим удовольствием хотим предоставить слово нашим коллегам из Забайкальского края, у которых сейчас уже вечер. Уважаемая Сисыгма Зандараевна, мы с удовольствием готовы прослушать ваше выступление, которое называется «Организационно-управленческие механизмы развития родного языка в Забайкальском крае». Вместе с Сисыгмой Зандараевной работает Елена Дагбаевна. Коллеги у нас представляют Институт развития Забайкальского края. Сисыгма Зандараевна, приветствует вас Республика Коми, Коми Республиканский институт развития образования. Очень рады, что мы с вами сотрудничаем уже на протяжении нескольких лет, и вы с удовольствием включаетесь во все мероприятия, которые мы вместе с вами организовываем. Огромное спасибо коллегам, которые также готовы поддержать наш семинар. Сисыгма Зандараевна, знаем, что вы сейчас уже с нами на связи и готовы поработать. Сисыгма. Все участники правильно подписаны. В чате. Все правильно. Выключи звук, пожалуйста, я позвоню.
Ага, все вышло. Меня видно и слышно, я так понимаю? Сисыгма Зандараевна, вас очень хорошо видно и слышно. Педагоги Республики Коми приветствуют вас. Очень рады. А мою презентацию будьте добры, подключите, пожалуйста. Я ее заранее выслала. Да, Сисыгма Зандараевна, сейчас все включим. Все, ага. И сейчас я буду, значит, права управления у меня. Добрый день, уважаемые коллеги. Я старожил, будем говорить, этого международного методического семинара. Ну, как старожил, уже 3-й год мы принимаем участие, чему мы очень рады. Стараемся быть интересными, каждый год представлять разные вопросы. На сегодня уже представили организационно-управленческие механизмы развития родного языка. На этом слайде обозначили, что такое механизм управления, что мы под этим понимаем, и 3 компонента – методология, процесс, техника и технология. Хотели бы представить наш Забайкальский край, потенциал системы образования. Когда мы говорим о родном языке, в частности, мы сегодня будем говорить о бурятском, мы говорим о 2 территориях, в целом Забайкальский край, и в рамках нашей территории есть Агинский бурятский округ. Такова судьба бурятского народа, он проживает на территории 3 субъектов Российской Федерации, это Иркутская область, это Сибирский федеральный округ, Республика Бурятия и Забайкальский край, это Дальневосточный федеральный округ. Какие механизмы? Сегодня представим 3 механизма: организационно-методический. Здесь я обозначила 4 позиции. Ну, начну со 2. Ежегодно у нас проводится симпозиум, у него такое общее название «Современные тенденции и перспективы изучения родных языков», но каждый год мы рассматриваем различные акции. В этом году мы проводили много диктантов, но вот на одном мне хотелось бы привлечь ваше внимание. Каскадные этнографические диктанты, венкийский язык. И в Забайкальском крае у нас 35 муниципалитетов, а компактно и венки у нас проживают в 3 территориях. Это, понятно, северные, они граничат с Якутией, это Тунгираль-Окминский, Тунгакочинский и Каларский районы. И компактное проживание, ну вот чтобы понимать плотность или, как сказать, жесткость этого вопроса, Тунгираль-Окминский район по статистике у нас там от 5 до 18 лет проживает 287 детей. Там, в принципе, одна школа, есть в состав которой входит начальная школа, которая находится на территории другого сельского поселения, но этого же района. И понятно, что не все дети ивенки, и поэтому вот сохранить ивенкийский язык, вот здесь вопросы сложнее. И такого рода этнографические диктанты, но один из моментов популяризации – обращение внимания к родному ивенкийскому языку. Есть такие межрегиональные международные акции «Родной язык без границ», и такой был стартап, челлендж, где надо было в письменном виде представить небольшой рассказ на родном языке. И вот когда мы разговаривали с учительницей, и она являлась экспертом, входила в состав этого конкурса, то она говорила: мы мало говорим на родном языке, еще меньше пишем. Ну и вот самый первый пункт – создание информационно-методического ресурса очень хорошо было представлено в Республике Коми самим ректором. Что у нас там представлено чуть позже будет, но вот еще хотела обратить внимание на дорожную карту, поскольку мы в 3 субъектах Российской Федерации проживаем, то у нас и соглашение между 3 субъектами о развитии родного бурятского языка. Ну вот теперь об информационно-методическом ресурсе. Совместно с Министерством культуры, с учреждением культуры проводится краевой фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, друзья». Там очень много номинаций,
И в отличие от других конкурсов, у нас есть гураненок для детей. Здесь самая главная позиция – песня, музыка, одежда должны быть национальные, не стилизованные, а вот этнографически грамотно выдержанные. И у нас такими зажигателями этого конкурса являются супруги Сыроватко. У нас есть музыкальный театр «Забайкальские узоры», и он проводится совместно с этим учреждением, с этими коллегами и системой культуры. Ой, потерялась у меня моя. Ну, продолжаем. Там на следующем слайде как раз было представлено материалы вот этого года, межрегионального научно-практического симпозиума. У нас ежегодно выходят сборники. Ну, вот один из них вот как раз на этом информационно-методическом ресурсе представлен. У нас также есть методические материалы. Если вот это первая лучшая практика преподавания родного языка, родной литературы, мы здесь собрали материалы конкурсантов, победителей региональных, всероссийских, участников всероссийских конкурсов, учителей родного языка, родной литературы. То два последующих методических материала – это мастер-классы, значит, орнаментальное декоративно-прикладное искусство юнкийского народа и этнокультурное образование, методические материалы, песни старой юрты. Что еще есть? У нас есть материал «Сохраняя лучше, созидаем будущее». Если там больше на языки, на те материалы представлены, содержание представлено, то в работе «Сохраняя прошлое, созидаем будущее», там акцент сделан на поликультурное воспитание. На территории нашего Забайкальского края проживают не только казахи, не только буряты, мы вот поликультурное воспитание, мы говорим и казаках, и венках, и есть у нас такая народность хамнигани. А у меня куда слайды пропали? Угу. Вот, это вот такой вот сборничек, вы можете зайти, посмотреть, там очень интересные и семейские, и казаки, и так далее. Если говорить об институциональных механизмах, что мы институционализируем? Это понятно, что материалы всероссийских профессиональных конкурсов, разрабатываем маршрутные карты, ну, понятно, работа, положение. И вторая позиция, вот как раз о работе по созданию, по возрождению хамниганского языка. Ну вот судьба этого языка, этой народности такова, что вот на сегодня у них нет своей письменности. И стала задача по разработке алфавита. Ну, и чтобы был какой-то материал, он был собран, но назвали его аудиословарь. На самом деле это экспедиционные материалы, где носители языка, ну, записали носители языка. Что мы еще вот, в рамку института, ну, вот, институциализировали материалы Балжировой Даримы Николаевны, это диссеминация передового педагогического опыта. И она в этом году участвовала в конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» и вошла в 15 сильнейших. Ну вот по словарю хамниганского языка я уже сказала, материалы собраны. И я хочу сказать, что хамнигане – это вот одна из монголоязычных групп. Есть такая работа по разработке диалектного словаря. Это буряты, которые проживают на территории Красно-Чукотского района. По основанию для разработки тематического словаря. Вот, по содержанию аудиословарь включает в себя более 500 общеупотребительных слов. Ну вот я уже про юнкийский народ сказала, и в свое время, когда выступали, мы говорили о национальных праздниках,
Вот у бурят, монголоязычных народностей, есть понятие сагалган, то есть наш Новый год по лунному календарю, это может быть и в феврале, и в январе, это зависит от лунного календаря. И, как правило, если у нас проходили совещания, конференции, мы говорили, на нашей территории окончательно наступил Новый год. Но я глубоко ошибалась. У ивенков Новый год они празднуют летом, поэтому на территории Забайкальского края вот один из этих моментов. Если говорить о механизмах развития, конечно, те, которые обусловлены цифровым контентом, но вот 4 позиции. Что именно эти 4 позиции? Вот на что хочу вас обратить ваше внимание. Вот мы работаем, вот, уроки пандемии, внедрение технологий, промежуточные, интервальные и иммерсивные технологии, использование как VR виртуальной и искусственной, дополненной реальности. Дальше. Значит, если мы говорим о средствах, ну вот здесь мне хотелось обратить позицию, я смотрела статью за 2020 год как раз о потенциале цифровой дидактики, технологии и методы обучения родному языку, это один из векторов, трендов можно назвать. И в 2020 году из 17 предложенных, те, которыми мы в 2020 году пользовались в связи с СВО, те, которые попали под санкции, в 17 остались 2. Big Blue Button и webinar.ru. Вот я на это внимание обратила, но российская отечественная наука нарастила такие электронные учебные системы, социальные сети, сервисы, ну и новые платформы, такие как Sphero, Resh, Mesh. Так, ну и если мы говорим о потенциале цифрового инструмента, конечно, надо говорить и о цифровых инструментах, средствах, методах, приемах техники. Ну вот у многих выступающих сегодня я обратила внимание, что QR-коды, штрих-код, бар-код как элемент, который увлекает и способствует быстрому распознаванию информации. Технологии Science Art, скринкасты, методы нативного. Но вот это то, что можно встретить в практике преподавания учителей родного языка, и они были порождены дистанционным обучением, цифровой составляющей. Но вот когда мы вошли в русло традиционное, и вот эти цифровые инструменты имеют место быть. Они аутентичны, возрасту, сообразны той среде, в которой наши сегодня дети. Поэтому нам их и использовать. Коллеги, у меня все. Ну вот 3 позиции: организационный, институциональный и 3-й организационно-управленческий механизм, который обусловлен цифровым контентом. Эти 3 позиции в развитии родного языка. Я думаю, они имеют место быть и должны. Спасибо. Дараевна, огромное спасибо. Еще раз выражаем от всего нашего института и региона за тот вклад, который вы вносите в дело сохранения и развития родных языков. Мы уже буквально недавно в сентябре с вами общались на эту тему, и мы понимаем, что действительно ваш профессиональный труд, он титанический, и вы вкладываете всю свою душу и любовь в то дело, которое вы сейчас развиваете и сохраняете. Это очень важно. И это важно прежде всего для Забайкальского края. И нам, я думаю, что нашим педагогам было интересно познакомиться с вашим опытом, поскольку наш регион он тоже многонациональный, и нам есть чему
чему у вас поучиться и в деле использования цифровых ресурсов, и в деле сохранения вот этих малочисленных народов, с которыми вы тоже работаете. Огромное спасибо, Сасикмаз Андараевна. Мы очень надеемся, что это не последнее мероприятие, не последняя площадка, где мы с вами встречаемся. Мы знаем, что вы всегда активно откликаетесь на наши предложения, и нам очень приятно, что даже несмотря на такой разрыв во времени, вы готовы всегда с нами поработать и представить свой интересный опыт. Сасикмаз Андараевна, огромное вам спасибо, искренняя признательность за ваш труд и с надеждой на дальнейшее профессиональное сотрудничество. Все, до свидания. Огромное спасибо в адрес Сасикмаз Андараевны. Сейчас в чате появляется много комментариев, и это абсолютно заслуженно. Огромное спасибо. Уважаемые коллеги, мы движемся с вами дальше. Я хочу предоставить слово нашим коллегам из Туркменистана. Это наши зарубежные партнеры, с которыми мы работаем на протяжении уже нескольких лет. И сейчас мы реализуем с коллегами из Туркменистана совместный проект онлайн-школы «Учим и учимся для жизни». Я думаю, что чуть позже я вам его обязательно анонсирую. А сейчас я передаю слово Садыхан Ольге Арамовне, учителю русского языка и литературы, а также Ольга Арамовна является заместителем директора образовательного центра «Долчин». Свое выступление Ольга Арамовна озвучит сама, она нам отправила такое небольшое видеообращение, я думаю, что оно нам тоже будет интересно. Коллеги. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рада, что могу сегодня участвовать в нашей конференции Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рада, что могу сегодня участвовать в нашей конференции. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рада, что могу сегодня участвовать в нашей конференции Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рада, что могу сегодня участвовать в нашей конференции, в нашем семинаре людей, которые посвятили свою жизнь тому, что преподают и обучают русскому языку и русской литературе. Меня зовут Садыхан Ольга Арамовна, и я преподаватель с большим стажем. Всю свою жизнь я занимаюсь преподавательской работой. Начала я, конечно, с того, что работала в школе учителем русского языка и литературы. Но уже очень долгое время я работаю преподавателем русского языка как иностранного. Причем среди моих учеников есть как маленькие детки, так и взрослые люди, тинейджеры, как сейчас принято говорить, то есть юношеский возраст. И я подумала, что очень важно было бы поднять сегодня такой вопрос о дополнительном чтении на уроках русского языка.
Мы ведь очень часто говорим своим студентам, помимо того, что вы изучаете грамматику, орфографию, учитесь писать, вы должны много читать по-русски. И в беседе со студентами я очень часто слышу одно и то же. Они говорят: ну, Ольга Арамовна, мы рады бы читать, но многие тексты, адаптированные тексты для студентов-иностранцев, они, к сожалению, непонятны нам, они несовременны. И действительно, я стала обращать внимание на то, что русская литература прекрасна, русская классика прекрасна. Но когда мы даем читать своим студентам, например, даже пусть это в адаптированном каком-то виде, Александра Сергеевича Пушкина, «Маленькие трагедии», там, где Моцарт и Сальери, там, где «Скупой рыцарь», и даже «Капитанская дочка», то без нашего объяснения студентам просто практически непонятно, что это, о каком времени идет речь, почему так разговаривают, потому что язык того времени и язык, который они слышат сейчас, а сейчас мы все с вами знаем, язык вообще стал очень упрощенным и очень... Даже я не побоюсь этого слова, очень бедным, потому что люди не стараются уже говорить, они просто либо задают вопросы, либо отвечают. И им непонятно, им очень трудно. Возможно, это какая-то проблема моя, возможно, я не знаю, я что-то не отследила и не знаю каких-то новых сборников для чтения студентов. Была бы очень рада, если бы вы со мной поделились этой информацией. Однако я постоянно стараюсь следить за всем. Я захожу на платформу по русскому языку, я смотрю книги, которые издаются для чтения. Все они, к сожалению, по-прежнему перепечатываются. И это все та же литература, которую мы давали много-много-много лет назад. Я хотела бы просто обратиться к вам, к своим коллегам, и попросить вас, может быть, задуматься над тем, может быть, у кого-то есть такие варианты, есть такие возможности, и, может быть, уже есть готовый материал, который мы могли бы все вместе, у меня, разумеется, он тоже есть, я даю и свой материал студентам, который мы могли бы все вместе сложить и издать какую-то книгу. Возможно, не издать, просто выложить в интернет, но чтобы процесс обучения был для наших студентов понятнее, чтобы он был более современный и адаптированный к нашему сегодняшнему дню. Потому что, читая одно, используя одну лексику, узнавая одну лексику в том, что они видят в книгах, и потом встречая совершенно другую лексику, когда они выходят на улицу или в магазин, или просто разговаривают со своими друзьями и знакомыми, для них это просто какой-то огромный разрыв, и они зачастую не могут понять, что и как им делать в этой ситуации. Ну вот такой маленький вопрос, такое маленькое выступление я хотела, в общем-то, вынести на ваш суд. И буду весьма признательна, если кто-то из вас займется этим вопросом или как-то постарается его обсудить более широко, более полно. Желаю вам всем успеха, желаю вам всем удачи и здоровья, конечно же. В наше время это самое главное. Всего вам доброго. С уважением, Ольга. Уважаемые коллеги, мы тоже пожелаем Ольге Арамовне дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья. Действительно, Ольга Арамовна в своем выступлении затрагивает серьезные вопросы, связанные с чтением наших
подростков, школьников с подбором того текстового материала, который мы можем предлагать нашим детям. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что те вопросы, которые задает Ольга Арамовна, над ними действительно стоит задуматься нам, филологам, и искать совместные пути решения. Уважаемые коллеги, мы движемся с вами дальше. У нас впереди еще 2 выступления наших иностранных коллег. Еще раз обращаемся к опыту коллег из Узбекистана, и я вам хочу сейчас представить опыт старшего преподавателя Ферганского регионального центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Алишера Хасановича Ахметова. И Алишер Хасанович в своем выступлении порассуждает о практическом характере обучения русскому языку в узбекской школе. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Ахметов Алишер Хасанович, старший преподаватель регионального центра переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Ферганской области, Узбекистан. Тема моего доклада – практический характер обучения русскому языку в узбекской школе. Основным звеном практического усвоения русского языка учащимися является начальная школа. Психологами доказано, что в младшем школьном возрасте неродным языком дети овладевают значительно быстрее и лучше. Легче преодолевается языковой барьер, поскольку задача обучения русскому языку ложится на плечи учителя начальной школы. К нему предъявляются высокие требования. Во-первых, учитель начальной школы должен свободно владеть русским языком, в совершенстве знать его теоретически и практически. Во-вторых, учитель должен хорошо знать психологию освоения неродного языка, специфику той школы, в которой он работает, учитывать влияние родного языка учащихся. В практическом обучении русскому языку большое значение приобретает отбор необходимого речевого материала, его расположение, обеспечение повторяемости слов, образцов предложений грамматических форм. При этом ведущая роль принадлежит отбору предложений, основной единицей речевого общения, их использованию в контексте, так как все аспекты языка, это лексика, фонетика, грамматика, прописание, практически повторяются в предложении. Таким образом, работа над предложением является основной формой усвоения языка. Однако практическая направленность обучения не исключает изучение элементов грамматики, обобщающих те или иные языковые явления. Умело отобранные грамматические сведения, правила помогают учащимся в практическом овладении языком. Уроки русского языка должны способствовать формированию навыков рациональной организации самостоятельной работы, культуры умственного труда. Изучение грамматики, которое является результатом обобщения и осмысления языковых фактов и явлений, усвоение различных типов предложений способствует развитию мышления учащихся. И в этом большая роль принадлежит русскому языку. От уровня речевого развития ученика во многом зависит его успешная работа и по другим предметам через русское слово. Обучение русскому языку в узбекской школе одновременно решает и важные воспитательные задачи, формирует у учащихся демократическую мораль. Русский язык является источником интернационального и патриотического воспитания. Обучение русскому языку в итоге сводится к развитию узбекских школьников, умению свободно общаться на изучаемом языке в устной и письменной форме, читать художественную научно-популярную литературу на русском языке и осмысливать прочитанное, к расширению у детей познавательных интересов, формированию высоконравственной личности. В целом, в основе методической системы первоначального обучения русскому языку лежит сознательно-коммуникативный принцип обучения. Он нацеливает на такую организацию учебно-воспитательного процесса,
при котором, с одной стороны, достигается сознательное, осмысленное усвоение учащимися языкового и речевого материала, а с другой стороны, на первый план выдвигается социальная функция языка – быть средством общения. Этой функции подчиняется система знаний и упражнений, тематика и примерные виды работ по развитию речи. Основные пути и формы обучения русскому языку узбекских младших школьников следующие. Первое. Минимизированное, но достаточное лингвистическое обеспечение для выработки навыков практического пользования русским языком как иностранным. Второе. Постепенное введение укрепленных единиц обучения в целях большего разнообразия синтаксического строя русской речи учащихся начальных классов, более точного и полного выражения их чувств и мыслей. Третье. Усвоение активного и пассивного словаря. Четвертое. Активизация речевой деятельности учащихся на русском языке. В начальных классах ученики должны практически усвоить ядро русской речевой системы, опираясь на родной язык, поскольку человек выражает свои мысли с помощью определенных конструкций, а не отдельных слов, то это явление можно отнести к первоначальному обучению речи. Так как основной материал начального обучения языку – система типовых предложений, речевых образцов и их вариантов, главным методом усвоения его должен быть ситуативно-наглядный метод. Овладение подлинными единицами речи происходит лишь на базе реальных ситуаций. В учебных целях используется наглядность. В учебниках русского языка для начальных классов содержится много ситуативных динамических картинок, которые служат указанным целям. Особо важное значение в создании естественных ситуаций в начальных классах имеют уроки экскурсии. Экскурсии дают огромнейшие возможности сделать учебный процесс занимательным, эмоциональным, проблемным в плане речемыслительной деятельности. На уроках русского языка в начальных классах первой задачей является создание у детей элементарной словарной и артикуляционной базы. Вторая задача – научить понимать на слух простые фразы и несложный разговор. Третья задача – научить отвечать на простые вопросы и задавать такие же. Четвертая задача – научить школьников связанному рассказыванию, в основе которого лежит построение типовых словосочетаний и предложений. Пятая задача – научить осваивать содержание текста, без чего нельзя добиться осмысленности и сознательности чтения. Используемые в узбекской школе методы и приемы, предусматривающие тесную взаимосвязь устной речи, позволяют закладывать прочный фундамент знаний и навыков, которые получают дальнейшее развитие с изучением предмета. Спасибо за внимание. Огромное спасибо Алишер Хасановичу, и надеемся, что в дальнейшем Алишер Хасанович еще нам будет представлять интересные приемы и методы своей работы на таких мероприятиях. И сейчас я хочу предоставить слово еще одной коллеге из Узбекистана, это Нилуфар Мухаматумановна. Нилуфар Мухаматумановна уже также не первый год с нами включается в работу нашего мероприятия. И наша коллега из города Андижан представит свой опыт работы на тему создания условий для билингвизма как феномена современности. Здравствуйте. С вами учитель русского языка и литературы школы номер 3 города Андижан, Республики Узбекистан, Муллахунова Нилуфар Мухаматумановна. Представляю вашему вниманию свое выступление на тему создание условий для билингвизма как феномена современности.
Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия. Эразм Роттердамский. Человечество живет в такое время, когда в нашем стремительно развивающемся мире расширяются, а порой и вовсе стираются границы, в том числе и языковые. Это обусловлено глобализацией экономической и политической миграцией общества. В современном мире во многих странах наблюдается билингвизм, двуязычие. Существует множество определений билингвизма, рассматривающих данное социологическое явление с разных сторон. Мы опираемся на определение Швейцера. Билингвизм – это сосуществование двух языков в рамках одного и того же речевого коллектива, использующего эти языки в соответствующих коммуникативных сферах, в зависимости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного контакта. Актуальность нашего исследования состоит в том, что в эпоху глобализации общества билингвизм позволяет преодолевать все национальные преграды. Он является фактически единственным путем решения проблемы языкового барьера в многоязычном мире, обеспечивая речевую коммуникацию между собой всех членов полиэтнического общества, говорящих на разных языках. Является надежным средством регулирования сложных межнациональных отношений, средством воспитания чувства толерантности у представителей разных национальностей по отношению друг к другу. Новизна данного исследования заключается в применении комплексной интеграции как метода, который применялся на уроках автором статьи, тем самым добиваясь положительных результатов в развитии речемыслительных способностей учащихся в национальной школе. Мы полагаем, что искусство – посредник между разными языками. С помощью искусства легче усвоить иностранный язык, при изучении которого можно интегрировать несколько видов искусства или школьных эстетических предметов. Цели исследования. Изучить с помощью научно-методической литературы явление билингвизма. Определить сущность феномена билингвизма. Обозначить один из путей формирования билингвальной личности. Билингвальное образовательное пространство – это развивающая среда, которая учитывает внешние и внутренние условия для осуществления перспектив развития двуязычия. Если сам язык представляет собой феномен человеческой культуры, то билингвизм тем более становится явлением феноменальным, феноменом вдвойне. Феномен билингвизма состоит в том, что с его помощью вступают в контакт и добиваются взаимопонимания люди разных национальностей, носители разных национальных языков, далекие друг от друга по культуре, психическому складу, условиям проживания. Исторический аспект. Феномен билингвизма вызван к жизни как практическая потребность и необходимые условия совместного проживания разноязычных народов в полиэтническом пространстве. Он порождается всюду, где контактируют люди разных национальностей. Не случайно он возник в далеком прошлом и распространен в самых разнообразных вариантах в современном обществе среди различных народов мира. Наиболее яркие билингвальные личности наблюдаются среди представителей искусства. Литература – вид искусства, самый совершенный вид языковой деятельности человека. Существует множество исследований билингвизма в литературе. Не углубляясь в предмет, рассмотрим одно из них. По мнению Фещенко, изучение поэтического мультилингвизма предполагает использование по меньшей мере 3 дисциплинарных подходов – историко-литературного, социолингвистического, лингвопоэтического. В первую очередь, поэтический мультилингвизм, конечно же, предмет литературоведческого исследования, ведь он обладает особыми эстетическими параметрами, характерными для лирики. Но поскольку он связан с использованием 2 и более языков, помимо эстетических черт он имеет еще и социальные смыслы. Поэт-мультилингв постоянно делает выбор между языками и адресуется по меньшей мере 2 аудиториям и сообществам, располагаясь на приграничной зоне языковых контактов. Один из поэтов-билингвов – Алишер Наваи. Великий поэт Востока писал произведения на фарси и тюркском языках. Александр Сергеевич Пушкин создавал свои шедевры на русском и французском языках. Знаменитый прозаик Чингиз Айтматов отлично писал на киргизском и русском языках. На примере их творческой деятельности можем убедиться, что язык
Это одна из форм выражения мыслей и чувств, что язык искусства не имеет границ и условностей и может способствовать вести межкультурный и межконфессиональный диалог. С помощью языка искусства можно включить в систему культуры явления, не осмысляемые никаким другим специализированным языком. Язык искусства включает в себя элементы, понятные всем людям, независимо от возраста, религиозной конфессии, социальной принадлежности. Неудивительно, что обмен между культурами разного типа и разного уровня развития легче всего усвоить именно с помощью интерпретации художественных произведений. Именно в языке искусства полнее всего способна выразиться система общечеловеческих ценностей. Решение вопросов просвещения, образования, развития массовой культуры может быть обеспечено и ускорено путем привлечения элементов художественно-знакового языка. Нами разрабатывается методика, создающая условия для билингвизма. Данная методика основана на межпредметной интеграции и отражает исследования о применении комплексной интеграции видов искусств на уроках и внеклассных занятиях русского языка и литературы в национальной школе. Музыка, пение, рисование, изучение произведений искусства активизируют учебно-воспитательный процесс на уроках русского языка и литературы. Межпредметная связь помогает учащимся воспринимать окружающую действительность как единое целое, развивать креативное мышление. Практическое применение метода комплексной интеграции видов искусств на уроках русского языка, литературы и внеклассных мероприятиях способствует развитию всех видов речевой деятельности учащихся. Нами разработаны сценарии уроков и мероприятий, которые распространены на образовательных сайтах «Инфоурок» и «Класском». Результаты по применению нашего метода комплексной интеграции видов искусств проявляются в следующем: целостному восприятию мира, познанию окружающей действительности во всем ее многообразии, совершенствованию уровня знаний, который проявляется в глубине усваиваемых понятий, закономерности за счет их многогранной интеграции с использованием видов искусств, повышению уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением учебного материала с позиции нашего метода, развитию учащихся в эмоциональном плане, основанном на применении музыки, живописи, лепки, литературы, активизации познавательного интереса школьников, проявляемого в желании самостоятельной деятельности на уроке и внеклассных мероприятиях, в творческой деятельности учащихся, результатом которой могут быть их стихотворения собственного сочинения, рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением личностного отношения к изучаемым явлениям. Выделенные аспекты соответствуют образовательным, развивающим и воспитывающим функциям обучения. Билингвизм как способ бесконфликтного совместного проживания разноязычных народов успешно выполнит свою функцию только при условии активного владения билингвом обоими языками, своим родным и языком-посредником. Дорогие коллеги, желаю вам творческих успехов. Спасибо за внимание.
Уважаемые коллеги, продолжаем. Я анонсирую проект, который реализуется Коми-Республиканским институтом развития и образования. Это проект онлайн-школы «Учим и учимся для жизни» на русском языке. Это тот проект, который мы реализуем в этом году. До конца года мы добьемся определенных результатов, о которых я расскажу вам чуть позже. Уважаемые коллеги, проект реализуется благодаря поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется у нас в онлайн-формате. Прежде всего мы выбрали такой формат реализации проекта через платформу открытого электронного обучения, которая позволяет достичь доступности и временных, территориальных также траекторий достижения реализации данного проекта. Нами разработана методическая онлайн-лаборатория профессиональной команды. Чуть позже я представлю команду, которая участвует в реализации данного проекта. Цель проекта – это продвижение русского языка, это уважительное отношение к российской истории, литературе и культуру. Нами разработаны и реализуются дополнительные профессиональные программы просветительского характера для разных категорий обучающихся. Это дети и взрослые, которые включены в реализацию данного проекта. Прежде всего, проект направлен на формирование функциональной грамотности наших слушателей, а также формирование именно ИКТ-компетенций, поскольку мы реализуем это все в дистанционном формате. Уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на задачи. Прежде всего, это совершенствование предметных компетенций наших слушателей, это углубление знаний о наиболее трудных аспектах русского языка, это и совершенствование навыков пунктуации, орфографии, но на самом деле проект реализуется в более широком понимании, поскольку мы здесь ставим прежде всего формирование межкультурной коммуникации, то есть осознание русской языковой картины мира, культуры межнационального общения. Все это заложено в наши программы, которые мы предлагаем нашим слушателям. Через эти программы мы стремимся расширить кругозор, интеллект, личностные качества наших обучающихся, развить грамотность, умение понимать смысл написанного и сказанного, поскольку здесь все-таки речь идет об иностранных обучающихся, для которых русский язык не является родным. И как результат обучения в онлайн-школе мы нацелены на то, что наши слушатели будут более свободно владеть русской речью, пониманию устного современного языка, более комфортно себя будут чувствовать в русской языковой среде. Здесь хочется отметить те страны, которые будут участвовать и уже участвуют в реализации проекта. Их 6, и нам очень приятно, что сегодня коллеги из Узбекистана и Туркменистана, которые уже выступали со своим опытом, также включились в реализацию проекта. Всего у нас планируется обучить 150 слушателей по программам онлайн-школы. Нам очень приятно, что в проект включились слушатели Республики Белоруссия, Южная Осетия, Армения, Шри-Ланка, Узбекистан и Туркменистан. На самом деле слушатели, с которыми мы работаем, действительно не в полной мере владеют русским языком, поэтому для них важно включиться в работу онлайн-школы, чтобы совершенствовать свои языковые навыки, языковые умения, получать высокие образовательные результаты, это прежде всего у детей. По результатам обучения в онлайн-школе каждый слушатель получает именной электронный сертификат о том, что он прошел обучение по той или иной программе. Важно также то, что несмотря на то, что формат общения со слушателями дистанционный, тем не менее мы всегда готовы выйти на онлайн-связь с нашими слушателями. Этим мы, собственно, и занимаемся, то есть мы общаемся с нашими коллегами, а также
с наставниками детей через онлайн-консультации, то есть мы готовы дать определенные разъяснения по темам, которые предлагаем, готовы помочь с теми затруднениями, которые возникают у слушателей и технологического характера, поскольку речь идет о обучении на платформе, где возможны сложности с регистрацией на платформу, где возможны вопросы по прохождению курса, а также именно содержательного характера, где каждый из наших участников может получить действительно хорошую методическую поддержку и помощь со стороны преподавателей, которые реализуют данный проект. Уважаемые коллеги, мы подготовили по нашим программам вот таких два замечательных бюллетеня. Один бюллетень предназначен для обучающихся, второй бюллетень мы подготовили для взрослых. Эти бюллетени ушли в те страны, которые я вам уже показывала. Они содержат полную информацию о каждой программе, то есть каждый курс насыщен подробной аннотацией о реализуемой программе, о сроках его реализации, о объеме. Также дается информация о том преподавателе-наставнике, который сопровождает данную программу. На каждом курсе закреплен QR-код, который ведет к телеграм-каналу, чату, где каждый слушатель также может через мессенджер получить необходимую для него помощь. Сроки реализации онлайн-школы вы видите на слайде. Это 1 января, 20 декабря, то есть, по сути, на следующей неделе мы запускаем обучение в нашей школе. Сейчас мы отрабатывали именно со списками регистрационными, набирали слушателей на наши программы, на участие в нашей школе. И, конечно, сейчас мы уже можем смело говорить о том, что набор на каждую программу осуществлен. Мы набрали необходимые 150 слушателей для того, чтобы могли каждому из них дать доступ к программам. Уважаемые коллеги, вы видите наименование каждых программ, всего их 20. Это и просветительские программы, и образовательные программы. И нам, конечно, важно подчеркнуть, что мы реализуем адресный подход к обучению и сопровождаем каждого нашего участника индивидуально. Несколько слов о тех программах, которые мы готовы сейчас вам представить, анонсировать, и, как нам кажется, это наиболее интересные программы. Если вы обратите внимание на слайд, у нас разбиты все наши программы на кластеры. Это программы по русскому языку, по литературе, а также по культурологии. Вот сейчас я вам представляю программу по русскому языку для наших обучающихся. Аннотацию, если есть возможность, я думаю, что можно зачитать, я не буду сейчас этого делать, но на самом деле действительно мы постарались выбрать те темы, которые могли бы заинтересовать наших детей, поскольку просто говорить о языке, наверное, не имеет смысла. В любом случае в каждой школе русский язык ведется, русский как иностранные дети в этих странах изучают, а нам хотелось подобрать именно те аспекты, которые могли бы заинтересовать детей, например, темы, связанные с историей языка, для того, чтобы понимать, как все зарождалось, с чего все начиналось. И наши педагоги, практики, которые занимались этой темой, старались подробнее остановиться и углубиться именно в историю языка. Вторая тема, которая тоже, мне кажется, заслуживает внимания, это занимательный русский язык, как шутят на русском языке. То есть здесь не только обучение русскому языку, но и именно знакомство с таким новым, посмотреть на русский язык с новой стороны, да, обратить внимание на афоризмы, которые используют в русской языковой среде, на те шутки, которые мы все знаем, посмотреть на них с другой стороны и донести до детей значение этих шуток. Я думаю, что программа будет интересна, и есть у нас слушатели, которые записались на эту программу, и мы постараемся отработать, чтобы действительно у детей был интерес, и они вынесли из этой программы именно те ожидания, которые они сейчас вкладывают. Программы
по русской литературе одна из таких интересных программ — это язык русской литературы, поскольку тема не совсем простая даже для российских школьников. Также постарались осветить основные моменты. Конечно, обратить внимание на творчество Пушкина, классика и создателя русского литературного языка. Обратить внимание на детей, какие словесные структуры использовал Александр Сергеевич, что они обозначали, углубиться в их значение для того, чтобы, возможно, тоже замотивировать детей к изучению русского языка и на то, чтобы ребенок посмотрел на русский язык с другой стороны. По культурологии здесь также мы предлагаем несколько программ. Вот культура речевого общения, то есть мы здесь знакомим детей с речевым этикетом. Одна из интересных программ — это «Смотрим фильмы, учим язык», где действительно изучение русского языка идет через просмотр фильмов, российских фильмов, после чего детям предлагаются практические работы. Понятно, что нашими преподавателями ведется кропотливая работа по подготовке контента, поскольку здесь необходимо выбрать именно те фильмы, которые будут интересны ребенку, и через них показать и привить любовь к русскому языку, что тоже непросто. Если говорить о программах для взрослых, то они также разбиты по кластерам. Это программы для тех, кто хочет изучить русский язык, для тех, кто хочет глубже познакомиться с русской литературой, а также ряд программ мы предлагаем по культурологии. Если вот сейчас вы обратите внимание на слайды, здесь мы предлагаем программу по русскому языку вот в таком плане: изучая русский язык, учись слушать, слышать и понимать. То есть здесь программа направлена исключительно на русский язык как иностранный, на базовый уровень, когда только-только идет знакомство с русским языком, и через аудирование и идет понимание смысла того, что взрослые услышат, и каким образом это понять, и значение всего сказанного. Обратили мы внимание также на психологические и психолингвистические аспекты. Данная программа у нас уже реализовывалась в прошлые проекты, просто мы ее сейчас несколько трансформировали, несколько упростили для того, чтобы еще раз обратить внимание на то, каким образом складывается психологически речь, выстраивается человека, и какие процессы происходят для того, чтобы шло звукоизвлечение. У нас работал специалист, который уже на протяжении нескольких лет занимается этой темой. Я думаю, что она не такая простая для освоения, но тем не менее она интересная, и есть возможность также в нее включиться и поучиться. Темы представлены на слайде. Здесь и аудирование, и говорение через психолингвистику, и чтение, и письмо также с точки зрения психолингвистики. Конечно, обращается внимание на основы речевой деятельности, на речевую коммуникацию. И отдельное внимание останавливается автор именно на объекте и предмете психолингвистики, поскольку именно этот аспект положен в реализацию данной программы. Если говорить о программах по русской литературе, они у нас тоже довольно интересные, как нам кажется. Здесь мы также старались нетрадиционно подойти к обучению и предлагаем нашим слушателям такие программы, как «Русские писатели в зеркале истории». То есть мы останавливаемся здесь на творчестве наших классиков, классиков XIX века, чтобы наши слушатели прониклись всем тем богатством, которые имеет наша русская классическая литература, именно прониклись творческим потенциалом наших писателей, классиков, и насладились просто теми произведениями, которые были созданы нашими писателями. Еще одна тема — это русский литературный авангард в объективе кинокамер.
Интересная тема на самом деле, поскольку здесь она находится на стыке нескольких тем. Это и авангард, и кинематограф, и все это сливается в одну программу, в одну тему. Мы надеемся, что нашим слушателям тема понравится, и они проникнутся идеологией самой программы, поскольку здесь она действительно даже не только посвящена русской литературе, но и русскому искусству и культурологии. Программы по культурологии для взрослых вы также видите. Здесь рассказы русского художника. Здесь мы обращаем внимание на творчество ряда наших художников, даем сведения о них. Это и Шишкин, и Кустадиев, и Врубель, и Васнецов. Подробно наши слушатели знакомятся с их творчеством, осознают тот вклад, который данные художники вложили в свое творчество, знакомиться с их основными работами. Я думаю, что это очень будет важно и интересно, также проникнуться духом русского искусства. И еще одна программа «Читаем вместе энциклопедию русской жизни». Здесь на примере романа Пушкина Евгений Онегин мы раскрываем всю палитру русской культуры через этот роман, поскольку данные произведения, все мы знаем, это в высшей степени народное произведение. Здесь быт и нравы и светского общества, и простых людей. И я думаю, что нашим иностранным слушателям будет интересно окунуться в атмосферу тех времен и через XIX век окунуться в целом в культуру нашего российского общества. Вот такие темы мы предлагаем, уважаемые коллеги. На самом деле, я еще раз подчеркну, что у нас программ всего 20. Я вам сейчас представила только отдельные программы, которые заслуживают особого внимания, поскольку здесь выбор тем, он обусловлен именно тем фактом, что мы хотели заинтересовать наших слушателей и через разные аспекты привить любовь к языку. Еще раз обращаю внимание на то, что мы используем платформу электронного обучения, то есть, по сути, обучение будет дистанционным, но с элементами онлайн-включения в процесс для того, чтобы наши слушатели получили максимальную поддержку от нас в плане обучения, и все те вопросы, которые остаются при самостоятельном обучении, они были сняты, и мы были нашим обучающимся максимально полезны. Еще раз обозначу партнеров, да, то есть здесь уже речь идет не о странах, а о конкретных организациях, с которыми мы работаем. Прежде всего, это институты развития образования, которые нам помогают, и мы искренне благодарим коллег, которые каждый день с нами на связи, которые помогли нам с набором слушателей на онлайн-школу. Это очень важно для нас, поскольку территориальная удаленность, она все-таки имеет определенные особенности, и когда мы не знакомы с нашей целевой аудиторией, конечно, брать на программы бывает сложно. Но вот такие тесные профессиональные контакты, они как раз-таки нас сплачивают и помогают совместно реализовывать такие интересные проекты. Инновационные дистанционные технологии, думаю, что здесь нет необходимости на них много останавливаться. Среда Moodle, в которой мы реализуем онлайн-школу, позволяет нам использовать различные технологии, среди них и геймификация, и сторителлинг. Прежде всего, мы думаем, что данные технологии будут интересны детям, поскольку для них важно, чтобы процесс обучения шел в непринужденной игровой среде. Мы старались обеспечить эту среду использованием различных значков с уровнями, где система подсказывает, что вот как в какой-то игре он достигает определенного уровня, что он большой молодец, что осталось совсем чуть-чуть. И действительно, когда слушатель видит свое достижение в своем личном кабинете, я думаю, что это его стимулирует и мотивирует для дальнейшего изучения, для того, чтобы, дойдя до конца, он наконец-то мог добраться до своего электронного сертификата, выгрузить его и понять, что вот все, что весь проделанный путь, он был сделан просто не зря.
перспективы проекта буквально несколько слов. Понятно, что этот проект, как мы его видим, он будет долгоиграющим, что мы его будем расширять и углублять еще в следующем году. В этом году мы сделаем, понятно, что в декабре определенный срез, но мы не будем останавливаться на достигнутом, мы будем расширять наши программы. Сейчас они в объеме 18 часов, мы их доведем до объемов 24, 36 и далее. Важно, конечно, что мы будем поддерживать наших слушателей через онлайн-обучение на той платформе, которую я вам продемонстрировала. И мы очень надеемся, что данная модель взаимодействия расширит наше инновационное образовательное пространство и способствует развитию международных связей. И мы сможем подключить не только те 6 стран, которые были обозначены, но и более охват аудитории будет более широким. Еще одна задача проекта, которую мы также надеемся, что она будет решена, и она будет в дальнейшем также реализована, это система поддержки русскоязыковой среды за рубежом. И наши коллеги, партнеры, они нас в этом поддерживают и активно включаются в совместную деятельность. Коллеги, на этом все. Это такая краткая справка о том проекте, который сейчас реализуется, прежде всего, кафедрой филологического образования. Также мы подключаем наших педагогов-практиков республики, которые могут представить свой лучший опыт нашим зарубежным коллегам и поддержать наших коллег в плане изучения русского языка. На последнем слайде наши контакты, я думаю, что вы все с ними знакомы, и мы всегда готовы к сотрудничеству, открыты для диалога и для дальнейших каких-то совместных планов и проектов. Уважаемые коллеги, на этом мое краткое выступление закончено. Сейчас я хочу передать слово своей коллеге, глубоко уважаемой Валентине Матвеевне Лудыковой, которая является старшим методистом кафедры филологического образования. Валентина Матвеевна – доктор филологических наук, автор многочисленных работ по коми-языкознанию. Я думаю, что нет необходимости лишний раз представлять Валентину Матвеевну, нашего ученого, который известна не только на территории Республики Коми, но и за ее пределами, за пределами даже Российской Федерации, поскольку Валентина Матвеевна тесно сотрудничает и с зарубежными коллегами. Слово предоставляю Валентине Матвеевне. Я думаю, что она сама обозначит свое выступление. Спасибо, Светлана Семеновна. Мы сегодня уже были доклады, посвященные проблемам билингвизма, двуязычия, и я также хочу обратиться к этой проблемам двуязычия, и мой доклад называется «Коми-язык в условиях активного билингвизма». Каждый национальный язык отражает окружающий человека, мир, культуру, а также формирует человека, его мировоззрение, национальный характер. Особое место в жизни каждого человека занимает родной язык, с которым знакомятся с первых дней жизни и его активно используют в бытовом общении, в учебной, профессиональной и другой коммуникации. Через него познают окружающий мир, природу, среду, людей, знакомятся с достижениями культуры своего народа, своей страны, а также и мировой культуры. Для народа Коми, проживающего в республике Коми на северо-востоке европейской части России, то, что у нас на карте обозначено, таким родным языком является коми-язык, который имеет тысячелетнюю историю своего развития. Глубокие корни имеет и коми-литературный язык. Коми-язык является одним из старописьменных финно-угорских языков. Письменность и первые нормы были созданы еще в XIV веке, а в XIX веке были изданы нормативные грамматики, различные словари, учебная литература, появилась художественная литература. Но функциональная наполненность в тот период была еще весьма ограниченной. До начала XX века язык жил в основном в диалектах. В наши дни коми-язык выполняет различные общественные функции. Используется прежде всего в сфере образования, культуры, СМИ, а также в области науки, в официальной деловой сфере. Язык развивается в двух своих разновидностях – диалектной и литературной.
необходимо иметь в виду, что существует самая тесная связь между языком и обществом, что процессы, происходящие в обществе, отражаются на судьбе любого языка. Все изменения, которые происходили и происходят в жизни, оказывали и оказывают непосредственное влияние на языковую коммуникацию, на развитие, функционирование языков, в том числе коми. На жизнь, развитие языка влияет социальная структура, социальный статус, уровень образования, культура носителя языка. Серьезное влияние оказывает и контакты с другими народами, с другими языками, коммуникативная среда. И все это хорошо видно на примере коми-языка и особенно в настоящее время. Особенность сегодняшнего дня состоит в том, что коми-язык функционирует и развивается в условиях тесного взаимодействия с русским языком, с русской культурой, в условиях массового и активного билингвизма. Массовое двуязычие стало интенсивно развиваться в нашей республике в советское время. Сегодня все коми владеют двумя языками. Молодые практически с рождения являются коми русскими билингвами. С одной стороны, владение двумя языками лучше развивает память, внимание, мышление. Билингвы обладают более широким кругозором, смотрят на одну и ту же ситуацию с позиции двух языковых культур. У них имеются широкие возможности общения в современном мире. Двуязычие способствует сближению народов, взаимообогащению их культур. С другой стороны, важно, чтобы в этих условиях, когда в речи используется два языка, второй из которых является коммуникативно более сильным, не забывался и родной. Важно знать в этих условиях и его. В условиях массового и активного билингвизма необходимо показать роль родного языка, богатство человека, владеющего двумя языками, роль многообразия языков в жизни общества. Показать, что для того, чтобы быть профессионалами во всех сферах деятельности, необходимо знать и родной, и русский язык, что знание родного языка способствует лучшему усвоению второго языка, а в некоторых случаях и третьего языка. Известно, что ни один народ не может жить изолированно от других. Все народы ведут постоянные контакты с соседями. Каждый языковой коллектив учится чему-то у своих соседей. Не является исключением и коми-народ, который в течение многовекового своего развития также имел многочисленные связи с другими народами. Наиболее интенсивные и длительные культурные, экономические, лингвистические контакты были, естественно, с русским народом, которые продолжаются и в наши дни. Давняя и богатая история коми-русских контактов, в том числе и языковых связей, начинаются с XI века, с расширением владений Новгорода. Но особенно широкие, интенсивные и разнообразные связи начинаются с XII-XIV веков, а в 1481 году коми-край вошел добровольно в состав Московского государства. А в условиях сегодняшнего дня эти контакты все более расширяются и углубляются. И понятно, что многовековая история взаимодействия двух генетически и типологически неродственных языков не остается бесследной. Ее результаты очевидны на современном этапе развития. Естественно, в результате любых языковых контактов возникают явления заимствования и уподобления. Влияние русского языка в течение нескольких столетий отражается на структуре и словарном составе коми-языка, а также и в его развитии, преподавании, функционировании.
Отметим, что в современных условиях билингвы, особенно молодые, подрастающее поколение, имея возможность выбора языка коммуникации, все чаще выбирают русский. Ему отдается предпочтение даже в бытовой сфере. Коммуникативная мощность коми русского языков, естественно, не была равнозначной и в предшествующие периоды, но эта неравнозначность начинает особо проявляться в наши дни. В настоящее время телевидение, интернет, средства массовой коммуникации, культурное пространство молодежи способствует тому, что в молодежной среде ситуация двуязычия начинает быстро меняться в сторону отказа от родного языка и перехода на доминирующий. Понятно, что выбор языка в коммуникативном процессе зависит и от его статуса, от числа носителей. Сегодня в условиях билингвизма для коммуникации выбирают язык более высоким статусом, и не только молодые. Поэтому видим, что в последние годы коми-язык начинает выполнять в основном функцию межличностного общения в семье, среди близких людей, или выполняет функцию коммуникации социальных групп. Как правило, это в сельской местности и среди старшего поколения. Двуязычная молодежь, как уже отметили, все более погружается в язык и культуру большинства. Все меньшее число молодых свободно владеет родным языком. Видим, что родной язык во многих случаях используется лишь на уроках. Зачастую он не передается детям родителями сознательно, поскольку не имеет практической ценности в общенациональном или даже в региональном масштабе. Престижность и практическую ценность имеет русский язык. Происходит сдвиг между поколениями, когда младшее поколение перестает использовать родной язык. Это может быть условием для начала языкового сдвига. Кроме того, под влиянием интернета, различных электронных СМИ и цифровых технологий, русского языка и так далее, формируется особый тип речи, особенно молодежи. Наблюдается экспансия не только заимствованной лексики, фразеологии, но и грамматических форм, конструкций, которые не способствуют развитию языка. Понятно, что при билингвизме, особенно при активном, наблюдается явление интерференции, воздействия языка билингва на другой, а также результат этого воздействия. Интерференция выражается в проникновении фонетических, грамматических и лексических особенностей одного языка на другой. При этом возможно отклонение от нормы, что необходимо учитывать при обучении как родному, так и государственному русскому языку. Если у старшего поколения явление интерференции наблюдается в основном при коммуникации на русском языке, то у молодых, напротив, отмечается сильное влияние русского языка на родную речь. Это воздействие проявляется не только на лексическом уровне, но и глубже на грамматическом и фонетическом. Об этом необходимо помнить при преподавании родного языка. Известно, что в коми и в русском языках не совпадает ни система гласных, ни система согласных. Они отличаются как качественно, так и количественно. Имеются трудности в освоении некоторых согласных русского языка. Из-за влияния русского языка нарушаются зачастую фонетические, орфоэпические нормы. Например, под влиянием русского языка наблюдается оглушение конечных согласных, как в русском языке, например, кыв вместо кыб, язык или слово. Палатальные согласные ща, жа, тя, дя стали произноситься более твердо.
появляются мягкие ре, б, в и некоторые другие согласные, отсутствующие в коми-языке и так далее. Все эти явления представляют собой нарушение норм коми-литературного языка. А пару десятилетий назад было наоборот. Под влиянием произношения палатальных согласных щ, ж, те, де родного языка отмечалось их слишком мягкое и даже шепелявое произношение в русской речи, что видим в речи старшего поколения. Различие в грамматической системе этих языков является причиной интерференции и в этой области. Наблюдается парадоксальное смешение двух языков, смешение коми и русских грамматических форм и конструкций. В области грамматики в последнее время отмечаются многочисленные нарушения. К примеру, сегодня в речи билингвов наблюдается нарушение порядка слов в определительных сочетаниях. Под влиянием русского языка начинает разрушаться категория притяжательности, лично притяжательные суффиксы все чаще заменяются местоимениями «мой», «твой», «наш» и так далее. Отмечаются и другие нарушения в области грамматики коми-языка. И особое внимание следует обратить на изучение категории числа, падежа существительных, времени, вида, залога глагола, категории имени прилагательного, синтаксические связи слов в предложении, категории одушевленности, неодушевленности и так далее. В речи билингвов используется неоправданное количество заимствований из русского языка, которым имеются соответствия в родном языке. Таким образом, ими забываются многочисленные исконные слова, уходят из активного словарного запаса целые пласты лексики. К примеру, вместо коми-числительных интенсивно начинают использовать русские числительные, и они начинают вытеснять эту категорию вообще. Активно вводятся подчинительные союзы «что», «чтобы», «если», «пока» и так далее. Все это необходимо учитывать и при преподавании коми-языка в современных условиях. Особое внимание следует обратить на грамматические, лексические, орфоэпические нормы литературного языка. Но явление интерференции необходимо учитывать и при преподавании русского языка коми-учащимся, у которых под влиянием родного языка могут быть трудности в изучении подчинительных связей, особенно согласования определения с определяемой, категории рода, числа, именных слов и так далее. Очевидно, что в условиях активного билингвизма в образовательном процессе следует обращаться к проблемам сопоставительной типологии коми и русского языков, к сопоставительному методу, одному из ведущих методов исследования и преподавания языков, что дает возможность наиболее точно выявить и описать специфические особенности родного языка на всех его уровнях, общие, а также и универсальные черты этих генетически и типологически неродственных, разноструктурных языков. Этот метод способствует лучшему усвоению многих языковых явлений, более наглядной подаче изучаемого языка, лучшему выявлению и пониманию специфических черт, внутренних закономерностей развития языков. Обращение к сопоставительной типологии способствует глубже понять грамматическую систему разноструктурных языков, дает конкретные знания о сходстве и различиях в фонетической, лексической системе, морфологической и синтаксической структуре коми и русского языков. Знание элементарных сходств и различий грамматического строя этих языков позволит вовремя устранить ошибки, успешно проводить коммуникацию в различных ситуациях в устной и письменной форме, развивать языковые компетенции билингвов.
Следует сказать, что массовое двуязычие оказывает влияние и на развитие языка. Появляется, мы уже сказали, много заимствований из русского языка или из других языков через русский. Отмечаются изменения и в грамматической структуре, фонетической системе. На современном этапе развития словарного состава комязыка заимствования являются одним из способов наименования новых понятий. Хотя отметим, что в настоящее время отмечается и тенденция к неологизации. Очень много новых слов образуется на базе коми-языка. В условиях массового и активного билингвизма закономерно используется как готовый лексический материал, лексические единицы русского языка, уже имеющие общественно закрепленную связь с явлениями, которые требуют обозначения и усвоения в практике общения. Отметим, что заимствования подвергаются фонетической и морфологической адаптации. Например, мягкие фонемы русского языка ре, пе, бе, ве, не, мягкий, произносятся твердо, например, букварь. В стечении согласных в начале слова происходит выпадение одного из них, так как для коми-языка это явление в течении согласных не характерно, например, дева, вдова, друг, вдруг и так далее. Несклоняемые существительные русского языка в коми-языке начинают склоняться пальто, тыг, без пальто. Существительные, имеющие в русском языке только форму множественного числа, в коми-языке воспринимаются как существительные единственного числа, поэтому они способны принимать маркер множественного числа яс, суффикс. Каникул, яс, каникулы, ну, значит, осенние, весенние, зимние, но не одни. Очки, яс, очки, но не одни. А если одни, то очки. Заимствования, с одной стороны, расширяют лексический состав коми-языка, так как входят слова, обозначающие понятия стремительно меняющегося мира, стремительно меняющейся жизни. И таких слов очень много. Они расширяют синонимические ряды, но во многих случаях являются неоправданными, так как заимствования используются тогда, когда имеются исконные лексические единицы. Они, к сожалению, встречаются в текстах художественной литературы. Например, «Кола петка длинных созидательность, простой труженик лишь образ». Нужно показывать образ созидателя, простого труженика. Такое неоправданное использование заимствований не способствует развитию языка. В этих условиях массового и активного билингвизма в коми-язык из русского вошли, скажем, согласные ФХЦ, которые несколько десятилетий и столетий назад еще заменялись фонемами П, К и Ч, но сейчас они являются согласными, которые вошли в литературный язык. Из русского языка переносятся и порядок слов предложений, особенно в атрибутивных сочетаниях, некоторые грамматические конструкции. Например, под влиянием русского языка в настоящее время, последние десятилетия, активно развиваются инфинитивные предложения, различные типы сложных предложений. Расширяется использование творительного падежа не только существительных, но и прилагательных. Номинативная форма имени существительного во многих случаях заменяется формой родительного падежа и так далее. Простые предложения, характерные для коми-языка, с причастными и депричастными оборотами, все чаще выполняются сложно подчиненными предложениями, и особенно в речи молодых. Некоторые из них расширяют из этих конструкций синтаксические возможности языка, расширяют ряды синтаксических синонимов, но другие нарушают грамматические
синтаксические нормы. Понятно, что в условиях двуязычия, в целях сохранения и развития языка необходимо стимулировать интерес, воспитывать уважение к родному языку, который сохраняет и отражает культурные, нравственные ценности, накопленные народом в течение многих столетий. Необходимо воспитывать основы успешной социализации личности, потребности сохранять чистоту языка как явление национальной культуры. Каждый язык окружающий мир воспринимает по-своему. Лингвистическая картина мира у каждого народа различная. И поэтому каждый язык представляет большую ценность для всего человечества, жизни общества. И каждый язык должен быть сохранен, и особенно в двуязычных регионах, и особенно в наших условиях 21 века, когда мы отмечаем и процессы глобализации, и билингвизма, и так далее. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, огромное спасибо Валентине Матвеевне Лудыковой за такой научный, глубоко продуманный доклад, поскольку Валентина Матвеевна всегда очень старательно готовится к каждому выступлению. Мы понимаем, какой кропотливый труд был проведен для того, чтобы сейчас мы с вами услышали в такой интересной, доступной форме все эти процессы, которые происходят в языковой среде, именно связанные с активным билингвизмом. Огромное спасибо Валентине Матвеевне. Мы сейчас переходим к еще одному выступлению. Я с удовольствием передаю слово Ирине Дмитриевне Ускелевой, методисту, старшему методисту лаборатории национальных проблем дошкольного образования Коми Республиканского института развития образования. Ирина Дмитриевна представит нам эффективные образовательные практики формирования детского двуязычия на примере Республики Коми. Уважаемая Ирина Дмитриевна, вам слово. Bonjour, добрый день, коллеги. И в настоящее время федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования регламентирует весь процесс организации образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Одним из ключевых моментов этого документа является важность взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагоги, дети и их родители. Для результативной совместной деятельности необходимым условием можно считать применение инновационных подходов. Одним из таких подходов является разработка и реализация образовательных практик. Что такое образовательная практика? Это организованная совместная деятельность, имеющая конкретный образовательный результат. Данная форма деятельности рассматривается как практикоориентированная образовательная деятельность, выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии с их интересами и потребностями, позволяющая получить или увидеть конкретный результат. В лаборатории национальных проблем дошкольного образования разрабатываются пособия по разным направлениям. Именно они дают содержание для образовательных практик. Для того, чтобы их организовать, а именно активизировать педагогов и родителей, а также создать условия образовательных практик, мы организовываем различные проекты. И эти проекты способствуют активизации речи детей, повышению мотивации среди родителей и педагогов. В 1998 году на канале Коми-Гор была создана познавательно-развлекательная радиопередача «Джолюк», то есть «Малышок». Затем до 2007 года осуществлялся выпуск образовательной телепрограммы «Кекенач» «Ладушки». В настоящее время на канале Юрган реализуется новый телепроект «Чолам Джолюк. Привет, малыш». Передача предназначена для детской
аудиторию в возрасте от 3 до 7 лет. И основные, видите на слайде, основные персонажи передачи – это известный всем забавный петушок Кикурулю и рассудительная собака Ваткаль, ведущие и собеседники для детей. Эти передачи дают воспитателям ориентиры в работе, формируют познавательные интересы и социальную активность детей, повышают престиж коми-языка в обществе. Радиопередача «Джолюк» и телевизионная программа «Киканач» являются первыми коми-радио и телевизионными образовательными программами для детей дошкольного возраста. С 1999 года уже стало традиционным проведение праздника Чолом Джолюкяс. Праздник позволяет сплотить между собой не только детские сады и школы, но и педагогов и родителей. С 2015 года совместно с Коми Войтер реализуется республиканский проект «Школа игропедагогики Джолюк Малышок» на грантовые средства разных фондов. Цель данного проекта – это популяризация двуязычного развития детей с раннего возраста, активизация детско-родительских отношений через участие в игровых мероприятиях и театральных постановках. Проект реализуется через разные формы работы с педагогами, родителями и детьми. Это семинары, практикумы, тренинги, фестивали детско-родительских театров, выставки игровых материалов. Деятельность мастерской осуществляется на 2 государственных языках Республики Коми – коми и русском, что предполагает естественное погружение детей в двуязычную языковую среду. Дети, участвуя в мероприятиях вместе с родителями, демонстрируют свои таланты, получая при этом искреннее удовольствие от собственного успеха. Мы видим, что это способствует формированию социальной активности ребенка, становлению позитивных детско-родительских отношений и, конечно же, оставляет за собой яркие впечатления на всю жизнь. По итогам реализации проекта «Школа игропедагогики Джолюк Малышок» создаются методические и дидактические пособия, которые вы видите на экране. С 2016 года проводятся акции и фестивали, направленные на активизацию речи детей, а также активизацию педагогов, родителей. Они проходят в онлайн-режиме, вы видите на экране. Предоставленные материалы отличаются самобытностью, оригинальностью, креативностью. Выступления раскрывают творчество и педагогическое мастерство педагогов, любовь к родному коми-языку и желание сделать все возможное, чтобы язык жил и звучал из уст наших детей. А со стороны детей мы видим большое желание говорить на родном языке. Вы здесь видите фотографии отправленных работ именно на акцию. Вот у нас в этом году прошла акция ко Дню родного языка «Олам Коми, Чорни там Коми», «Живем в Коми, говорим по Коми». И в этом году было представлено 206 творческих работ. И хочу обратить ваше внимание на статистику участия в этой республиканской акции. Здесь мы видим, что вот эта акция, обратите внимание на статистику 2017 года и обратите внимание на статистику этого года. Конечно, видим колоссальную разницу. В этом году 874 участника было. Количество дошкольных образовательных учреждений, которые были задействованы, 92. И все муниципалитеты Республики Коми участвовали в этой акции. В
В 2020 году сотрудники лаборатории участвовали в культурно-просветительском проекте «Бабушкины сказки» Фонда изучения и сохранения родных языков народов Российской Федерации, направленный на взаимодействие семьи и образовательной организации. Мы видим на слайде комплект, вот в этом демонстрационный комплект, в котором 16 коми и столько же русских сказок. Это фольклорные и литературные сказки, которые распределены в специальной культуросберегающей дидактической системе, объединенные едиными концептами, такими как взаимопомощь, дружба, доверие, гостеприимство, доброта и так далее. Содержание данного комплекта позволяет организовать интерактивное взаимодействие ребенка и взрослого. При знакомстве со сказкой дети узнают новые слова, отвечают на вопросы и выполняют различные творческие задания. Многие детские сады, можно сказать, уже практически все детские сады в Республике Коми получили этот комплексный демонстрационный материал и эффективно используют в работе. И даже уже делятся своими фотографиями применения данного комплекта демонстрационного материала. Для формирования единого информационного пространства лаборатория открыла в социальной сети ВКонтакте группу «Джолюк Малышок». Вы видите на экране. Эта группа для нас... В группе дается полная информация о всех мероприятиях лаборатории. Это акции, которые мы проводим, фестивали, онлайн-школы, проекты, образовательные практики, новинки литературы и так далее. Эта группа для нас можно считать как окно диалога, через которое идет связь с педагогами. На сегодняшний момент более 2000 участников группы, если поточнее, сегодня я специально посмотрела, 2377 участников группы. Количество увеличивается изо дня в день, что говорит о заинтересованности педагогов и родителей в наших мероприятиях и проектах. Если вы еще не вступили в нашу группу, то приглашаем. Будете всегда в курсе всех событий в лаборатории национальных проблем дошкольного образования. Ати Виджедамыш. Уважаемые коллеги, огромное спасибо Ирине Дмитриевне. Действительно, лаборатория национальных проблем дошкольного образования ведет колоссальную работу по поддержке и сохранению родных языков, прежде всего в дошкольных образовательных организациях. И вы сейчас воочию увидели те методические разработки, которые предлагает лаборатория, те мероприятия, которые проводятся сотрудниками, методистами этой лаборатории. Действительно, это очень важно в плане сохранения, развития языков, для развития нашей республики. Поэтому огромное спасибо нашим коллегам за тот титанический труд, который они держат на своих хрупких плечах. Уважаемые коллеги, огромное спасибо Ирине Дмитриевне. И у нас остался буквально один доклад. Да, вот Лилия выражает слова благодарности Ирине Дмитриевне. У нас осталось одно выступление. Я с удовольствием предоставляю слово Марии Валерьевне Коснаревой, нашему удивительному педагогу-практику, который транслирует опыт по сохранению родного языка. Мария Валерьевна является педагогом государственного коми-языка, но тем не менее всей душой поддерживает, переживает именно за сохранение родного языка на территории Республики Коми. Мария Валерьевна является победителем республиканского конкурса Коми Велодыш 2021 года. Мария Валерьевна очень успешно представила нашу республику на мастер-классе, всероссийском мастер-классе в Москве, стала одним из победителей этого мероприятия. И Мария Валерьевна всегда очень активно включается во все мероприятия, которые связаны именно с поддержкой коми-языка, с трансляцией практического опыта. И мы в лице Галины Владимировны, в лице всех сотрудников
института, кафедры филологического образования, лаборатории этнокультурного образования. Выражаем слова огромной благодарности Марии Валерьевне за тот профессионализм, который она демонстрирует своим трудом. И сейчас, когда в летний период мы готовили нашего участника, нехорошего Людмилу Владимировну, к выступлению на конкурсе «Лучший учитель родного языка», Мария Валерьевна как раз была наставником Людмилы Владимировны Нехорошевой. И, наверное, во многом благодаря Марии Валерьевне и ее трудов Людмила Владимировна достойно представила нашу республику уже в Ставропольском крае. Уважаемая Мария Валерьевна, вам слово. Я думаю, что здесь уже нет необходимости еще что-то говорить, поскольку Марию Валерьевну знают все педагоги республики именно как удивительного учителя-практика. Мария Валерьевна, вам слово. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего семинара. Сразу хочу сказать еще раз, начать свое выступление с того, что я действительно учитель-практик, учитель коми-языка в сельской школе, и для меня важно сохранять мотивацию к изучению коми-языка, а для этого я создаю такие условия на уроках и во внеурочное время, где учащиеся с интересом изучают преподаваемый мной предмет и получают видимый результат своей деятельности. Поддерживать интерес, развивать креативность, поддерживать креативность школьников и, как следствие, повышать результативность обучения помогают мне инновационные формы обучения. Что я вкладываю в это понятие? Под инновационными формами обучения я представляю современные образовательные технологии, которые дают видимый результат. Это прежде всего проектные технологии, информационно-коммуникативные, приемы технологий развития критического мышления, ну и приемы языкового погружения. Как раз с приемов языкового погружения мне хотелось бы и начать сегодняшнее выступление. Я работаю с учащимися 5-9 классов. Обучаю их коми-языку, и в самом начале знакомства с ними я обычно провожу небольшую диагностику на предмет выявления начального уровня знаний учащихся по этому предмету. В этом году я получила классы, скажем, с низким уровнем знаний. Тому способствовало множество причин, можно сказать. Во-первых, учащиеся изучают коми-язык лишь во 2-3 классе. Изучают в детском саду начальный уровень, можно сказать, потом приходят в 1 класс, в 1 классе не изучается коми-язык, во 2-3 классе изучается, и в 4 классе снова перерыв, снова этого предмета в учебном плане нет. И поэтому дети, еще можно сказать, что в это время в начальной школе дети активно начинают изучать предмет английский язык, и совершенно понятной становится причина низкого уровня владения коми-языком в 5 классе. Столкнувшись с этим, я решила, что мне нужно все-таки восполнить тот материал, который был утрачен в начальной школе или не получен детьми. И поэтому я подготовила для своих ребят рабочую тетрадь. Рабочая тетрадь – это и справочник, и план урока с заданиями, которые интересны детям. Рабочая тетрадь, она соответствует учебнику коми-языка, то есть программе по коми-языку для 5-9 классов. Но в то же время она дополняет, вот эта рабочая тетрадь, она дополняет, значит, учебник заданиями, которые направлены на развитие коммуникативных навыков, познавательных навыков и так далее, и которые как раз направлены на восполнение того дефицита, который получили в знаниях, которые получили ребята раньше. И поэтому обратите внимание, задания построены таким образом. Значит, здесь даны и словарные слова, которые часто мы детей заставляем записывать, чтобы они запомнили, словарики вели, но тут эти слова уже даны, значит, в печатном варианте. Ребятам, значит, данные рабочие тетради, каким образом мы ведем?
мы распечатываем один листок на урок и работаем по этому, значит, материалу весь урок, возможно, и даже переходим иногда и на следующий урок. В чем плюсы, как мне кажется, данной формы работы? Значит, в 5 классе еще не очень хорошо сформирован почерк у детей, и поэтому зачастую они не понимают, собственно, написанные слова, собственно, написанный почерк, свой почерк. И поэтому здесь очень хорошо вот в эту работу и подключаются и родители. Они могут проконтролировать, как написано слово, оно верно написано, соответственно, где-то повторить слова дома могут. Где-то тексты, обратите внимание, здесь даются тексты с пропусками. То есть и вот такая форма работы тоже, она не очень сложна детям, поскольку мы вместе с детьми составляем тексты по заранее подготовленному шаблону, где они просто дописывают слова, и получаются такие небольшие тексты. С этими текстами потом тоже много работаем, озвучиваем, рассказываем, читаем, рассказываем. Ну и дополнительно здесь еще на каждый урок готовлю такой интересный материал, когда есть и игры, допустим, включая народные игры коми, и какие-то кроссворды, филворды, есть даже вот место для рисунков. Бывает такое, что дети устают на уроке, или, допустим, кто-то пишет быстрее, кто-то медленнее, и для тех ребят, которые закончили работу пораньше, есть такая возможность просто порисовать, раскрасить картинки. Естественно, эти картинки тоже связаны с темой урока, и они тоже играют определенную роль. Значит, после того, как мы, допустим, поработали со всеми заданиями, у нас есть возможность еще описать те картинки, которые здесь разрисовали, раскрасили наши учащиеся. Данная форма работы направлена на развитие всех видов универсальных учебных действий и познавательные, поскольку данная тетрадь содержит и познавательные задания, и личностные, поскольку здесь, опять же, каждый ребенок видит свой личностный результат. И, значит, здесь информация конкретно о каждом ребенке. Допустим, если тексты «Моя семья», то, соответственно, мы здесь пишем, каждый ребенок пишет о себе. Если пишет, описывает внешность, то описывает внешность свою и так далее. И коммуникативные навыки формируются, потому что мы здесь работаем с текстами, и регулятивные, соответственно. Значит, данная тетрадь содержит и такие листы, страницы с самооценкой. То есть вот сейчас, допустим, в конце четверти нами тоже разработан такой, значит, рабочий лист, где детям предлагалось написать небольшой текст, перевести небольшой текст. И очень были глаза такие, на прошлом уроке еще это было, и такие были удивленные глаза детей, они сами не поверили себе, что у них получилось, наконец, и составить небольшой текст, и перевести. А в начале урока еще, значит, у них была такая боязнь того, что я не справлюсь, это же тяжело, это же коми-язык, это же я не знаю. И в конце урока такое, значит, умиротворение, такое, они так были довольны собой, что у них все получилось. То есть вот такая форма работы, она дает положительный результат. В основе любой инновационной деятельности лежит творческое начало. Творческая деятельность предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной форм личности, сфер личности. Это одна из главных задач современного образовательного процесса. Именно поэтому я всегда стараюсь подходить к урокам творчески и предлагаю ребятам различные формы проведения уроков. Это уроки игры.
интеллектуальные, народные подвижные игры на улице, подвижные игры и в малом зале, в спортивном зале. Это настольные игры и так далее. Это очень нравится детям. Это уроки проекта, защиты проектов. Проекты могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными. Мы очень любим и краткосрочные проекты выполнять. Допустим, при изучении пословиц и поговорок на тему погоды, изменений в природе и так далее. Мы сравниваем пословицы на русском языке и на коми-языке, находим аналогии какие-то, сравниваем, соответственно, рисуем эти пословицы и поговорки, значит, приметы мы рисуем, и, соответственно, эти рисунки еще описываем, те образы, которые получились у ребят. И тут тоже получается и коммуникация, и развитие творческих способностей ребят также развивается. Следующий тип, это, значит, тут тоже можно сказать, что это урок-проект, да, урок по развитию творческих способностей детей. Это создание дидактических игр, лэпбуков. Очень мне нравится эта форма работы. После изучения определенной темы мы составляем вот такие дидактические игры, включаем их в лэпбуки, и дети в группах составляют сами эти игры, а потом играем в них. И получается очень хорошая систематизация того материала, который был изучен в течение нескольких уроков, даже, можно сказать, всей четверти. Так, следующий тип уроков – это уроки-концерты. Вот совсем недавно у нас прошел концерт по теме Семен Иванович Налимов, значит, коми Страдивари. Тут же мы изучили композиторов коми края. Ребята, те, которые занимаются в музыкальной школе, пришли с балалайками, с музыкальными инструментами своими и исполнили, музыкальные произведения композиторов Республики Коми. Это было очень интересно, причем ребята, уже зная, что возможно проявить свои творческие способности на уроках коми-языка, вот они сами предложили, а можно мы следующий урок проведем сами. Естественно, такая работа приветствуется, причем ребята готовятся очень серьезно. Они принесли материалы, они принесли книжки, они показали, значит, какие композиторы у нас есть, и исполнили их произведения. Соответственно, уроки коми-языка являются такими, можно сказать, возможностью такой для ребят, где они могут проявить свои творческие способности. Уроки квесты любим проводить. Вот на слайде мы видим урок квест по следам героев легенды преданий коми народа, который был подготовлен восьмиклассниками для учащихся начальных классов по итогу изучения также большой темы легенды и предания коми народа. Это уроки-спектакли. Уроки-спектакли мы готовим с помощью и кукольного театра, и играем сами, маленькие постановки ставим. И это тоже развивает и коммуникативные навыки, и познавательные, и регулятивные, и так далее. Также выходим на создание видеофильмов на коми и русском языках. То, что у нас получается, мы снимаем, и очень часто выходим уже с готовыми фильмами на различные конкурсы. Это тоже мотивирует ребят на изучение коми-языка, значит, развивает их интерес к изучению коми-языка, и они понимают, что коми-язык является таким средством, с помощью которого они могут показать, опять же, себя, представить себя и показать свои творческие способности. Таким образом, значит, инновационные формы обучения способствуют организации и активизации учебной деятельности школьников, повышают результативность обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках коми-языка. Спасибо за внимание.
Мария Валерьевна, Зебуджидатча. Спасибо огромное Марии Валерьевне за тот опыт, который представила нам сейчас в рамках нашего международного семинара. Действительно, как всегда, интересно и удивляешься, когда Мария Валерьевна все это успевает. Мария Валерьевна, поделитесь планами на будущее. Какие у вас дальнейшие наметки? Так, дальнейшие наметки, конечно, значит, помним, наверное, что мы проводим конкурс такой республиканский, уже проводили несколько лет, Олам Вылам Комимун, и в этом году, вот не в этом году, но в этом учебном году я также планирую провести вот такой, организовать такой конкурс Олам Вылам Комимун, который будет проходить вот на сайте данного конкурса, и предложим учащимся школ нашей республики включиться в активную такую деятельность, конкурсную деятельность и представить свои умения, свое творчество на таком большом уровне, высоком уровне. Коллеги, берите вооружение, республиканский конкурс для детей, связанный с обучением и не только языку, но и культуре. Я думаю, что там он такой многоаспектный, да, конкурс? Да. Обязательно включайтесь, участвуйте вместе с детьми. Я думаю, что здесь получите только максимум удовольствия и пользы. Огромное спасибо Марии Валерьевне. Действительно, вот в чате уже появляются отзывы наших участников. Тот опыт, который хочется, чтобы его перенимали наши коллеги, поскольку много интересных приемов и методов использует Мария Валерьевна в своей работе. Огромное спасибо, Мария Валерьевна, и надеемся, что встретимся с вами опять в ближайшем будущем на очередном мероприятии по поддержке и продвижению русского языка. И родного, и русского языка в том числе. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Коллеги, на этом мы завершаем работу нашего 3-го международного методического семинара. Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я думаю, что программа была довольно интересная, насыщенная, с участием федеральных экспертов, с участием наших международных коллег. Я думаю, что каждый из вас взял для себя что-то из этого мероприятия, что можно будет внедрить в свою практику, использовать в работе. Мы очень надеемся, что встретимся с вами ровно через год. Как правило, мы проводим данный семинар в октябре, поэтому будем рады вновь всех видеть с новой обновленной программой, с интересной программой. Мы всегда стараемся вложить в нее по максимуму интересные темы для того, чтобы действительно вдохновить вас, мотивировать вас на работу и дальнейшее совершенствование в области сохранения родных языков. Огромное спасибо, коллеги, всем, кто был с нами до конца. Были вопросы по поводу электронных сертификатов. Не переживайте, если вы проходили регистрацию, каждому на электронную почту придет такой электронный сертификат, поэтому если вдруг возникают сложности и сертификат не пришел, обязательно сообщайте, мы данный вопрос решим. Коллеги, огромное спасибо, всем творческих успехов и до новых встреч!